Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на открытии библиохакатона для сотрудников школьных библиотек Республики Коми и второго этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Библиохакатон стал ежегодным мероприятием, на котором обсуждаются актуальные темы, которые касаются школьных библиотек и центров. В этом году тема по информационной культуре школьника стала самой обсуждаемой как в республике, так и в России в целом. Участники же второго этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» представят сегодня фрагмент занятия по информационной культуре школьника. Конкурс проводится с целью поддержки и активизации работы школьных библиотек как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, которая обеспечивает современные условия обучения. Учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организатором конкурса является Коми Республиканский институт развития образования. Для открытия нашего мероприятия библиохакатона и второго этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека» приглашается первый проректор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования профессионального Светлана Николаевна Штыкляйн. Светлана Николаевна, вам слово. Уважаемые участники библиохакатона, уважаемые участники конкурса «Лучшая школьная библиотека», разрешите сегодня приветствовать вас в этом зале, в нашем институте, для представления своего опыта работы. Действительно, тема сегодня и библиохакатона, и того направления конкурса, ваших мастер-классов, ваших уроков, которые вы будете показывать, они направлены на формирование информационной культуры школьника. Это очень серьезная сегодня проблема, задача, она уже рассматривается на государственном уровне, рассматривается как задача именно формирования информационной культуры, то есть она нужна нашему подрастающему поколению для того, чтобы он мог разбираться в очень сложных, таких, наверное, масштабных, да, информациях, которые сегодня рассматриваются с точки зрения в информационном пространстве. Уважаемые участники конкурса, мы хотим вас поблагодарить, что сегодня вы все смогли прибыть, приехать, поучаствовать в очном формате. Нам очень приятно, вдвойне приятно, что сегодня вот такой вот состоится конкурс именно в очном формате. Мы всех вас благодарим, желаем вам прежде всего, конечно же, успеха. Мы желаем вам, чтобы вы смогли донести свои интересные мероприятия до окружающих и прежде всего до наших детей. Поэтому большое вам спасибо, успехов вам и, наверное, новых открытий, новых каких-то возможностей. Ну и, конечно, безусловно, здоровья всем нам и добра. Спасибо. Спасибо, Светлана Николаевна. После таких напутственных слов захочется работать, наверное, еще лучше и будет еще интереснее. Ну и в продолжении нашего мероприятия разрешите представить многоуважаемое и справедливое жюри нашего конкурса. Итак, председатель жюри Наталья Леонидовна Саврасова, председатель Республиканского методического объединения библиотекарей, заместитель директора по информатизации государственного бюджетного учреждения Национальная библиотека Республики Коми. Мамонова Нина Ивановна, библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 10 города Инты, победитель конкурса 2019 года, и Липина Раиса Борисовна, заведующая школьной библиотекой средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом, победитель 2020 года, с нами на прямой связи из Инты и Усть-Кулома. Мы приветствуем вас, да, надеемся, что вы нас слышите и видите. У нас в зале Манзадей Ольга Александровна, заведующая школьным информационно-библиотечным центром средней общеобразовательной школы села Усть-Уса. Это победитель второй номинации «Школьный центр» 2020 года. И у нас в членах жюри Латкина Наталья Александровна, библиотекарь Коми Республиканского института развития образования. Члены жюри очень добрые, хорошие, компетентные, поэтому всем успехов.
Конкурсанты, сегодня вам предстоит нелегкое конкурсное испытание. Провести мастер-класс, фрагмент занятий по основам информационной культуры школьникам, сидящими в зале сотрудниками библиотек и центров Республики Коми. А вот сидящим в зале участникам библиохакатона следует принять информацию, а далее обсудить и проработать материал. Подробнее об этом я немножко позже скажу. И перед тем, как начать проведение второго этапа конкурса, Елена Анатольевна, старший методист института, проведет жеребьевку с участниками конкурса. Я попрошу, пожалуйста, всех участников, а у нас сегодня 10 человек, пройти с Еленой Анатольевной в соседний зал. Ну, а пока проводится жеребьевка, небольшой экскурс в республиканское мероприятие для сотрудников школьных библиотек и центров. В 2019 году первая встреча была посвящена концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. Более 20 человек, разбившись на группы, образно создавали свои школьные центры. И приятным стали моменты, когда начали создаваться эти центры в нашей республике. Сейчас их 8, и находятся они в основном в сельских школах. В 2020 году библиохакатон проводился очно с онлайн-подключениями, как и большинство мероприятий того года. Был представлен опыт работы как по созданию школьных центров, так и о новых возможностях школьной библиотеки. Тема библиохакатона 2021 года «Формирование информационной культуры школьника. Опыт, проблемы и перспективы» стала актуальной после введения новых ВГОСов, где роль библиотеки прописана очень четко. Курс, который предлагается в учебниках Гендина Натальи Ивановны «Основы информационной культуры школьника», может помочь в изучении данного направления работы, учить школьников находить нужную информацию, составлять правильно презентацию, отчасти писать и оформлять проектную работу на данный момент возлагают на сотрудника библиотеки. Как это сделать? Когда? Зачем? Мы обсудим сегодня и завтра с представителями институтов образования города Челябинска и города Ярославля. Сотрудник школьной библиотеки сельской школы Челябинской области представит нам свой опыт работы. Они работают в этом направлении уже несколько лет и готовы поделиться с нами этим опытом. Сегодня участникам библиохакатона предстоит разработать 3 кейса с практическим материалом для школьных библиотек и центров. У вас в руках находятся материалы. Возьмите, пожалуйста, большие листы. Давайте мы с вами вместе посмотрим весь материал, который сегодня прилагается на библиохакатон. Мы предлагаем вам объединиться в проектные группы, ознакомиться с заданием хакатона и, ориентируясь на представляемый в рамках конкурса опыт, оформить и предложить идеи по решению главной задачи – формированию информационной культуры школьников 3 возрастных групп. Это начальная школа, это среднее звено, 5-8 класс и ребята 9-11 классов. Мастер-классы участников второго этапа и выступления гостей библиохакатона, которым можно задавать вопросы, потому что они у нас будут по онлайн-трансляции, вам в помощь. Я думаю, что информацию, которую вы сегодня соберете, обработаете и сделаете, поможет как вам, так и всем сотрудникам школьных библиотек. Наш опыт работы смотрят представители библиотеки имени Ушинского, это Москва. У нас сегодня работает там эксперт, который подключится к нам после обеда. С нами работает на связи, также смотрит за нашим мероприятием Челябинский институт развития образования, такой же, как и мы, и такой же институт развития образования города Ярославля, с кем мы сегодня и будем встречаться и работать. Они у нас на прямой связи. Не стесняйтесь задавать вопросы, которые у вас
возникнут в течение нашей встречи. Те, кто будет онлайн, к ним можно будет обратиться. Работаем мы с вами 2 дня. Сегодня до обеда проводим второй этап республиканского конкурса. Во второй половине дня мы работаем на Библию-хакатоне, смотрим подключения и выполняем практическую часть. Завтра до обеда представляем кейсы, и после обеда в 14 часов у нас награждение участников второго этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». Я думаю, что сейчас у нас пройдет жеребьевка, после которой определятся участники, в какой последовательности сегодня они будут выступать. Попрошу всех участников Библию-хакатона, кто приехал сегодня к нам в гости, группы поддержки, помочь участникам. Они у нас выполняют эту форму работы, представляют первый раз. Поэтому поддержать, помочь максимально, как это возможно. Они тоже переживают, как это и что это. Хорошо? Всем большое спасибо. Вопросы задавайте. Сейчас мы дождемся наших участников и начнем второй этап. Один маленький нюанс. Библиотека города Воркуты, которая участвует в номинации школьных библиотечных центров, будет у нас онлайн сегодня. Поэтому мы их поприветствуем, да, и продолжим с остальными участниками. Ну что, давайте встретим бурными аплодисментами, да, всех, кто к нам идет. Ну что, самые везучие уже смеются громко и радуются, да? Тем, кому повезло больше всех. Вдох-выдох. Мы с вами начинаем второй этап республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Номинация «Библиотечный центр. Возможности настоящего». Мы предоставляем возможность выступить сегодня первым муниципальное образовательное учреждение средней общеобразовательной школы номер 12 города Воркуты. Представит мастер-класс педагог-библиотекарь Татьяна Валерьевна Уляшева. Сегодня по сложившимся ситуациям Татьяна Валерьевна будет представлять нам урок онлайн. Поэтому все внимание на экран. Мы с вами будем смотреть прямой эфир мастер-класса. Здравствуйте. Меня видно и слышно, да? Татьяна Валерьевна. Меня видно? Татьяна Валерьевна, доброе утро. Да, вас слышно, Доброе. вас видно. Мы вас потревожили немножко раньше. Все переживаем. Желаем вам успехов, удачи. Вы у нас начинаете конкурс, поэтому вам ни пуха, ни пера. Мы смотрим, что вы нам показываете. У вас есть ровно 20 минут. Начинайте. Спасибо. Всем здравствуйте. Зовут меня Уляшева Татьяна Валерьевна. Я представляю школу номер 12 города Воркуты. Мы сегодня с вами отправимся в путешествие, как вы успели заметить, на слайде нашей презентации. Однако мы пока вам не скажем, в какое путешествие мы отправимся. Дети, вы любите путешествовать? Да. Кто не любит путешествовать? Я тоже люблю путешествовать, но я люблю путешествовать с веселыми, дружными ребятами. Вы веселые? Да. Вы дружные? Да. Вы много знаете? Да. Ну вот сейчас и проверим. Сколько материков на Земле? 6. Хорошо, знаем. А кто совершил первое кругосветное путешествие? Фернан Магеллан. Вы шикарные дети. Ну тогда вы скажите, пожалуйста, в какой стране, неправильно скажу, где живет снежная королева? В Лапландии. Ну, убили наповал, абсолютно правильно. Она живет в Лапландии. Лапландия существует
существует на самом деле. Она реальная. Вот карта, и мы это понимаем, что она реальная. Туда можно купить билет и поехать. Однако мы сегодня не поедем в Лапландию, мы поедем в другую страну, которая появилась на просторах интернета в 2012 году. Это очень молодая страна. Ее создали сотрудники Национальной детской государственной библиотеки. Конечно, им помогали педагоги, психологи, библиотекари. Как же без нас? Без нас обойтись нельзя. И создали они страну, замечательную, виртуальную страну. Называется она Вепландия. Знакомьтесь, это Вепландия. А чтобы наше путешествие было вам спокойным и полезным, я вам приготовила путеводители по этой стране. Прошу вас, путеводители по стране Вепландия. Так, посмотрите, пожалуйста, на обороте, где написано, что нам делать, куда мы поедем и так далее. Ну что же, давайте мы отправимся в Вепландию. Итак, в поисковой строке, у вас компьютеры открыты, в поисковой строке давайте наберем русскими буквами слово Вепландия. Получилось? Так. А теперь давайте мы нажмем, кликнем на первую ссылочку. Вепландия – лучшие сайты для детей. Кликаем. Вот она перед вами. Это страна виртуальная Вепландия. Как и любая страна, она состоит из городов. В Вепландии их 14. Посмотрите, пожалуйста, какая она сочная, яркая, красивая. Какие города, какие рубрики города вы здесь видите? Прошу вас, пожалуйста, Софья. София. Животные и растения, история и биографии, путешествия и туризм, игры и развлечения, иностранные языки, спорт, искусство, математика и естественные науки, электронные справочные ресурсы, все о человеке, экономика, бизнес и коммерция, литература и лингвистика, техника и изобретение, школьникам и абитуриентам. Ну что же, как и любая страна, Вепландия содержит, таит в себе огромные недра, залежи полезной информации. Вот в эти залежи мы сегодня с вами окунемся и будем их полезно, эти недра, добывать. Ну что же, давайте мы с чего-нибудь начнем попроще. Ну, пожалуйста. С искусством. Думаете? Да. А можно я вам предложу другой вариант? А можно в искусство вы окунетесь чуть-чуть попозже, а мы с вами сейчас попробуем и не в математику. Я думаю, а давайте в поделки, в игры и развлечения. Вот, в игры и развлечения. Как вы думаете, стоит нам туда зайти? Ну интересно, ну все же дети любим играть. Давайте мы в игры и развлечения зайдем. Кликаем. Смотрите, сколько здесь много подрубрик. Это и игры головоломки, и поделки, и раскраски, и коллекционирование, рукоделие. Эти подрубрики мы назовем, давайте, улицами города. Ну что же, предлагаю вам окунуться, ну, например, шикарные. Ну, в кулинарию, так в кулинарию. Поехали. Кликаем на кулинарию. Так. А теперь смотрите, как хорошо все устроено в Вепландии. Посмотрите, здесь указан возраст. Вот вам сколько лет? Вот и давайте выберем свой возраст, потому что именно в этом возрасте будут те рецепты, мне так кажется. А мы еще посмотрим сейчас, секундочку, как это не открывается. Что это не открывается? А мы еще должно все открыться. А где оно вообще есть? Вот. Вот. Сейчас все грузится, все грузится. Интернет делает такое. Так, выбираем возраст. Выбрали? Да. Выбрали. Ну что же, посмотрите, сколько здесь для вас полезных ресурсов. Полистайте, полистайте, не стесняйтесь. Сколько здесь полезных ресурсов, разных всяких, и море творческих идей для создания блюд. Посмотрите, пожалуйста. И десерт. Кто из детей не любит десерты? Я так и знала, что вы все туда упадете в эти десерты. Вот, и да. Калории считать мы тоже умеем. Ну что же, давайте мы попробуем зайти, но не в кулинарию. А давайте мы вернемся на главную страничку, и я вам покажу свой любимый раздел, свой любимый город. Давайте мы вернем. Нажимаем на стрелочку в верхнем
левом углу, нажимаем и вернемся на главную страничку. А как вы думаете, для меня, как для библиотекаря, какой очень важный и нужный? Литература и лингвистика. Нет. А еще? Иностранные языки. Нет. А подумайте. Электронные справочники. Вот, умница, умница. Электронные справочники и ресурсы. Посмотрите, сколько здесь всего много. Это электронные библиотеки, энциклопедии, словари, справочники, аудиокниги, проекты, радиопередачи. Ребятки, вот может случиться такая, ну, не знаю, необычная для вас вещь, я знаю, необычная для вас конкретно. Задали книжку, библиотека уже закрылась, или вы вспомнили про нее поздно. Где вы можете на книжной полке дома такой книжки нет. Где вы можете ее найти? Как вы думаете? Интернет. А если мы попадем в страну Випландия, тогда где вы думаете? Электронные справочники. Нет. А если это художественная книжка? Литература. Нет. Электронные библиотеки. Умница в электронных библиотеках. Ребятки, удивительное новшество нашего времени электронной библиотеки. А давайте мы туда зайдем. Давайте кликаем на электронные библиотеки. Сейчас все откроется, надеюсь. Вот. Все получилось, дети? Да. Все получилось. Ну давайте мы выберем свой возраст, правильно? Возраст у нас 11-14 лет. Выбираем свой возраст. Для каждого возраста все-таки свои книги, свои библиотеки, правда? Я предлагаю вам найти среди множества вот этих библиотек ту библиотеку, сотрудники которой создали эту великолепную страну. Она называется Национальная детская государственная библиотека. Ну-ка, полистайте, найдите, пожалуйста, ее. Ну и я вместе с вами. Ну, я-то уже нашла. А вы? Вот она. Давайте поищем. Кликаем на нее. Все у меня загружается? Загружается. Замечательно. А скажите, пожалуйста, что там написано про эту электронную детскую библиотеку национальную? Регулярно пополняемая бесплатная коллекция официальных книг. Вот. Обновляемая регулярно, то есть она пополняется регулярно, так же, как и библиотеки. Она содержит удивительные вещи. А вот, ребятки, вы знаете, например, что такое, ну, не только книжки содержит эта библиотека, а вы знаете, что такое диафильм? Да. Ну, вы вообще шикарные. Скажите, что такое диафильм? Это вот такой вот, как там картинка и под низом текст, который надо читать. Это мультик без звука. Давайте мы попробуем найти, есть такое или нет. Может, я смотрела здесь. Да? Давайте мы открываем, кликаем на картинку. Смотрите-ка, что здесь есть всего много. Книги, журналы, диафильмы, газеты. Давайте-ка мы диафильмы-то откроем. Конечно, я все могу. Давайте. Чаще черно-белый. Это мы убираем. Это реклама, она периодически выскакивает. Мы ничего не боимся. Так, Спасибо. так. Находим вот такую ссылочку. Крутится? Открывается? Загружается? Да. Вот она. Смотрите, ребяточки. Вот, хотите, я вам секрет расскажу? Не открывается. Сейчас мы поможем и вам тоже. Все загружается. А хотите, я вам секрет раскрою? А знаете, какой любимый диафильм нашего директора школы? Какой? Я вам сейчас покажу. Я сдам Марину Сергеевну. А я кто? Вот такой любимый диафильм Марины Сергеевны. Представляете? И, между прочим, она мне про этот диафильм очень много рассказывала. Правда? Раскрыла секрет Марины Сергеевны. Перешли к просмотру, и мы видим шикарный детский диафильм. Смотрите, можно листать, читать, можно показывать младшим братьям и сестрам. Вы посмотрите, как здорово, да? Дети, как же без этого? Ну что, друзья мои, мало того, что здесь диафильмы, в этой же библиотеке есть еще журналы и газеты. Это вообще очень большой, огромный пласт библиотечных ресурсов. Ну что, друзья мои, а теперь я предлагаю вам выйти на главную страничку, совсем на главную страничку выходим. И у меня для вас будет такое маленькое задание. Сейчас, секундочку. На стрелочку в левом верхнем углу нажимаем. И выходим на нашу разноцветную, красивую страничку. Все вышли? Да. Я вам предлагаю, девочки, а расскажите мне, в какой бы город вы поехали? Математику. Открывайте математику.
Открывайте свой любимый предмет, область знаний. Хорошо, помогу. Я пойду и нажимаю. Сходите, побродите по улицам этого города. Получилось? Вот. Пожалуйста, вы входите в свой любимый раздел, походите по улицам любимого города. Что вы там найдете? И мне потом расскажете. Все получается у всех. Не забудьте выбирать возраст, потому что это очень важно. Ну что, кто готов рассказать что-нибудь про свой любимый город? Прошу вас. Про биологию хочу рассказать. Пожалуйста. Биология – это такой раздел о науке биологии. Тут есть институт океанологии, биология, загадочный тропический лес, какое-то русло инфо, страна экологическая, море науки, интересные изобретения, Российский музей леса, УЧРУ и так далее. Замечательно. А кто еще хочет про свой любимый город рассказать? Да, я прошу вас. Я зашла в раздел истории и биографии. Тут есть всемирная история, история России, история религии, биография известных людей и раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Меня очень заинтересовали биографии известных людей. Я зашла, увидела биографию Александра Сергеевича Пушкина и зашла. Меня поразило то, что тут все кратко описано, то есть даже для сообщения подойдет эта информация. Очень хорошо, Даша, умница. Прошу вас, Лиза, да? Лиза, прошу вас. Да. Мне стало интересно спорт. Интересен спорт. Мгм. Здесь есть летние виды спорта, зимние виды спорта, технические виды спорта, боевые искусства, шахматы, шашки и такое прочее. А тебе, ой, Лизочка, извини, пожалуйста, а тебе какой больше вид спорта нравится? Зимний или летний? Мне больше нравятся зимние виды спорта. А конкретнее? Ну вот, например, лыжи. Ага, ты любишь лыжные гонки? Да. И ты даже сейчас смотришь марафон по Нет, телевизору? А напрасно. но нравится. Хорошо. Полина, что вы выбрали? Я тоже зашла в спорт. Так, а вам какой вид спорта здесь приглянулся? Ребенок, мне понравилось. Какой? Мне понравилась первая вкладка. Это ребенок в спорте. Ребенок в спорте. Ты у нас спортивный ребенок? Да. Вы, Я хожу на художественную гимнастику. вы шикарные, вы молодцы. Ну что, друзья мои, скажите, пожалуйста, а вам путешествие понравилось наше сегодняшнее по стране? Да. Очень. А страна-то понравилась? Да. А скажите, друзья мои, а вы кого-нибудь в эту страну в путешествие возьмете? Конечно. А кого? Маму. Родителей. Маму, родителей и друзей обязательно. Даша, младшего брата не возьмешь? Возьму. Вот давай-ка ты младшего брата, я еще кого-нибудь из первоклассников, и познакомим первоклассников вот с такой замечательной страной. Как вы думаете, а вы можете быть гидами, экскурсоводами в этой стране? Да. Если Да? хорошо освоить сайт. Да. А много вам нужно времени для того, чтобы освоить этот сайт? Нет, все Мне практично и очень все удобно. понятно. Ну, я очень рада. Вы знаете, я думаю, что каждая страна не требует, а хочет, чтобы ее поблагодарили за ту работу, которую она вам предоставила. А давайте мы выскажем свои впечатления о нашем путешествии. Вот сейчас мы найдем. Так, вот, смотрите. На что похоже, ребятки? На что вот это похоже, эта картинка, эта иллюстрация? На что похоже? На Пожалуйста, пазл. Софья. На пазл. На пазл. А еще? На текст. Ну, на текст. Подождите, а где вы ее видели? Только что не... Вот это раздел. Правильно, это карта Випландии, согласны? Да. Только она здесь без областей знаний. А здесь написано прилагательные. Может, вы выберете какое-нибудь одно, каждый из вас, которое будет характеризовать то путешествие, которое вы совершили. Прошу вас, кто? Пожалуйста, София. Не, прошу вас. Ну нет, Даша. давайте так. А можно я как первая, как старшая? Ну, Давайте. для меня это было очень важным путешествием. Я столько много хочу вам рассказать о нем, поэтому это было для меня очень важно, и поэтому вот, важно. Прошу, София, прошу. Для меня это Проходите сюда, пожалуйста. Не стесняйтесь, у нас все можно. Прошу вас. Вот только вот этим кончиком. Да, вот этим кончиком. Прошу вас. Да. Для меня это путешествие было интересно. Интересным. Замечательно. Полина, прошу вас.
Так, Для меня это путешествие было познавательным. замечательно, спасибо. Так, Дарья, прошу вас сейчас, Лиза. Для Садитесь, меня Полина. оно было полезным, потому что я узнала, что есть вот такой вот сайт, на котором можно найти информацию. Спасибо. Пожалуйста, Лиза. Сюда проходите. Для меня это путешествие было увлекательным. Замечательно. И заметьте, среди всех прилагательных никто из вас к моей радости не выбрал скучное, неинтересное, бесполезное, грустное. Вот, дети, большое вам спасибо за то, что мы с вами вместе совершили это путешествие. Я очень рада, что мы сегодня познакомились с такой страной красивой и красочной. И я думаю, что участники конкурса и жюри познакомятся с этой страной поближе уже в своих библиотеках. И знайте, что такая страна есть и в нашей школьной библиотеке. Приходите и читайте, фантазируйте, увлекайтесь, потому что это самая интересная школьная жизнь, и не только школьная, в принципе жизнь, красивая и интересная. Наш урок закончен. Спасибо всем. И вам спасибо. И вам спасибо огромное. Мне очень понравилось. Спасибо, что вам понравилось. Интересно было. Елена Владимировна, мы закончили? Да. Мы говорим большое спасибо. Вы уложились ровно в 20 минут. Урок был замечательный. Занятие, Спасибо. фрагмент, который вы показали. Аплодисменты от наших участников. Спасибо. До свидания. Результаты вы узнаете завтра в прямом эфире, когда у нас будет награждение. Ребята, вам Спасибо тоже большое большое. спасибо. Да, и ребятам, которые участвовали, тоже большое спасибо за участие. Сюда за вы помощь идите. библиотекарю. Спасибо. До свидания, до завтра. Подключайтесь, До смотрите. свидания, до завтра. До свидания. Ну что, вот такой первый мастер-класс, который у нас получился в прямом эфире. Вы увидели. У вас уже есть какое-то свое, да, впечатление. И у нас продолжит номинацию «Библиотечный центр. Возможности настоящего». Библиотечный центр поселка городского типа Жешард. Да, маленькая история. 3 школы в поселке было, да, осталось 2. И вы не поверите, 2 из них это библиотечные центры. За что я очень рада, они молодцы. Развиваются, размножаются, как я говорю, да, делают свой район гораздо богаче и лучше. Они очень интересные, у них работы замечательные, и вкладывают они все, что можно. Поэтому, да, второй мастер-класс мы представляем поселок городского типа Жешард, Усть-Вымского района. У каждого участника есть 5 минут на подготовку, поэтому можно готовиться. Знаю, что вы следующий раздаточный материал раздаем желательно во время подготовки, да, и участники активно помогаем друг другу. Там не то.
Это очное мероприятие, да, можно будет посмотреть воочию, что это такое. Удачи нашему участнику и смотрим мастер-класс. Итак, уважаемые коллеги, мы понимаем, что информация – это ключ ко всему. И нам известны случаи, когда за очень ценную информацию мы платим огромные деньги, но наша задача – научиться добывать нужную информацию самим. И пока я сейчас говорила, в течение этого времени 80 миллионов сообщений отправлено было уже на телефоны, где-то открыто около 500 сайтов, соответственно, где-то около 40 миллионов отправлено через email и около миллиона фотографий загружено в социальные сети. То есть понятно, что уровень информации у нас растет с каждой минутой, и очень важно в этом объеме информации не задохнуться и не потеряться, а найти ту информацию, которая нам будет нужна. То есть наиболее ценную информацию. Вот к чему мы призываем обычно своих школьников, именно к тому, чтобы они из общего объема информации нашли именно то, что необходимо в данной конкретной ситуации. Итак, начнем. Ну что, ребят, нам с вами дают автобус для поездки в город Сыктывкар. Какие есть пожелания? Давайте какие-нибудь заключения найдем. Спасибо. Подождите, не забывайте про образовательные цели. Я бы еще где-нибудь поел. Объясню немножко, значит, о чем идет речь. Понятно, что у нас поселковая школа, и, конечно же, в год столетия Республики Коми нам очень важно было детей отвозить в город Сыктывкар на различные образовательные экскурсии. И детей, конечно, интересуют не только образовательные мероприятия, но и развлекательные. И, конечно же, мы должны организовать их питание. Поэтому мы сейчас с вами должны разработать такой экскурсионный маршрут, в который входит одно развлекательное мероприятие, одно образовательное мероприятие. Необходимо организовать питание, рассчитать примерную стоимость этой экскурсии и оформить согласно инструкции, которая дана вам, да, используя генератор QR-кода, экскурсионный маршрут вот на такой карте. Разместить эти QR-коды. При этом вам необходимо ввести название вашей экскурсии, то есть как вы назовете свою экскурсию в город Сыктывкар. Здесь у вас место для рекламы, ну и, соответственно, где-то вы должны еще найти те места, которые ребята должны будут посетить. Инструкция перед вами, вы можете приступать к работе. Так, я немножко объясню, что из себя представляет QR-код. То есть, собственно говоря, найти такой генератор QR-кода в интернете довольно-таки просто. Для этого сюда можно ввести любой текст, сделать рекламу, сделать визитную карточку, оформить ссылку на сайт, где информация будет довольно-таки широко представлена о любом мероприятии, которое есть, потому что на карту поместить, вот на одну такую карту, поместить весь блок информации будет довольно сложно. Чем удобны QR-коды? Подобную карту, когда ребята разрабатывают, например, мы просим старшеклассников разработать, скажем, экскурсионный маршрут для ребят более младшего возраста. И такую карту мы распечатываем и вывешиваем на стенде. Каждый ребенок имеет возможность подойти со своим телефоном, посмотреть, что предлагается, то есть посмотреть ссылку, на которой предлагается конкретно рекламка, какие будут места посещены. И если есть необходимость, они могут посмотреть более подробно, что это за места такие предлагаются. И ребята обычно выбирают потом, какой же экскурсионный маршрут, ну, им наиболее интересен. Вот именно ребятам, которые собираются ехать туда. Такие карты делаются для 5-8 классов. Естественно, 9-11 сам себе такую карту создает. И с методом, скажем, голосования они обычно выбирают тот маршрут, который для них является наиболее удачным. Сразу объясню, почему мы берем одно образовательное, одно развлекательное мероприятие. Дело в том, что удаленность от города Сыктывкара позволяет нам тратить на дорогу где-то 6 часов в общей сложности, туда и обратно. Поэтому у нас очень ограниченное время для посещения
ну, вот таких развлекательных или образовательных мероприятий. Куда могут входить какие-то мероприятия, конечно, например, квесты, боулинги, о чем ребята говорили. Соответственно, должно быть какое-то образовательное мероприятие, это музеи, возможно, посещение вузов, возможно, это национальная галерея, возможно, ряд других каких-то интересных мест, о которых они узнают через сеть интернет. Мы стараемся детям сразу информацию не выдавать в том объеме, которую мы знаем, то есть то, что мы знаем, есть в Сыктывкаре, мы пытаемся дать им возможность поискать в интернете самим, то есть найти нужную информацию, ее зашифровать и выдать на обсуждение. После того, как обычно такие карты они готовят, они, соответственно, на занятии их защищают. Насколько у нас получится сегодня защитить, я, девочки, забыла предупредить, у нас всего 7 минут для этой работы, да? То есть попытайтесь быстро сделать. Ну, попробуем это сделать. Вообще, идея вот таких карт у нас появилась в то время, когда наши ребята начали создавать сначала первые карты для посещения Жешута, то есть мы проводили квесты по поселку Жешут и даже по нашей школе, например, для ребят, будущих первоклассников, которые первый раз посещали школу. Естественно, они ее не знали, и, соответственно, им проводилась экскурсия по школе, где наши же ребята, используя различные информационные источники, в том числе и библиотеку, что-то рассказывали про разные виды деятельности, которые в школе организуются. В этом году, в связи с тем, что уже сказала Елена Владимировна, что у нас закрылась одна из школ, дети поступили к нам в школу новые, то есть около 79 человек, 79 где-то, 80. Естественно, для того, чтобы они себя почувствовали уютно, опять же была организована вот такая экскурсия по школе. Кроме подобных экскурсий, ребята наши готовят экскурсии по Жешуту, и даже сделана была экскурсия, виртуальная экскурсия по Устюгскому району. Вот такие экскурсии мы делаем. И когда девочка наша, конечно, была, так скажем, в очном режиме у нас, она, естественно, такую виртуальную экскурсию проводила сама. Почему мы пришли на QR-коды и потом решили их применять? Потому что, когда ребенок уезжает, с ней порой уезжает часть информации. Поэтому, конечно же, было придумано со временем эту карту переделать на карту, в которой бы были QR-коды замещены, но это еще старый вариант. То есть сейчас ее переделывают ребята-старшеклассники вот под более современный такой тип работы. Ну, работа довольно-таки емкая, интересная. Ребятам очень нравится такие вот работы делать. Дело в том, что в наш школьно-библиотечный центр входит очень много разных специалистов. Это и учитель информатики, и учителя проектной деятельности, и учителя исследовательских, которые делают исследования. Понятно, что ни один проект и ни одно исследование без деятельности библиотеки сделать просто невозможно. Ну и понятно, что появились еще спонтанно клубы. Клуб, например, создателей интеллектуальных игр, он у нас называется «Клевер». И вот этот «Клевер» тоже работает в связке со школьным информационным библиотечным центром. Девочки, вы еще не готовы? Клуб «Клевер» состоит из детей? Клуб «Клевер» состоит только из старшеклассников, 10-11 класс, где строится проектная работа. У нас она в основном включает ребят этого возраста. По желанию туда могут прийти ребята более младших возрастов. Сколько человек? В общей сложности из 10 класса у нас входит туда 10 человек, и из 11 9 человек, то есть в общей сложности 20, и вот есть желающие, которые они не являются членами клуба, они как бы такие нештатные работники, которые работают как бы под логотипом нашего клуба, но тем не менее они делают свои игры. Часто это защитные работы, которые они защищают на конференциях, как индивидуальные итоговые проекты. Как делают поодиночке? Все зависит от класса. То есть если это класс 8,
До 8 класса дети с 5 по 8 класс могут делать это в команде. В 9 классе, поскольку это индивидуальный итоговый проект, соответственно, они его будут делать индивидуально. А в 10-11, собственно, где работает клуб, где это не один проект, это серия проектов. Например, у нас в январе проходит фундаментальная идея, такая метапредметная неделя, фундаментальные понятия. В прошлом году у нас была метапредметная неделя «Миром правит». И каждый день был посвящен определенному какому-то лозунгу: «Миром правит любовь», «Миром правит человек». Вот 11-классники, 10-классники, они как раз берут линейку классов, например, 5 и 6, и вот для этих 5-6 классов они готовят мероприятия на каждый день. Вот в рамках вот такого клуба «Клевер». Понятно, да? То есть я объяснила. Откуда вы такие идеи берете? Сами? Из головы. Из головы. Итак, А то есть разрешить редактирование? Да, да. Вот, и сейчас сюда вставляем QR-коды. И вставим приблизительно. не переживайте, все получится. Вы да, ну, вы понимаете, что когда мы делаем такую работу в классе, то у нас времени гораздо больше для этого. Поэтому у них есть возможность это все правильно выставить. Но насколько у нас, у наших коллег, получилось за столь короткий промежуток времени, сейчас посмотрим. Сейчас мы по одному тогда вставим. Так, и второй. Также это назад заправить. Ставить. Не торопитесь. Все будет. Получилось 3 штуки. QR-код, да? Ну, а вы их в правильное место поставили. Тут еще важно поставить в нужное место. То есть где это место стоит. Нет, для рекламы тут написано. Туда поставить? Для рекламы нужна просто реклама. Что у вас, Да, какие да, места да. вы предлагаете? Имейте в виду, что нам Надо составить еще один текстовый документ. То есть это ссылки у вас, видимо, да, на мероприятие? А надо по улицам выкать, да? Все уже не ставьте. Ничего, поняли. Вот здесь поставьте надпись. Как экскурсия называется? Поменяйте. Увлекательный сыктывкар, например. Сыктывкар, наверное, надо. Ну давайте быстрее. Спешите. Улетность? Ну, есть хорошо. Вы это быстро давайте. Так, и место для рекламы. У кого-то готово уже? А место для рекламы мы должны создать текст, да, получается? Мы еще текст должны создать, да? Какую-то рекламу надо сделать. Тогда просто напишите. То есть, когда нет сайта, то есть вы можете просто написать в генераторе кода, что вы предлагаете, и этот QR-код туда поместить. То есть, если нет официальных сайтов, Скажите, пожалуйста, рекламу мы должны сами создать, да? в конкурсном документе. Почему нет? Там же. Там же? На сайте. В генераторе. Вы хотите в генераторе? У вас же написано в инструкции. Ну вот мы так читаем в торопях. Вообще я хочу сказать, значит, здесь формируется умение читать инструкции. По какой причине? Потому что у нас, как правило, дети делают ошибки даже на контрольных работах именно потому, что неправильно вычитывают задания. И очень показательным является даже вот один случай, когда сестра своему брату из Америки привезла огромный музыкальный центр. Я всегда детям привожу это в пример. Везла она через несколько таможен.
привезла наконец-то. Вместо того, чтобы прочитать инструкцию и понять, что надо делать, человек по русской привычке просто взял и включил его в розетку. И этот музыкальный центр на глазах этой сестры просто-напросто взорвался. Причина оказалась в том, что в наших электросетях 220 вольт, а в Америке 110. Понятно, да? Поэтому очень важно, чтобы дети, почему мы и даем такие инструкции, чтобы они умели вычитывать информацию и работать согласно инструкции. Потому что на ЕГЭ, на ОГЭ, на ВПР, на различных видах контрольных работ тоже дается инструкция. И вот эта инструкция, она должна быть путеводителем для того, чтобы вот нужную информацию находить или вставлять, или работать с этой информацией, или находить правильный ответ. Давайте быстрее. Давайте мы... Ничего страшного. Да, мы уже потом объясним. Нет, нам надо еще создать. Вот. Нет, надо его открыть. Еще в новой вкладке надо, он так не скопируется. Открыть. Почему не скопировать? Нет, он ходит, из-за этого ходит, да? Мы из-за этого долго, надо открыть новую вкладку. Потому что немножко другая система. Немножко по-другому. Да, здесь другая система. Теперь копируйте. Сохранить. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Ничего страшного, вот сюда. Вот так вот. И сохранить. Сохранить. Так, мы тоже сохраним. Да. Так. А это получается, надо будет по адресу. Да, и как бы по адресам. Мы теперь уже записать, какой выключить. Так, пока. Немножко не тот наш компьютер, поэтому не очень удобно. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. У вас шаблон номер 3, да? Так, ну вот такая вот карта выходит, да? Есть с собой телефоны, могут штрих. Так, пожалуйста, кратко, быстренько расскажите, что вы По делаете. адресам мы QR-коды наши не успели разложить. Думаю, было бы интересно, если по адресам. Да, выбрано у нас. Почему экскурсия называется «Улетный Сыктывкар»? Потому что мы первоначально идем во флай. Мы идем летать на батутный центр. Потом мы идем в Котлету, студенческую любимую, очень хорошее кафе, пообедали и идем на мастер-класс в СГУ, на юридический факультет. Прекрасно, похлопаем. Так, и второй шаблон посмотрим. Так, пожалуйста. Значит, мы представляем свою экскурсию с таким названием, как «Такой разный Сыктывкар». Почему такой разный Сыктывкар? Потому что он действительно разный и интересный, там можно и поразвлекаться, и отдохнуть, и поучиться, и узнать что-то познавательное. В качестве развлекательного мероприятия мы направляем их в веревочный городок в парке имени Кирова с красивым видом на нашу реку, да. И в качестве образовательного мероприятия мы выбрали литературный музей имени Ивана Куратова, который находится там же, в Кировском парке, то есть далеко идти не надо. Также рядышком в качестве питания мы выбрали знаменитую пельменную города Сыктывкара, любимую. Хорошо. Так, все, да? Спасибо. маршрут пельменная. Главное, все близко и рядом. Ну, вернемся к нашей презентации. Так, итак. Итак, не случайно, как вы понимаете, наш мастер-класс назван «Информация. Ключ ко всему». Скажите, пожалуйста, чему дети могут научиться, какие ключевые компетенции в этот момент они могут, в общем-то, в себе развить? Читать. Инструкцию. Почему мы не Читать сумели? инструкцию. Почему мы не сумели? Дальше. Планировать свою работу. Планировать свою работу. Ориентироваться по карте. Ориентироваться по карте. Ориентироваться еще где? В информационном пространстве сети. В сложном информационном пространстве сети. Создавать И использовать QR-коды. То есть, собственно говоря, что такое QR-код? Это тоже своеобразный ключ. Поэтому большое вам всем спасибо. Вы можете прочитать, что мы вам желаем, если просканируете наш QR-код. На этом экране тоже работает. Давайте прочитаем, что нам предлагает Жешард
Здравствуйте, участники конкурса. Лучшая библиотека. Извините, пожалуйста, подождите. Велика... Камера, пожалуйста, да, прочитайте. Велика роль библиотеки в культурно-репродуктивной деятельности человека. Библиотеки были и остаются наиболее распространенными общественными очагами культуры, образуя самую разветвленную, самую доступную сеть каналов доведения информации о культуре до широчайших слоев населения. Успехов вам и большой удачи! Спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим представителей средней общеобразовательной школы номер 3 поселка городского типа Жешер Усть-Вымского района за представленный мастер-класс. У нас на очереди Пашгинская средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района, где педагогом-библиотекарем работает Земскова Алина Ивановна. Алина Ивановна приготовила нам сегодня мастер-класс. У нее есть ровно 5 минут, чтобы подготовиться к мероприятию. Уважаемые участники, у вас есть немного времени поделиться впечатлениями друг с другом. В чате наши участники постараются ответить прямо сразу, как и сейчас. Пожалуйста, ваши 20 минут. Земскова Алина Ивановна, педагог-библиотекарь Пашгинской школы. Итак, вы сегодня представите в роли учащихся. Возрастная категория ваша будет 10-11 лет, это примерно 4 класс. И сегодня мы с вами поговорим про способы получения информации. Вы пришли в школу не только для того, чтобы научиться писать, читать, считать, но и как можно больше узнать об окружающем нас мире. Мы живем сейчас в огромном мире, где для каждого человека окружает огромный поток информации. Радио, телевидение, пресса, интернет. Поэтому возникает проблема, как не утонуть в этом обилии информации. Важно знать различные способы и работать с ней, чтобы добиться результата. Работа с информацией предусматривает определенные знания, навыки и умения. Информационная культура школьника – это умение ориентироваться в мире информации, находить нужную информацию, критически оценивать и правильно ее использовать. Сегодня мы научимся добывать информацию, чтобы многого достичь в нашей жизни. Мы вместе с вами отправляемся сейчас в загадочную пока еще страну под названием «Информационная культура школьника». И я надеюсь на ваше активное участие и помощь. Окружающий нас мир очень сложный, но очень интересный. Откуда же мы можем все узнать о нем? Какие ваши варианты? Откуда мы можем узнать о таком огромном мире? С книги, еще откуда? От учителя. Из интернета. Да, совершенно верно. А как мы назовем все это одним словом? Информация. Совершенно верно, это информация. А каким образом мы получим ее? Давайте посмотрим на экран. Итак, что мы видим? Посмотрите, что изображено. Бабочка, книга, телевизор, рыбка, глаз. Чем вы воспринимаете такую информацию?
Совершенно верно, мы это воспринимаем зрением, глазами. На латинском языке зрение называется визус, и поэтому такая информация называется визуальной информацией. Визуальная информация – это сведения об окружающем мире, которые человек воспринимает с помощью зрения, то есть глазами. Например, мы видим радугу на небе, текст или иллюстрации в книге, смотрим кинофильм. Каким образом мы еще можем получить информацию? Через какие органы? Слух. Да. Чувства. Совершенно верно, да. Мы можем благодаря нашим ушам получить информацию. Мы слышим ушами окружающий нас мир. Это разные звуки. Ветер шумит, шумят птички, идет дождь, разговаривают люди. Шумят проезжающие машины. Мы слушаем и восхищаемся музыкальными произведениями, пением, и это уже более сложные звуки. В отличие от человека, животные улавливают те звуки, которые недоступны нашему уху. Например, собаки могут слышать на большом расстоянии. Летучие мыши могут улавливать ультразвук и по отражающемуся от предметов звуку ориентироваться в пространстве. Слуховая или аудиальная информация – это сведения об окружающем нас мире, которые человек воспринимает с помощью, как мы уже сказали, слуха, то есть нашими ушками. Какие органы чувств у нас еще есть? Кто скажет? Тактильно. А вот вкусовая. По картинкам, да. Вкусовая, с помощью нашего язычка. А какой бывает вкус, ребята, кто скажет? Сладкий, соленый, горький, кислый, острый, совершенно верно. По огурчикам какой мы можем дать вкус? Какие они? Соленые. Перчик у нас какой? Лимончик. А пирожное? Совершенно верно. Вкусовая информация – это сведения об окружающем нас мире, которые человек воспринимает через вкус, то есть с помощью языка. Например, лимон кислый, горчица горькая, конфета сладкая. Следующий орган, воспринимающий информацию, это наш носик, это обоняние. А какие вы знаете запахи? Запахи. Сладкие бывают. Цветочные запахи. Резкие запахи. Совершенно верно. А зачем нам нужно обоняние? Запах почувствовать. А вы заметили разницу, ребята, как пахнет готовая пища или сырая? Какой вам запах более привлекательный, готовой или сырой пищи? Конечно, готовый. Можете вы поменять по запаху, где молоко, а где уже простокваша? Да, конечно. У них немножко уже совсем другие запахи. Обонятельная информация – это сведения об окружающем нас мире, которые человек воспринимает с помощью обоняния, то есть с носом. Мы чувствуем запах гари, различаем запахи разных цветов, духов. И, наконец, последний орган, помогающий получать информацию от окружающего мира, это, говорили уже, Тактильно. да, это наша кожа. Посмотрите, а почему тут изображены ручки? Как вы думаете? На ощупь. Да, если вы прикасаетесь к каким-то предметам, вы воспринимаете определенные чувства. Допустим, вы прикасаетесь к кактусу. Какой он? Вы понимаете? Колючий. А если к огню? Горячий, обжигающий. А кора дерева, она какая? Шершавая. А ногами мы можем ощутить, что у нас под ногами находится? Да, совершенно верно. Таким образом, осязательная информация – это сведения об окружающем нас мире, которые человек воспринимает через осязание, то есть кожей. Теперь на основе разных видов информации мы можем дать общее определение, что же такое информация. Информация – это сведения об окружающем нас мире, которые человек воспринимает с помощью органов чувств, которые мы сказали уже. Это зрение, слух, обоняние и вкус. Да, действительно. Например, лед холодный, а мед на вкус он сладкий. Совершенно верно, молодцы. А теперь мы с вами поиграем в игру прикосновения. Я дам вам задание, а вы мне должны найти предмет или часть одежды по моему описанию рядом с собой. Итак, найдите возле себя что-то твердое и покажите мне. Хорошо.
А теперь найдите что-нибудь тепленькое, прикоснитесь к чему-нибудь теплому. Да, все, прикоснулись друг к другу. Молодцы. А теперь прикоснитесь к чему-нибудь беленькому, белое. Все, совершенно верно, молодцы. А следующая игра у нас будет называться «Угадай предмет». Я буду приглашать по одному желающему поучаствовать в игре. И объясню, что нужно делать. Поднимите ручку, кто хочет поучаствовать, да? Так, вы встаете с этой стороны. У меня вот есть такая вот коробочка интересная с отверстием, да? Вот смотрите, интересное отверстие. Для чего же это? Я буду ложить туда предмет, а вы должны будете засунуть руку и, не подглядывая, определить, что это за предмет. Понятно? Понятно. Все, пока отворачиваемся, чтобы не подсматривали, что я туда положу такого. Так, все. Ваша задача описать форму. Может даже догадаться, что это за предмет. Все? Не подсматривая. Это кубик Рубика? Да, совершенно верно. Молодцы. Так, следующий участник. Угу. Проходите. Пока отворачивайтесь. Угу, все, можете. Эти пупырышки, забыла, как называется. Попыт, совершенно верно. Молодцы, присаживайтесь. Так, еще желающий. Ага, проходите. Все. Губка для мытья посуды. Совершенно верно. Присаживайтесь. Так, еще кто хочет? Где же ваши ручки? Ага. Давайте. Апельсин. Совершенно верно. Молодцы. Присаживайтесь. Так, и давайте еще последнего участника. Последний кто-нибудь? Да, давай. Вот так, такого посаживания. Все. Судя по возгласам, это что-то игрушечное. Похоже на утюг. Утюг? Да. А как вы догадались? Форма подошвы. Совершенно верно, молодцы. Присаживайтесь. Смотрите, какие мы применяли при игре. Что мы применяли при игре? Осязание, совершенно верно. Только благодаря одной осязательной функции мы смогли определить предмет. Совершенно верно. А сейчас, ребята, я вам раздам вот такие вот разные интересные книжечки, и вы мне расскажете про ее несущую функцию. Так, я вам дам такую, да, такую. И вы правда должны будете описать мне, какую функцию она может за собой нести. Итак, посмотрели. И начнем. Какую функцию несет ваша книжка? Покажите. Можете даже встать и рассказать мне. Успели пролистать? Да, немножко. Моя книжка Покажите, называется... Да? Моя книжка называется «Мои маленькие друзья». Это детская книга с тактильными вставками. То есть можно погладить, пощупать, определить материал. Представить, да, из чего да, ты и гладишь представить из чего, да. Здесь, значит, тоже мы щупаем, и можно определить, даже закрыв глаза, что это какая-то кожа, что ли, да. Здесь тоже, ну, это полезно для детишек. Для деток, очень, да, там и ставки, там вот попугайчиков, да. птичек, то есть они могут представить вот эти перышки, как из чего, да, животное представляет себя.
Совершенно верно. Присаживайтесь. Следующая книжечка. Да, можно. Расскажите про свою книжечку. У меня книжечка для самых маленьких детишек. Она такая очень яркая, привлекательная, и дети могут в нее играть. Она представляет собой такую коробочку, в которой лежат совсем-совсем малюсенькие книжулечки. На каждой страничке всего одна маленькая картиночка и подпись, что это такое. Деткам можно будет это все перелистывать, это развивать будет их пальчики, мелкую моторику, да, и очень простое вот такое представление каких-то предметов, животных, фруктов. Тут каждая книжечка разбита. Помимо того, что можно эту книжку прочитать, с ней можно что еще сделать? Поиграть можно. Да, можно поиграть. Да, можно поиграть, можно из этих книжек, как из кубиков, башенку построить, мне кажется. Да, что-то такое вот сделать. Совершенно верно. Да. Присаживайтесь, молодцы. Так, следующая книжечка. Данная книжечка для более повзрослее, потому что мы только разглядываем картинки, так как детки могут очень хорошо порвать и порвать. А в чем особенность этой книжки? Яркая. Ярко. Помимо яркости, она превращается в 3D, да? То есть она оживает в глазах ребят, и они могут представить, что как, такое да. было, какие же они были динозавры-то. Все совершенно верно, молодцы, хорошо. Следующая книжечка. У меня также книга для малышей «Деревяшки. Сладкое приключение». Она и познавательная, увлекательная, еще музыкальная, я так понимаю, да, только включить надо, вот батарейка надо. То есть еще мы с помощью слуха воспринимаем информацию. А еще, почитав ее, мне очень захотелось арбуза. Я представила вкус арбуза. Да, то есть мы какие функции можем применить, полистая такую книжку, как вы сказали, мы можем прочитать, посмотреть и послушать. Совершенно верно. Да, молодцы. Так, следующая. У меня такая книжечка, раскладушечка, длинная, называется «На хорошие друзья». В ней рассказывается о насекомых. Ну и друзьях, которые помогают насекомым в трудную минуту. Чем интересна такая книжка? Она интересна, что раскладывается, то есть видно сразу со всех сторон. Очень красочная, познавательная книжка. И для чтения очень хорошо. Тут небольшие такие стишки. Да, хорошо, действительно. Молодцы. Так, эта книжка, наверное, знакома. Брошюрка называется «Хозяин Урала». Во-первых, получаешь большое эстетическое удовольствие, когда открываешь такую красочную, красивую книгу. Здесь можно познакомиться с мифологией коми-народа, с достопримечательностями Манипупунер, а также развивать воображение, раскрашивая картинку. И эта книга у нас еще тоже необычная, тем самым, что отсканируя и закачав такое приложение, мы переходим и оживляем странички, узнаем какую-то дополнительную информацию. Вот в этом особенность этой книжки. То есть мы тоже воспринимаем еще видео-визуально. Совершенно верно, молодцы. И, по-моему, последняя, да, у нас осталась. Моя книжечка — это сказка, тоже такая же развернутая. И очень интересные, яркие картинки. Ну и текст Ушинского, понятно, что это, помимо развлекательной функции, там очень много интересного дети для себя могут понять, да, по теме «Зима», да, по проказу старухи зимы. А еще вот такая функция, может быть, не книжная, но мои дети очень любят из таких книжек делать гараж. Да. Совершенно верно. Присаживайтесь. И какой общий вывод мы можем сделать, вот рассмотрев такие вот разные книжки, что мы можем воспринимать не только чтением, но и играть с ними, послушать, потрогать. Совершенно верно. А еще есть такие, появляются книжки, которые можно и понюхать. Встречали такие? Да, здорово. Не нашла такую, чтобы вам принести, но надеюсь, что и у меня она тоже появится. Итак,
Сегодня мы с вами узнали, что же такое информация, узнали, что существуют разные виды информации, потому какими органами чувств она воспринимается. Ее можно разделять на визуальную, аудиальную, тактильную, вкусовую и обонятельную. Спасибо, ребятки, вам за внимание. Наш урок закончен. Мы благодарим Алину Ивановну за предоставленный мастер-класс. Я думаю, у всех такие хорошие и вкусовые, да, ощущения, и тот, кто трогал шерстку, и тактильные. Ну и музыку мы сами тоже сегодня послушали. На этом номинация «Библиотечный центр. Возможности настоящего» подошла к концу. Это номинация, в которой принимали участие всего 3 школьных библиотечных центра. Всем участникам этой номинации большое спасибо. И подхватывают эстафету участники номинации «Школьная библиотека. Территория развития». На конкурс данной номинации поступила 21 заявка. И решением оргкомитета 7 общеобразовательных организаций согласно рейтингам участвуют во 2-м этапе конкурса. Согласно жребию, первыми участниками конкурса у нас будут представители Усть-Сылимской средней общеобразовательной школы имени Бабикова, заведующая библиотекой Носова Светлана Леонидовна. Давайте мы поприветствуем, она уже готовится у нас. Нет, мы рады встрече, мы видим, что вы готовитесь уже к своему мастер-классу. У вас на это есть время. Уважаемые участники, вы уже можете определиться, в какую группу библиохакатона в какой группе библиохакатона вы будете работать. Итак, напоминаю, что у нас будет разработано 3 кейса. Это для занятий, материал для занятий начальной школы, ребят среднего звена и ребят старшего звена. Все, что вы сегодня здесь видите, что вам представлено на мастер-классе, вы можете все это использовать. Суть наших кейсов – помочь самим себе и другим библиотекарям собрать тот материал, который пригодится для проведения занятий по информационной культуре. И методическая составляющая, которую нам сегодня представит Челябинская область, тоже будет нам в помощь. Усть-Сылимская школа готовится очень серьезно. Очень радует то, что такой отдаленный район приехали на очное мероприятие и покажут свой мастер-класс. Можем видеть уже национальные костюмы, да, узоры. Все очень интересно. И давайте друг друга поддерживать, да? Поддерживать друг друга, смотреть и принимать, что нам показывают. Есть время еще подготовиться. Очень приятно, что в этом году много участников у нас в школьных библиотеках. Мы в надежде на то, что все-таки центры будут открываться активнее в городах. Радует, что в сельских школах открываются библиотечные центры, но город тоже должен не отставать. Хотя разговор такой. Представители сельских школ говорят, городских: ой, нам так трудно, конечно, селу очень легко. На что я отвечаю: вы знаете, создать библиотечный центр в одноэтажной школе, да, в которой места не так много, условий не так много, но они это сделали, поучитесь, да. В городской школе все-таки возможностей гораздо больше. Информацию о том, какие условия нужны для того, чтобы создать школьный информационно-библиотечный центр, есть на сайте нашего института, есть в информационно-методическом разделе библиотеки имени Ушинского, который работает непосредственно со школьными библиотеками, методический центр наш, есть методические рекомендации. Все прописано, все написано. И смею вам заметить, в этом году Ольга Александровна Манзады
Сколько дали консультаций? Не знаю. Да? Не считала. Ну, обращается. Вот. Приятно. Обращаются, чтобы что сделать? Создать такой же интересный центр, как у них. 2 года подряд они выигрывали, в этом году предоставили возможность другим это сделать, да? И в этом году принимают участие в качестве члена жюри. Очень хотелось поучаствовать, потому что призовой фонд нашего мероприятия, нашего конкурса тоже такой же, как и в прошлом году, поэтому мы очень надеемся, что денежные средства, которые будут получены, будут потрачены на развитие именно центров. Ну, если школа готова у нас, Уссылимская, да? Вы готовы, Светлана Леонидовна? Давайте, подходите, работайте, включайте, делайте, что вам надо. Мы готовы вас слушать. Дадим, да, минутку-две. И будем слушать. Светлана Леонидовна Носова, Уссылимская средняя общеобразовательная школа имени Макара Андреевича Бабикова. Здравствуйте, уважаемые жюри, участники конкурса. Здравствуйте, дорогие гости. Все наши мастер-классы объединены темой «Основы информационной культуры школьника». Действительно, в современном обществе стремительно возрастает объем знаний и информации. Поэтому перед школой ставится важная задача – формирование умения учиться, добывать информацию. Теперь очень важную роль играет качество обеспечения информационных потребностей школьников. И это, несомненно, требует поддержки со стороны школьной библиотеки. Среди дикой кутерьмы компьютерного века спасает нас от тьмы наш друг – библиотека. Пусть есть 3D-кино и сети интернета, поверьте, все равно роднее книги нету. В нашей библиотеке, в которой мы работаем, царит особый дух. Все в ней подчеркивает любовь к малой родине и уважение к ней. Библиотекари продумывают все, от элементов декора, например, куколки и другие элементы нашей национальной культуры, а также привлечением разнообразного этнографического, исторического, краеведческой литературы. Особенно бережно мы относимся к литературе краеведческого характера, авторы, которые живут в Уссыльме. Или авторы часто приезжают в наш район. Мы всегда устраиваем встречи с такими писателями, учеными. Они дают такую информацию, такие интуитивные знания, которые не получишь больше нигде, ни в каком интернете. А после подобных встреч мы устраиваем библиоквизы. В нашем мастер-классе мы хотим познакомить вас с новой актуальной формой работы с читателями – библиоквизами. Он служит формой мотивации читательского интереса и привлечения читателей в библиотеку. Мы считаем, что квиз – это необычная викторина. Ее отличие от стандартных викторин состоит в следующем. Количество игроков не ограничено, отсутствуют возрастные ограничения между игроками, все задания выполняются в строго регламентированное время. Во время игры команды запрещено выкрикивать ответы, все свои мысли команды пишут на листочках и отдают ведущему. Важно, что призами может быть книга или сувениры, связанные с темой квиза, либо какие-то преимущества на работу в стенах библиотеки. То есть библиотечный квиз – это интеллектуальное соревнование между командами читателей по материалам нескольких книг произведений. А в условиях пандемии квиз можно проводить в формате онлайн, например, как в нашей школе на базе платформы Zoom. Ну а теперь разрешите представить фрагмент библиоквиза. Мы приглашаем участников квиза, тех, кому мы раздали картинки. Объединитесь на 3 команды самостоятельно, догадавшись, по какому основанию вы должны объединиться, в зависимости от того, какое изображение на ваших листочках. Проходите сюда, участники. Вам тоже надо было дать. Да. Так, идите сюда. Да. Да. Так, объединяйтесь. Печора. Куда мне понимаете? Похоже на Кирова в Печоре.
Мой родной город. Садитесь, команда Инта. Так, Печора. Мы. Печора, садитесь. Пожалуйста, вторая команда. И третья. Да. Тоже садитесь. Так, это Троица Печорск. Садитесь. Ага. Так, нет, еще. Нет, это точно такой же. Я здесь тогда с краешку сяду. Они влезают? Нет, это Печора. Арагон. Печора? А, Печора? Ага. Есть еще. Все? Ручки есть, все нормально, все продолжаем. Вы совершенно правильно разделились на команды, узнав герб района Республики Коми, а также достопримечательности наших районов. Все мы живем в дружбе и соседстве, все любим эти районы, но сегодняшний квиз посвящен нашему району, с которого мы приехали, самому большому району Республики Коми. Это Устцильма. Это что-то особое, необычное взору чужих. Место тихое, светлое, доброе, в стороне от дорог больших. Оценивать ваши ответы, следить за ходом всей игры будет жюри. Победит та команда, которая наберет больше всего баллов. Наша игра будет состоять из 4 раундов. Время будет ограничено полминуты. И за каждый правильный ответ вы получаете команды 1 балл. В каждом раунде команды будут получать бланк определенного цвета, цвета вашей команды. Задача команды — выбрать правильный ответ и подчеркнуть его из предложенного списка. На обсуждение каждого вопроса команда будет отводиться полминуты. Обсуждать ответы надо так, чтобы соперники не слышали. Между собой. Ведущий задает вопрос, он появляется на экране, команда получает бланк. После каждого раунда бланки с ответами представители команд сдают жюри. В это время на экране все увидят правильные ответы, команды могут проверить себя. На столе буклеты, словари, книжки. Пользуйтесь. Это тоже нужно. Информационная работа. А записывать куда? Ну, сейчас. Итак, первый раунд называется «Историческая справка». Ваши симметрии, ваш левый, ваш сидел. Первый. Историческая справка. Заповедник. Ваша задача найти правильный ответ и обвести его в кружок.
время на обсуждение закончилось. Мы просим вас дать нам ответ. Стихи. Я думала, в стихах где-то когда будет произошла Команды, проверьте, пожалуйста, свои ответы. А мы идем дальше. Второй раунд. Достопримечательности села Устцильма. Село Устцильма обладает богатым культурно-историческим наследием, важной составляющей которой являются памятники, напоминающие жителям о важных событиях в истории Устцильмского района. Это памятные места, свидетели прошлого нашего края. А какая картинка на вашей картинке? А в смысле на вашей картинке? Где замечательно? Картинки какие-то. Картинки Нет, это не так. Нет, это вот это. Нет, слышно здесь? Что Дети это очень любят, играть в пазлы и собирать. Все собираем. Обведите в своем листочке, есть немного. Выберите, пожалуйста, на листочке ответ, что это за достопримечательность в нашем районе. Так, время закончилось. Выберите, пожалуйста, бланк. А теперь, команды, проверьте, пожалуйста, себя. Первое изображение – это скульптура основателя Устцильмы Ивашки Ласки. Второй слайд – это историко-мемориальный музей Журавского. И третий слайд – это памятник, знак, тракт на Харькове. Итак, третий раунд. Поэты и писатели Устцильмского района. Они пишут стихи и рассказы о малой родине, о северной природе, о любви к старинному самобытному краю. Первое задание этого раунда. Сейчас вы услышите отрывок из стихотворения известного детского поэта Республики Коми, нашего земляка Александра Журавлева. Ваша задача ответить, какому населенному пункту посвящено данное стихотворение. Где живу я, отгадай, где живу я, отгадай, не Кавказ и не Алтай, но и такой же дальний край. В праздник дома не сижу, расписных носках хожу, а на горке так пляшу, на траве потом лежу, надо мной зудит комар,
Это город Наирмар? Но какой же Наирмар? В нашей бане суши-бар. Рядом родина моя. Из села. Молодцы. Следующий вопрос раунда. Чей портрет вы видите на слайде? Выберите, пожалуйста, на этот ответ. Следующий вопрос раунда музыкальный. Сейчас для вас прозвучит неофициальный гимн Уссыльмы. Вспомните, смотрите в брошюрках, кто является автором этого гимна. Время 30 секунд. Ну, знаете, может, даже мы разрешаем. Село Уссыльма, село святое, большие избы, большие сени, и говор русский, как нами зелень. Мы не везенцы, мы Уссыльма, мы на своей земле, мы дома, мы знали скуда, зимой в морозы, в сугробах синих плывут обозы. Река Печора, здесь в каждом сердце, в пути встреч ветра поют, как немцы. Но мы не немцы, мы Уссыльма, мы на своей земле, мы дома. Время для обсуждения закончилось. Чуть-чуть нужно рассказать ваши. Посмотрите, пожалуйста, на варианты ответов. Ну, где найти нужно, это, конечно, знает каждый уссыльман. Вообще, это Александр Владимирович Журавлев. Да? В одной из брошюр тоже есть ответ. Впереди четвертый вариант. Уссыльмочка, боска. Так говорят. Уссыльмочка, говорят, будто шаришка, боска. Чай Китай, вода Печора, белых шаник напечена. Ну а сейчас попробуйте уссыльмские шаришки. Нормально расставить? Жюри, самое главное, помощник Людмила Анатольевна, помогите, пожалуйста. Елена Владимировна, там еще вторая тарелочка, пожалуйста. А? Ой, всю ночь старались. Правда? Конечно. Вовремя, да, мы всегда вовремя. Своеобразен и уникален уссыльмский говор. Напевная речь, которая порой непонятна приезжему человеку. Попробуйте перевести несколько уссыльмских слов на русский. У вас словарик есть. Вот, вот у вас там словарик уссыльмских слов. Ищите словарик.
Сейчас наши дети тоже ищут значение слов в словаре, но еще, к сожалению, не являются носителями диалекта. Я последнее поколение, которое, естественно, знает. Мы тоже так в словаре на уроках работаем. Стрелочку, ставьте стрелочку. Господи, соединять просто надо. Да, соединять, да. Это что? А мы тут пишем. Не писать не надо, все. Время для обсуждения закончилось. Разрешите забрать наши тарелки. Знакомьтесь, пожалуйста, с правильными ответами. Мальчики – это рабочие рукавицы. Вот так они выглядят, наши мужчины до сих пор являются самыми лучшими. Это мальчики. Вот эти веревочки для чего? Это чтобы держать удобнее. Это мне Следующее резиночку. Вот такие наши исподки с уникальным узором. Следующее катанчи. Вот слово катать. Вот такие мягкие, шерстяные, только у нас такие. Катанчи. Следующее слово лафта. Это что такое? Так? Вот так. Неси сюда. Это кусок ткани, так называют у нас в Устилине. Ну, и шалюшка – это небольшой платок. Сейчас жюри подводит итоги. А вы, пожалуйста, мы хотим вас познакомить в это время с мультфильмом, который создан по мотивам наших посетителей библиотеки, по мотивам стихотворения известного поэта Олега Чупрова. Посмотрите, пожалуйста, пока мы подводим итоги. У нас готово. Жюри уже посмотрим. Это известный поэт. Он живет в Санкт-Петербурге, является автором гимна Петербурга. И вот дети, переосмыслив... От избы пошел Антошка, а в окошко следом кошка и мурлычет на бегу. Подожди, я помогу. Сказал Антошка кошке: это что за разговор? Не хочу, чтобы в кошке оказался мухомор. Ой, Антон, не думай плохо, разбирайся в грибах. И получится жареха на двоих, ну просто ах. А в лесу тепло и сухо, ну такая была гадать. Почесала муха ухо и легла под кустик спать. Вот домой идет Антошка, он доволен, не молчит. У него на голову кошка, из окошка хвост торчит. Такое затейливое стихотворение, но очень нравится детям. Итак, в нашем замечательном библиоквизе второе место заняла команда белых. Вы представляли какой район? Печора. Печора. Мы вас от всей души поздравляем и хотим
поблагодарить за участие и вручить вам памятные памятники. Мы предоставим, чтобы жюри у нас это преподнесли. Нет, давайте сами время. Все, сами награждаем. Печора. Да. Печора. Еще раз печора. Смотрите. Такие брюки. Сусы мы дальше. А первое место разделили команды Инты и Троицко-Печорска. Мы вас поздравляем. Вы набрали равное количество баллов. Усыма. Так. И за работу на жюри мы тоже хотим отблагодарить работу жюри, поблагодарить вас за работу. Тоже вручив памятные места. Усыма. Потому что вам много писать. Просто думать нашему жюри мудрому надо. Усыма. Для вас незнакомое слово, а для меня я тут родился. Вы не были здесь? Побывайте хоть раз. Взгляните, как солнце встает из тумана. Я вам покажу нефтяные фонтаны и первый еще безымянный албаз. Вот только у нас рыжеватые девчата, культурности нет, говорят у парней. Так это ж Усыма. И все же крылатый конек-горбунок, пролетая над ней, для нас обронил золотую подкову. Нам счастье до ныне приносит она. Не верите? Сказка, не красное слово. С намеком наследства оставлено нам. Ну, спасибо, приглашаем. Вот нам Стой. Елена Владимировна, прошу просим сюда. Подкова счастья. Усыма. Тоже дали. Ой, на развитие школьных библиотек. Будем желать, чтобы библиотеки у нас превратились в центры и развивались как можно лучше, да? Спасибо большое. Всем большое спасибо участникам конкурса. Аплодисменты. Мы благодарим участников Усыльмской школы. Спасибо вам большое. И у нас готовится следующий участник. Это Кичиюрская средняя общеобразовательная школа имени Сметанина. И представлять у нас будет библиотека Семёншкина Ксения Павловна. Ксения Павловна работает в этой школе недолго, но первая ступенька, которой она воспользовалась, это конкурс «Лучшая школьная библиотека». Как мы с ней разговаривали, а я что, прошла? Может быть, я не поеду? Нет, едем, участвуем, побеждаем. У вас есть 5 минут приготовиться к своему мастер-классу, а у участников есть возможность поделиться друг с другом впечатлениями о том, что вы увидели. Пожалуйста, готовьтесь. Презентацию можно включить, пожалуйста? Давайте мы вас предложим вот здесь разложить листочки, да, если вы не используете компьютер, вот на этом столе, потому что трансляция идет прямая. И вот здесь вот работают у нас участники. Все замечательно. Мы предлагаем своим гостям угоститься.
Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Смяшкина Ксения Павловна. Я представляю Кельчурскую школу имени Александра Францевича Сметанина. Это Ижемский район. Итак, тема нашего библиотечного урока – первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества. Виды первичных документов по целевому назначению. Итак, рассчитано для детей 3 класса. Ну, начнем сразу с основной части. Так, ребята, скажите, пожалуйста, что у меня в руках? Паспорт. А паспорт это что? Ну, какой документ? Документ, удостоверяющий личность. Все верно. А скажите, пожалуйста, какие еще документы вы знаете? Свидетельство о рождении еще? Права. СНИЛС, полис, да? Но мы с вами привыкли, что документ это какая-то ценная бумага, которая нам нужна для чего? Чтобы попасть в поликлинику, чтобы водить машину, да? Чтобы устроиться на работу. Ну, в принципе, вот нам везде нужны наши документы. Но оказывается, у слова «документ» есть другое значение. А какое значение мы с вами сегодня узнаем? Ну, давайте сразу, вот скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, книга – это документ? Да. Документ, хорошо. А записи в вашей тетради? Тоже. Да. Тоже документ. А файл, какое-нибудь видео на диске? Да. Тоже. Вот скажите, а будет ли документом знание в вашей голове? Нет. Почему? Это информация. Ну давайте пока думаете, что нет, да? Хорошо. А учитель на уроке вам что-нибудь интересное рассказал? Это будет являться документом? Если мы верим учительницу, наверное, да. Хорошо. Ну, давайте, ладно. Учитель вам рассказал, вы считаете, что это документ. Ну, давайте посмотрим. Какое определение еще одно слово «документ» дает у нас словарь? Документ – это первоначальный носитель информации, первоначальный носитель, зафиксированный на нем информации в виде текста, аудио или видеозаписи, изображения, и предназначено это для использования дальнейшего хранения. То есть это документ – это какая-то информация, которая обязательно должна быть зафиксирована на материальном носителе. То есть это книга, тетрадь, записи какие-то, листок с какими-то записями, да, видео, картинка, но обязательно должен быть материальный носитель. Давайте вернемся, скажите, пожалуйста, ну так что, знания, которые вот учитель сообщил нам информацию, мы послушали такие, это будет документ? Нет. А если вы это записали? Да. А если записали на диктофон? Тоже будет все правильно, молодцы. Как мы с вами, как было сказано, документ это первоначальный носитель, носитель информации. Как вы понимаете слово первоначальный? То, что в начале было. Первоначальный. Ну, давайте давайте с вами разберемся. Так, как это? Самый первый. Нет, никуда не. Так, давайте с вами посмотрим. Ну, мы с вами сказали, книги, да, диски, это что? Да? Документы, хорошо, документы. Тут еще вот у нас яблоко дается, но мы с вами об этом немножко попозже поговорим. Давайте послушайте, пожалуйста. Документ, первичный или первоначальный документ. Это труд автора или ученого, или режиссера, писателя, размещенный на любом материальном носителе. То есть это писатель что-то придумал, или режиссер, то есть он придумал, поэтому он самый первый это придумал, поэтому называется первичный источник информации. Здесь у нас сверху первичный источник информации. Первичные, то есть Чехов придумал каштанку, а не кто-то придумал, а Чехов по его придуманному произведению снова там что-то написал, каштанку, да? Или вот Катаев написал цветик-семицветик, и мы уже не можем сказать, что это не первичный документ, правильно? К яблоку мы вернемся с вами еще. Итак, но если есть первичный документ, значит есть еще какой? Вторичный. Вторичный. Третичный. Давайте посмотрим. Вторичный документ. Ну, это сначала, как вы думаете, вторичный, это что значит?
Переписанный, может быть, еще, что вы думаете? Ребята, Сочинение, еще какие, может быть, виды знаете? Сценарий, да? Хорошо. Итак, вторичный документ – это документ, который очень кратко сообщает самые важные сведения о первичных документах, а также сообщает, допустим, автора и для чего этот документ предназначен, да? Ну, а теперь уже вернемся к нашему яблоку. Представим, что яблоко – это у нас тоже первичный документ. Кто будет автором этого первичного документа? Дерево. А как вы думаете, что будет вторичным документом у яблока? Варенье. Сок яблочный. Варенье. Давайте представим, что мы все самое полезное и самое вкусное из этого яблока взяли, выдавили, и что получили? Сок. Яблочный сок. В нашем случае яблочный сок будет вторичным документом. Вот эти картиночки тоже являются вторичными документами, тех, которые были на предыдущей картинке. Но об этом с вами мы поговорим на следующем уроке, подробно разберем вторичные документы. Пока посмотрите картинки, подумайте, может быть, вы где-то такие уже видели. А сегодня я бы хотела подробнее остановиться на первичных документах и подробнее вам об этом рассказать. Так, первичные документы по своему целевому назначению делятся на несколько групп. Но я хочу, чтобы вы сами мне сказали примеры. Вот у меня тут есть примеры первичных документов, а вам надо разложить по видам. Не бойтесь, пожалуйста, ошибиться. Мы с вами это будем еще все разбирать. Пожалуйста, кто-то может, подходите, выбираем документ и относим его к нужному виду. Ну, хотя человека 3, чтобы не было. Выходите, пожалуйста. Научно-познавательные, учебные, справочные, художественные, а также издания для досуга. Ну вот, у нас получается 5 видов информации по целевому назначению. Это научно-познавательная информация, научно-познавательные документы, учебные документы, справочные, художественные и издания для досуга. И наши ребята взяли, и тут у нас примеры на беленьких карточках, примеры документов первичных. Их надо было разложить в нужные группы. И у нас получилось научно-познавательные. Что к ним отнесли? Журнал о разнообразии животных России и телевизионная передача «Галилео». Правильно сделали? Правильно? Передача «Галилео», сейчас немножко отойду тогда в сторону, на переменах нам сейчас наконец-то купили телевизор в библиотеку, я иногда включаю интересные выпуски, они мне прибегают, смотрят. Еще говорят, научно-познавательная. Учебная информация. Здесь у нас поместили учебник по математике, учебник по литературе и кинофильм о природе края. Это нет. Как вы думаете, куда можно отнести кинофильм о природе комик края? Научно-познавательную. Согласны все? Ну давайте. Я тоже думаю, что это научно-познавательное. Справочные. Это толковый словарь и справочник. Все верно? Все верно. Художественные. Это сборник стихов, художественный фильм и повесть. Правильно отнесли? Художественным документом. И издание для досуга – это развлекательная передача и сборник кроссвордов. Верно все поместили? Я тоже думаю, что верно. Раз вы так у меня все правильно сделали, я думаю, что нам самое время поиграть по этой теме. И вы уже разбираетесь, какие документы к чему относятся, даже как-то вы быстренько все это разложили. Предлагаю вам сыграть в игру. Давайте с вами представим, что мы с вами оказались в океане. И мы жители разных островов. Вам нужно разделиться на 5 команд
ну, тогда не будем делиться. Разделимся, Яковлев, на 5 команд. Вытащим бумажку с номером. Первый остров. Это остров-учебник. В нем живут очень умные люди. А вообще там живут школьники и студенты, которые любят учиться и все время пользуются чем? Учебниками. Ну, давайте, допустим, вы будете учебным островом. Сейчас объясню. Второй остров – это серьезные ученые. Они делают разные открытия и часто пользуются для этого научно-познавательной информацией, научно-познавательными документами. Остров их так и называется – остров научно-познавательный. Остров научно-познавательный. На третьем острове живут поэты и писатели. И их остров называется остров художественной литературы. Четвертый остров – это они такие почемучки, все время задают вопросы, и эти вопросы находят в словарях и справочниках. Их остров называется справочный остров. А на последнем острове живут весельчаки и умельцы, и они часто любят проводить время весело и с пользой. И их остров называется остров досуга. А как скажите, пожалуйста, какой у нас праздник с вами большой намечается? Новый год, конечно. Дед Мороз не мог забыть жителей острова и не мог их обделить подарками, правильно? Он отправил жителям подарки, но по пути они рассыпались и все перепутались. Я вам сейчас раздам эти подарки, но я тут не разбиралась. Вы, пожалуйста, сами разберитесь и выберите себе тот документ, который подходит жителям вашего острова. А если там документы, которые вам не подходят, подарите их, пожалуйста, жителям тех островов, которым они предназначены. Не обижайтесь, если кому-то не досталось подарка нужного, вы все равно его получите. Пожалуйста. Кто у меня с табличками, возьмите, пожалуйста, и распределите. Но смотрите, если вам вдруг дают что-то не то, вы не берите. Ну что, все получили свои подарки? У каждого должно быть по 3 документа. По 3 документа. Давайте посмотрим, у вас учебный остров. Какие у вас подарки? У меня информатика, учебник обществознания и, видимо, курс языка. У вас же там разные дети живут, правильно? Не все ведь одного острова. Вот, конечно, всем учебники, не мог никого обделить Дед Мороз. У кого еще какой остров? Художественная литература. Софию Красова немножко. Корничковский и Антон Чехов. Опять же, молодец Дед Мороз, всем пытается угодить. Еще у кого какой остров? Научно-познавательный. У меня есть «Природа России». Угу. Книга Юдина «Будь здоров, брат меньшой». Про животных, я так понимаю. И «Человекообразные обезьяны». Угу. Ну вот, всем все достанется. Еще у кого острова? Мой остров Досуг и жители моего острова любят комиксы, головоломки, раскраски, а также что-нибудь поделать своими руками, например, сувениры и подарки. Ага, все правильно, молодцы. Остров справочный, у меня комирочек тут, словарь школьника и справочник грибника. Ну вот, видите, вы сами даже свои подарки смогли разобрать, все верно сделали. Давайте с вами немножко обобщим. Что такое документ вообще? Некий вид информации, зафиксированный где-то на материальном носителе, правильно.
Какие виды информации бывают? Первичные и вторичные, да? Первичные и вторичные. И скажите, пожалуйста, первичные по целевому назначению на какие группы делятся? Научно-познавательные. Художественные, учебные, справочные. Ага. Все, молодцы. Вы справились сегодня с заданиями. А сейчас я хочу, чтобы встали те, кто сегодня придет домой и сможет рассказать своим мамам и папам о том, что же вы сегодня, чему вас Ксения Павловна научила. Смогут ли родители понять, что мы рассказали? Но это уже зависит от того, поняли ли вы. Хорошо, я очень рада. Спасибо за внимание. Немножко оживились, да, подвигались, посмотрели, поискали. Мы говорим большое спасибо Ксении Павловне за проведенный мастер-класс. Благодарны. И следующий участник — это у нас Часовская средняя общеобразовательная школа Сыктывдинского района. Пока участник готовится, мы с вами послушаем следующую информацию. Для тех, кто еще не услышал и кто подошел немножко позже, напоминаю о том, что после обеда мы с вами работаем с кейсами, разрабатываем то, что нам пригодится для нашей работы. Группу мы формируем самостоятельно, кому какой класс ближе, да, чтобы помочь другим. Очень хороший, интересный материал вам подготовила для раздачи. Работать мы будем здесь, в этой аудитории. После обеда мы ждем всех в этой же аудитории. А сейчас мы продолжаем наш конкурс. И следующий участник у нас из Часовской средней общеобразовательной школы. Для фокус-группы мне нужно 6 человек, которые разделятся на 2 группы. Да, я думаю, можно будет присесть сюда. Да? 6 человек. Компьютер нужно рисуем. Рисуем, да, компьютер нужно 6, а компьютер мне нужно Еще один человек, шестой, пожалуйста, подойдите на нас. Ой, еще 2 человека. Вы будете переходить. Так, вы нужно быть хозяином вашей группы. Он не будет переходить, а второй человек, он будет переходить в другую группу. Вы делаете, пожалуйста, там еще один человек нужен. Давай. Я вот увидела, что не хочу. человек, гость, хочет переходить. Да, если вы готовы, пожалуйста, можно начинать работать в группе, и время 20 минут для мастер-класса. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Исакова Наталья Олеговна. Я являюсь представителем Часовской средней общеобразовательной школы Сыктывдинского района. Хочу сегодня вам представить фрагмент занятия по информационной грамотности «Информация вокруг нас». Цель моего мастер-класса – это знакомство участников с особенностями организации и проведения технологии «Мировое кафе» для формирования основ информационного мировоззрения через представление об информации и ее роли в современном обществе. Задача мастер-класса – это познакомить наших участников с технологией «Мировое кафе», способствовать развитию профессиональной активности участников конкурса во владении данной технологией. Целевая аудитория 5-7 классы. Ну что ж, технология «Мировое кафе» известна с 1995 года во всем мире. Однако в России она начала широко использоваться не так давно. «Мировое кафе» – это технология организации дискуссии в малых группах. Это искусство разговора по делу в непринужденной и открытой атмосфере.
Ну что ж, представьте себя ребятами 5-7 классов. Здравствуйте, ребята! Мы начинаем с вами библиотечный урок, на котором вы узнаете, что такое информация и для чего она нам необходима. А попробуем мы это узнать при помощи игры «Мировое кафе». Для этого мы разделились на 3 группы. Задача участников – это собрать по возможности максимальный объем информации, впечатлений, мнений, оценок по определенной проблеме. На ваших столах лежат инструкции. Инструкция работы в группе по технологии «Мировое кафе». Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с этой инструкцией. В каждой команде выбирается хозяин стола, хозяин этого кафе, а остальные участники – это гости. Хозяин стола знакомит гостей с темой, с проблемой, с вопросом. В течение 3-5 минут, так как мы ограничены во времени, мы будем работать по 3 минуты, гости под руководством хозяина стола выполняют задания и фиксируют свои идеи на чистых листах бумаги. После того, как гости ответили на все вопросы, выполнили задание, они переходят за следующий стол, где их встречает уже новый хозяин. Процедура продолжается до тех пор, пока гости не обойдут все столы. По окончании всей процедуры гости возвращаются за свои первоначальные столы к своему хозяину и сообщают свой результат, а хозяин уже выступает с окончательным результатом по своей проблеме. Ну что ж, в нашем кафе возможно все. Писать, рисовать, а самое главное, ничего не упустить. Разрешается искать информацию в сети интернет, слушать и слышать других, активно делиться своими идеями, развивать и соединять идеи в одно целое. Ну что ж, давайте познакомимся с темами. Стол номер 1 – это что такое информация, виды информации по способу восприятия органами чувств. Ваша задача – нарисовать виды информации. Стол номер 2 – тема, для чего нам нужна информация. Ну и остается стол номер 3 – это носители информации. Можно вопрос? Можно. Мы сейчас напишем тему, и нам что надо сделать? Рисовать что-то тоже? Как хотите. Вы первый стол, он именно рисует, а вы представляете информацию в любой доступной, возможной и понятной вам форме. То есть объяснить, для чего нужно? Естественно, да. Вы сначала обсуждаете, проходит 3 минуты, и гости переходят за следующий стол, тем самым собирая информацию. Ну что, группы готовы? Готовы. Время пошло. Если группа закончила раньше, дайте об этом знать и можете переходить. И вкус. Это нос у тебя? Да. Ну, дырки как нарисовать. Ну, рот с языком. Можете использовать фломастер, чтобы более красиво представить. А если они то же самое? Я же сказала, что как можно все, главное добыть нужную информацию. Я поэтому не У вас еще 2 минуты. не знаю. Если все, можете найти нужный магазин. Ну, как и есть. не забывайте, что вы можете пользоваться всеми доступными источниками информации. Конечно, если это библиотека, то ребята могут использовать и энциклопедии, и книги, и сеть интернет, и мнение старшего, взрослого, и мнение сверстника. То есть это все доступные виды информации, которыми обладает школьная библиотека.
Это получается в рамках нашего конкурса они стоят за столом, а так можно подходить к компьютеру, то есть Естественно, передвигаться, да, кафе, передвигаться, мы двигаться, да. и собираем. Суть кафе, что группа находится за столиками, где есть свой хозяин стола. Молодец. И в конце они должны вернуться к своему начальному столику, который они заказывают. Если вы готовы, можете поменять. Нет, меняются гости, переходят гости за следующий столик. Можно по технологии вертушка, то есть по часовой стрелке. Нет, ко мне тот человек. Хозяин стола должен объяснить новому гостю суть вопроса, суть проблемы. А гость поделится своими знаниями. Сначала не раскрывать. Пишем. Может быть, еще для работы, для труда. Вы разместите дома, хотя бы элементарно, мама, папа что-то сказали. Тогда он для работы. Да. Ну, давайте. Может быть, как Нет, просто краску. можно просто попросить Компьютер, ноутбук, нет, это да. Ну, как нарисовать? как по-грецки. Извилины. Такое. Свою информацию вы можете дополнять рисунками, ореолами разных цветов, так, чтобы информация была лучше. Утюг, да? Понятно. Это что, кастрюля? Утюг рисует. Как утюг рисуется? Вон же будет это вот так. Ну ладно. Ну, вообще, просто прекрасно. На общение. Два лица, вот да? так, друг друга. Вы будете друг друга смотреть, да? Уважаемые посетители кафе, ваше время закончилось. Переходите за следующий столик. Да, переходите за следующий столик. Нужна информация. Я такие у нас были начали писать, Вот отсюда можно, если что, взять новое определение. Вот второй отметить. А это все правильно. То есть нет, это получается, что я должна сейчас ничего не добавить. Уже ничего? Ну, почему? Вот это я говорю, творческая вот личность, надо добавить, чтобы быть в плане творчества. Вот я вижу. Нет, я не хочу туда смотреть, раз уже тут нет, тут этого нету. Может быть, нарисовать. Вот, я поэтому не говорю, вот, латинскую, полную, полезно высказывание, другое. Дальше вот, я расскажу изображение, что такое информация.
Что означает разъяснение, высказывание, осведомленность? Вот можно разъяснение, высказывание, осведомленность. Сама? Я же хозяин. И не надо писать. Почему? Хозяин тоже активно участвует. Он направляет работу. Вы в роли так называемого тьютера, вы его направляете. Вы не делаете работу за гостя, но направляете его в нужном направлении. Гости делают. То есть ведете его в нужном направлении. Все? Если вы готовы, вы можете вернуться за свой первоначальный стол. Изображение. Было бы интересно хотя бы что такое. Да. Возвращайтесь, пожалуйста, за первоначальный столик, пожалуйста. Уважаемые участники, уважаемые ребята. Ну что ж, все гости вернулись за свои столики, а теперь хозяин должен представить ту информацию, которая в итоге у вас получилась за вашим столиком. Но до этого мы тоже ограничен во времени, он обсуждает с ребятами, да, все-таки к какому общему, да, итогу вы подошли. То есть происходит сначала обсуждение, а потом хозяин уже выступает. Мы готовы выслушать хозяина. Можно выйти сюда? У нас все просто. Итак, что такое информация? Информация – это сведения об окружающем мире, представлены в любой форме. То есть это разъяснение, высказывание, некая осведомленность. Поскольку у нас 5 органов чувств, соответственно, у нас 5 видов информации. То есть слуховая, зрительная, тактильная, вкусовая и обонятельная. Все. Спасибо большое. Давайте поаплодируем этому столику. Я думаю, помогла информация предыдущих мастер-классов, да? Да. Нет, я просто биолог. У нас тема «Для чего нам нужна информация?» Мы быстренько тут, что пришло в голову, выделили. Информация нам нужна для безопасности, в первую очередь, для саморазвития. Картиночки нарисовали? Это мозг. Это мозг, если что. Для быта, в домашних условиях мы все равно какой-то обмениваемся информацией совершенно. Для общения людей друг с другом, для обучения чему-то новому, для передачи опыта и для зарабатывания денег. Замечательно, спасибо большое. Да, и третий столик. Можно с места, да. Можно с места. Так, носитель информации, это у нас любой материальный объект или среда, использованная человеком. Сюда входят книги, справочники, голова человека, где он хранит всю информацию, интернет-сайты, диски, флешки, окружающий мир, где мы всю информацию можем тоже для себя получить, традиции, фольклор, материалы, камень, бумага, ткань, пощупать, получить информацию, старшее поколение, которое вам передает все, и изображение, фотографии. Спасибо большое. Я думаю, все столики справились замечательно. Давайте им поаплодируем, они большие молодцы, хорошо поработали. Ну что ж, посмотрите, где можно еще использовать. Допустим, в той же игровой также технологии. Например, когда вы проходите определенные литературные произведения или делаете библиотечные уроки по книгам-юбилярам, по писателям-юбилярам, также можно использовать данную технологию. Посмотрите, да, когда каждая группа представляет, к примеру, не виды уже информации, а кого? Героев, да? То есть форм мирового кафе достаточно много. Ну что ж, скажите, пожалуйста, уважаемые слушатели, считаете ли вы полезной данную технологию формирования именно информационной грамотности в рамках работы школьных библиотек? Ну скажите, пожалуйста. Ну, буквально один человек. Конечно, считаем, поскольку здесь необходимо, во-первых, найти нужную информацию. Для этого можно использовать электронные библиотеки, можно использовать те книги, которые находятся просто в библиотеке книжного Да, и бумажные ресурсы, и электронные, да, информационные ресурсы. Конечно же. Вот так вот, можно еще тоже делали. Очень, на самом деле, на практике это мы тоже применяли. Когда времени побольше, потому что у всех там мысли разные, да. И столько идей накидывается, как мозговой штурм. Мозговой штурм, вот, и очень много можно интересных ответов найти. Да, вот как раз таки хочу сказать, что дело в том, что в рамках мастер-класса мы ограничены во времени, но ребятам можно давать от 5 минут даже до получаса. Количество участников может варьироваться от 3 до 12 примерно. Это самое оптимальное число. Ну что ж, этот метод подходит для сбора информации, для организации обмена мнениями по проблеме или по вопросу. Благодаря технологии «Мировое кафе» можно проработать сразу несколько аспектов одного вопроса за короткое время, использовав при этом
разные поисковые ресурсы. Также при выполнении коллективных работ это пригодится и позволяет каждому ребенку озвучить свое мнение как в группе, так выступить перед всеми, а затем выбрать оптимальные варианты. Ну что ж, спасибо вам за вашу работу. На этом мы мастер-класс окончен. Мы благодарим представителя школы за проведение мастер-класса. Информация, которую сегодня получают наши участники, очень полезна. И, как выяснилось на следующих мастер-классах, она пригождается нам, да? Следующим участником у нас будет средняя общеобразовательная школа номер 21 города Сыктывкара. У вас есть ровно 5 минут для готовности. Скажите, пожалуйста, кто вам... Нам нужны 3 участника. Вот мы ушли. Вы здесь. Еще кто-то, пожалуйста. Давай. Да, готовим место. Готовим место, готовимся. И нужно обязательно наушники. Сейчас должны дать. Уважаемые участники библиохакатона, кто уже более-менее определился, в какой группе вы будете работать сегодня после обеда, можно заполнять листы. У вас на местах, когда вы регистрировались, вам выдавались листы для работы на библиохакатоне. Можно делать себе пометки, какие-то наброски для того, чтобы потом получился интересный и полезный кейс для всех сотрудников школьных библиотек. Ну, получается, у нас не только в Республике Коми, нас смотрят и другие районы, области, да, для них тоже будет какая-то польза. Интересный мастер-класс. У нас готовится 3 человека с наушниками. Вот, все оставить. Все оставить, да? Все и там надо. Если участник готов, то приветствуем с вами среднюю общеобразовательную школу номер 21 города Сыктывкара, заведующая библиотекой Филиппова Ангелина Валентиновна. Мастер-класс от мастера. Ваше время. И Елена Ивановна, библиотекарь. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, как вы считаете, для чего нужен YouTube в наше время? Какую пользу может принести в работе школьного библиотекаря YouTube? Можно туда загружать конференции проводить, можно туда фильмы какие-то скачивать по книгам. Все верно. Потом буктрейлеры и выставлять, все обмениваться. Молодцы. А давайте мы с вами поразмышляем, как можно использовать в работе школьного библиотекаря популярный среди молодежи и не только крупнейший видеохостинг YouTube. Вы скажете, можно смотреть видеоролики, которые вы сейчас сказали, скачивать экранизации произведений, все верно. Да, но мы хотим познакомить вас и с другими ресурсами. Сейчас вам будут выданы карточки. Внимательно прочитайте, как думаете, что обозначают все эти названия. Проговариваем. Читайте, пожалуйста, чтобы кто нас смотрит. Да. Читать нельзя сжигать. Возможно, речь идет, может быть, о древнем каком-то мире, когда у нас сжигались библиотеки в свое время, в средневековье, может быть, об этом речь? Мы не будем говорить ни да, ни нет, мы просто выслушиваем. Workspace, я так думаю, что это мировая литература, может быть, какая-нибудь. Дочитаю и спать. Ну, я думаю, что это я в юности читаю спать, Когда не можешь уснуть никак, да, потому что не дочитал любимое произведение.
Все, спасибо. Это название канала в YouTube, посвященном книгам. Мы предлагаем вам за 2-3 минуты ознакомиться с данными каналами и вкратце рассказать о его содержании. Отметить, чем будет полезен в работе библиотекаря данный книжный канал. Ушки пока не надевайте. Так как у нас время ограничено, ролики с данных каналов мы вам закачали. Просим вас к ноутбукам. Вы уже присели. Поэтому сейчас можете слушать. Да? Время дается 2-3 минуты, поэтому быстро-быстро просматривайте. Коллеги, вашему же вниманию мы представим один видеоролик. Канал называется Books. Ага, здесь не работают наушники как-то. Все нормально. Работает наушник. Все нормально. Значит, вашему же вниманию мы представим один видеоролик. Канал называется Books Around Me. Буквальный перевод: книги вокруг меня. Подобные видеоролики сейчас смотрят наши коллеги. Поэтому... Всем привет, меня зовут Юля. Сегодня я поделюсь с вами отличными вариантами для летнего прочтения. Вообще, книги для подростков — это одна из самых запрашиваемых тем и одна из самых для меня непонятных тем, потому что, во-первых, возраст. Как определить, кому советовать, потому что у всех разные предпочтения, у всех разный уровень требования к книг, поэтому я решила ориентироваться исключительно на свой вкус и расскажу вам про книги, которые сама просто с удовольствием бы читала в возрасте от 12 примерно до 18, до 20 лет, но некоторые из них прочитаны уже во взрослом возрасте и тоже произвели на меня огромное впечатление. Здесь несколько фэнтези-циклов, пара приключенческих классических книг, и еще и расскажу про 2 варианта, которые классно все это дело будут разбавлять, но предназначены исключительно для фанатов. Все по порядку, и начну я с трилогии, которую читала года, наверное, в 22, но если бы она попала ко мне в руки лет в 15, я была бы в дичайшем восторге. Трилогия называется «Дом секретов», от автора Криса Коламбуса, знаменитого режиссера, и Неда Визини. Правда, 3-ю книгу там дописывали в другом соавторстве, потому что с Недом Визини, к сожалению, произошла трагическая история. Он ушел из жизни, и заканчивал цикл другой писатель. Но, в принципе, по сюжету и по уровню мастерства написания этих книг данный факт особо не чувствуется. О чем эти книги? Вот если вы смотрели старый фильм «Джуманджи», не его ремейк, а именно старый, по духу это идеальное попадание вот в ту же атмосферу. Постоянные события, очень много всего происходит, несколько локаций. И вот эта вся, казалось бы, каша очень интересно построена в сюжетную линию. Если вы любите, когда в книгах происходит очень много всего, когда с персонажами постоянно что-то приключается, они постоянно влипают в какие-то истории, вам однозначно понравится «Дом секретов» и, естественно, его продолжение, потому что с каждой книгой там сохраняется все та же структурная оболочка и все то же построение сюжета, но при этом приключения постоянно новые, и с персонажами постоянно что-то новое происходит. Сюжет начинается с того, что 3 детей, брат и 2 сестры, вместе с родителями переезжают из города в старый викторианский особняк. И это не просто особняк, его хозяином когда-то был знаменитый писатель-фантаст, у которого огромная библиотека и чьи произведения очень любит одна из сестер. И вы с первых же страниц начнете подозревать, что с этим особняком явно что-то не так. Мы, конечно, взяли небольшой фрагмент видео. Спасибо за просмотр. Мы, наверное, обратимся уже к нашим участникам. Елена Ивановна, подойдите, пожалуйста. Плавно переходим к вам. Вкратце расскажите о содержании видеоролика. Было, конечно, очень мало времени, но все равно что-то вы поняли, да? Понятно. Скажите, пожалуйста, будет ли полезен в работе библиотекарей, вот, допустим, канал, который вы сейчас успели просмотреть? Да, конечно. Потому что на этом канале очень хорошо девушка Алина, как ведущая этого канала, рассказывает аннотации к книгам, какие вот она предлагает к 9 мая, лучшие сказки. И причем ее аудитория, я так поняла, не только детская, но и взрослая. Да. Потому что даже те же сказки она предлагает поностальгировать взрослым людям для того, чтобы вот какие-то сказки
Да, благодарим, спасибо. Спасибо. Да. Так, но у меня тоже вот это получается Bookspace, Bookspace, да, там тоже девушка рассказывает о новинках книг, которые выходят у разных авторов и тоже для разного возраста, как ей удается прочитать много книг, она создает буктрейсы и как ими пользуется, она рассказывает. Спасибо. Все. Ну, начнем с того, что реакция моя на название это была такая, что я ожидала сейчас увидеть, что нечто, да, но в течение 24 минут, там тоже девушка рассказывает о книгах, но там нет аннотации на книге. Нет, конечно. Да, конечно. она говорит свое мнение об этих книгах, и оно, может быть, не всегда и 24 минуты слушать. Уже да, но самое это интересное, что вот это вот название, оно настроило, наверное, меня немножко на другое, и поэтому я, может быть, так его восприняла. А возможно, что это полезно. Все равно какие-то книги для себя ты узнаешь, да, но... Ну, получается, загрузили буквально два видео. Ну, вот название оно меня настроило чуть-чуть на другое. Ага. Но просто вы сможете спокойно набрать на YouTube. Аннотации книгам нет. Есть мнение человека, который... Это тоже это именно то видео, которое мы Только личное. Нет, конечно, оно достаточно субъективно. Угу. Спасибо огромное. Работа с этими каналами помогает детям сориентироваться в мире современной литературы. Помогает узнать новых авторов, новые произведения. А навыки информационной культуры развиваются за счет того, что ребята учатся одновременно воспринимать и текст, и изображение, и видео, и аудио. Уважаемые коллеги, продолжим наше знакомство с ресурсами YouTube. Знакомы ли вам значение слов BookTube, BookTuber? Да, я слушала. BookTube от английского book – книга, tube – это жаргонный телевизор. Это видеоблоги о книжных покупках, прочитанных книгах, есть рубрики, книжные полки, обзоры, марафоны и многое другое. И следующие буктюберы – это люди, имеющие интерес к чтению книг и ведущие YouTube-каналы о книгах. Предлагаем вам наш опыт воспитания буктюберов, так мы называем наших читателей, которые не только сами увлечены чтением, но и пытаются увлечь других, готовя информационные материалы для YouTube. Наши читатели-подростки часто обращаются с вопросом о том, что им прочитать из современной литературы. Мы их знакомим с подходящими и проверенными нами YouTube-каналами. После просмотра канала дети находят интересующую их литературу. К сожалению, школьные библиотеки не могут похвастаться с обилием подростковой литературы. Мы нашли выход. Это сотрудничество с юношеской библиотекой города Сыктывкара. Мы ведем оттуда для наших читателей современную подростковую литературу, учитывая интересы каждого из них. Мы с нашими читателями записываем видеоролики, где они рассказывают о прочитанных книгах, делятся своими впечатлениями. Со стороны кажется, что ничего сложного здесь нет. Но на самом деле составить видеоотзыв, заинтересовать слушателей, вызвать у них желание взять и прочитать книгу достаточно сложно, но возможно. И буктюбером может стать любой желающий. Опять же, уважаемые коллеги, представьте, вам предложили составить видеоотзыв. Это, конечно, достаточно будет сложно, но тоже можно. На произведение современной подростковой литературы, используя данный примерный план. Получилось импровизировать. Или же, допустим, не подростковая литература, а какую-то книжку вот вы, допустим, недавно прочли и убрали. И вот вы можете с нами поделиться, как буктюберы, чтобы мы пошли и тоже взяли эту книжку. Можно я? Давай. Вот совершенно недавно мы с подростками немножко смотрим на план. Я первая прочитала и рекомендовала эту книгу подросткам. Книга Елены Габовой «Повесть. Ведь ты же мне друг». Автор Елена Габова. Так, это... Сказали, что повесть, да? Да, это повесть, по-моему. Так, основная тема, о чем эта книжка? Это книга о подростках, о дружбе и предательстве. О том, как мальчика поставили на счетчик, требуя у него деньги, мальчика семиклассника. И как этот мальчик выходил из ситуации. Как он, обратился ли он к друзьям, к родителям, кто ему помог ли вообще. Как он из этого вышел,
Вот, и да, мне очень понравилось, как родителю и как педагогу, вот мне понравились, и сам мальчик, конечно, он очень интересный, он очень честный и очень такой, ну, настоящий мужчина, да, вырастет из него, а мне очень понравились его родители, которые сумели заметить, что с ребенком что-то не так, и которые сумели очень незаметно для него ему помочь. Получается, вы сегодня были буктюбером Да, для нас. да. И вот когда я это рассказала подросткам, у меня все эти повести забрали. И мы даже буктрейлер составили по этой книге. Я уже даже можете посмотреть и показать своим детям. Секунду. Да, я Спасибо огромное. Как классный руководитель всегда советую своим детям прочитать стихи Эдуарда Асада. Поскольку жанр это стихи, основная тема произведения это дружба, любовь к матери, любовь к природе, к отечеству, вообще любовь между полами, так скажем. Какой персонаж наиболее интересный? Для меня вообще самое, наверное, замечательное стихотворение это стихи о рыжей дворняге. И больше всех мне там нравится именно рыжая дворняга, которая очень верная, очень любила человека, который ее предал, и в результате погибла. Впечатление вот даже сейчас на меня всегда очень сильное производит. Я постоянно реву, и когда я показываю, я не читаю сама, я беру на ютубе, естественно, какой-то видеоблог, показываю, и детям сразу предупреждаю, что я, пожалуй, выйду, потому что я не могу на это смотреть. И когда я захожу, то я вижу, что большая часть детей очень расстроенные, плачут, девочки, как правило. То есть я понимаю, что эта тема, она очень трогательная и всегда задевает душу ребенка и, наверное, воспитывает, да, в них, конечно, чистоту чувств каких-то, ответственность за тех младших, наших братьев меньших, которые, вот, как говорится, ты в ответственности за тех, которых ты приручил. Если вы вот так вот эмоционально на камеру и выложили, мы, конечно, тоже бы побежали за книжкой и посмотрели, и почитали. Спасибо огромное. Да. Спасибо огромное. Сейчас мы представим видеоролик с участием нашего читателя. К сожалению, там звук не очень громкий. Надеюсь... В этой книге рассказывается о 11-летней девочке, которая, как и все подростки, имеет достаточное количество проблем. Она беспокоится по поводу своей внешности, по поводу того, что у нее совсем нет друзей. Но когда она приходит домой, она много забывает, потому что у нее есть отличный друг, полицай папа. Но и папа не всегда может находиться рядом. Поэтому девочке в скором времени приходится самой разбираться с проблемами в общении. Каждый подросток может испытывать эти чувства, но не каждый подросток попадает в такую сложную ситуацию. И в каком-то плане эта девочка помогает людям. Эта девочка может помочь читателям, которые, возможно, имеют такие же представления о себе, о своей внешности, как и Лиза героиня. Книга читается очень легко, и конец ее, в принципе, положительный. Многие люди нравятся, и поэтому я советую Прошу, конечно, прощения, что звук такой тихий. Уважаемые коллеги, как вы считаете, где можно использовать, допустим, данный видеоролик? Перед блоком. Неклассное чтение. Неклассное чтение, все верно. Либо, например, новинки литературы кто-то прочитал, да, там познакомились. На переменах даже забежать. Да. После, допустим, этого ролика дети ведь бегут и берут эту книжку. Даже особенно, можно сказать... когда свои ровесники. Да. А мы с ребятами создали школьный YouTube-канал, где они имеют возможность попробовать себя в роли блогера, заразить своих сверстников интересом к книгу и чтению. Вы, наверное, все знаете, да, что очень популярно сейчас блогерство. То есть блогер – это интернет-пользователь, который ведет собственный канал, сайт или страничку. Итак, готовя видеоролики, наши юные читатели очень глубоко проникают в содержание произведения, выбирают героев,
эпизоды, которые они хотят представить. Работают со словарями, чтобы объяснить незнакомые и непонятные им слова, ищут материалы о биографии автора, подбирают иллюстративные материалы и музыкальное сопровождение. Продумывают композицию своего ролика, даже изучают приемы рекламы. А мы их путеводители. Так мы формируем и развиваем их информационную культуру. Благодарим за внимание. Спасибо. Содержательно. Благодарим Ангелину Валентиновну за предоставленный мастер-класс. Это у нас была средняя общеобразовательная школа номер 21 города Сыктывкара. Нам нравится. Можно участвовать. Следующий мастер-класс у нас будет представлять средняя общеобразовательная школа села Бизинга Сысольского района. Библиотекарь у нас Малюка Эда Владимировна, которая участвовала во всех мастер-классах и теперь будет давать его сама. Уже вам примечалось, но я еще. Так, я уже сказали, что сюда нельзя высаживать, поэтому я уже там сдала. Хорошо, да, нужно будет. Вы нужны. Это не значит, что вы не нужны, но мы на своем месте. Добрый день, уважаемые коллеги и члены жюри. Да, меня зовут Аида Владимировна. Можно, если да? Тема моего мастер-класса – информация достоверная и фейковая. Как разобраться? Актуальность, я думаю, вы все понимаете прекрасно актуальность этой темы, потому что все мастер-классы так или иначе связаны именно с этим, да, как найти верный источник информации, нужно ли его искать вообще или можно первой попавшейся доверять. Ну что ж, мой мастер-класс предназначен для детей 6-7 классов, но немножко трансформируя его, можно использовать и для другого возраста, для детей другого возраста. Вот те ребята, у которых в руках листочки с текстом, пожалуйста, обратите на него внимание, пока я буду дальше представлять, да? Я предлагаю вам начать с небольшой игры. Предлагаю вам немножко поиграть. Так, а пока я вам скажу, цель моего мастер-класса – это осознание учащимися важности обращения к первоисточникам в процессе поиска информации. Естественно, мы им об этом пока не говорим. Так, ну что ж, по-честному отдайте, пожалуйста, соседям, я не буду бегать вас забирать, отдайте соседу свои тексты, и я вам даю 30 секунд на то, чтобы вы этот текст на листочке, который вам дам, воспроизвели. Да, все, что запомнили, но у вас ровно 30 секунд, не более. Детям мы можем предложить и минуту, но сейчас у нас время ограничено. Так. Нет, молча, ни с кем не советуемся, просто пишем по памяти текст. Угу. Время вышло. Да, все. А вы переработали за 30 секунд все, что смогли переработать. Это я отдаю следующему художнику, а ваш текст нет, ваш написанный текст. Нет, ваш написанный. Ваш написанный. Вы, наверное, не успели заметить, да? Так. А у вас 30 секунд, чтобы нарисовать. Нарисовать то, что вы прочитали. И когда закончится 30 секунд, передайте мне, пожалуйста, нарисованное. А рисует один человек. Никто ему не советует, никто с ним это не обсуждает. Рисует человек, все, один. У которого листочек и карандаши.
Я понимаю, что вы все очень дружные, но это индивидуальное задание. А пока вы советуетесь, ваше время уйдет. Теперь, художники, вы можете передать своим? Все, нет, все время вышло. Да, надо все быстро. Давайте. Да, вы очень поможете. Что успели, то успели. Так, а теперь скажите мне, пожалуйста, хорошо ли видно? Нет. Плохо видно, да? Подойду поближе тогда. Вот здесь. Посмотрите. Так, теперь вот по этому рисунку восстановите, пожалуйста, текст. Вы все вместе, да? Лесная полянка. Посередине, посередине на полянке были две березы. В брусничнике соседнем росла сыроежка, старая, края которой загнулись. И на краю этой сыроежки сидела птичка серенькая, которая пила воду. Вы читали, что ли? Было. Ага, вот я говорю, рановато, да, у вас хорошая память, да. Да, я прошу прощения, да, немножко. Хорошо было. Так, следующий восстанавливаем. Хорошо, теперь проверим. Серенькая тут нет. Мы читаем информацию вот с этого листочка, а не с того, что вы там где-то прочитали. А вот тут что, я вас спрашиваю? Нет, мы просто не видим. Дерево под деревом что-то. Деревом и под деревом что-то. Да, вот, а теперь давайте все-таки прочитаем. Так, давайте прочитаем. Да, лесная полянка. Посередине, вот на картинку показываю. Посередине две березки. Рядом в зеленом брусничнике красная сыроежка. Сыроежка такая огромная и старая. Края загнулись вверх. Шляпка наполнена водой. На краю сыроежки сидит серая птичка, опустила свой клювик и пьет воду. Так, я прошу, конечно, прощения, что его чуть-чуть раньше открыла, но серой птички на картинке нет. Да. То есть мы немножко все равно согласитесь, что... есть же, только она коричневая. Серый? Да. А теперь вот смотрите, вот эта картинка. И читаем следующий текст. Ну что ж, прочитайте. А, это олененок был? Прочитайте. А я думаю, кто Прочитайте. Среди кустов зеленых у речки серебристой гуляет олененок, теленочек пятнистый. Он ходит по опушке в лесной своей сторонке, и у него веснушки совсем как у девчонки. Смотрите, пожалуйста. Смогли ли мы прочитать по картинкам этот текст? Нет, ну мы немножко что-то, согласитесь, что-то же мы прочитали? Да, что-то же мы смогли прочитать, но немножечко не то, что было изначально. Согласны? Ребят, мы с вами живем в мире, где на нас обрушивается ежедневно очень много информации. Даже на уроках, согласитесь, да? Биология, русский язык, литература, и каждый раз новая информация, и каждый раз ее много. Вот как же нам не запутаться в мире, вот в этом мире информации? Как же нам вычленить из нее то, что нам действительно нужно? Как понять, что эта информация правильна, а это нет? Ответ прост. Может, кто-то из вас его скажет? Дети, например, мне сказали, так, читать первоисточники, да, то есть надо научиться с этой информацией работать, да, и, конечно же, уметь ее переработать, сделать для себя полезной. Я вам зачитаю одно выражение Билла Гейтса. Кто помнит, кто такой Билл Гейтс? Основатель компании Microsoft, да. Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете. Сможете ли вы эти знания у себя уложить? Или растеряете их по пути, и к экзамену вы уже придете не готовыми. Или все-таки готовыми? Вот скажите, пожалуйста, уже предыдущие мастер-классы, они плавненько так подводили и говорили мы уже об этом, да? Какие источники информации бывают? Мы еще раз повторим. Учебные.
Как вы думаете, какой вид информации тут представлен? Ну, то есть информация передана человеком, да? Да. То есть от человека к человеку. Информацию, которую мы черпаем из книг. Интернет, телевидение, да, различные медианосители. Природа. Да, а скажите, пожалуйста, какую информацию вот сейчас вы получили? Визуальную. Ну, нет, а какую? Вот как... В смысле? Да, какая информация? Вот вы увидели... Умиротворение. Красота. Это, да, ассоциации такие. Гармония. Вот информация, это картинки, да? Это Закат. День закончился, да? День закончился. Мы увидели, что за окном дождливо. Для нас информация. Дождь. Надо взять зонтик. То есть мы получаем все-таки информацию, да? А вот тут время, да. Мы учимся ценить свое время, мы учимся определять время, да, и учимся, может быть, планировать свое время. А вот тут. QR-коды? Да, QR-коды. А скажите, пожалуйста, а что тут? Закодирована, зашифрованная информация. Да, то есть мы ее так просто не прочитаем, правда? Так просто мы ее не прочитаем. Ребят, вот давайте попробуем. Скажите мне, пожалуйста, как считывается, как эту информацию можно добыть? Через сканер. Через сканер. В телефоне. Да, так как нас подводит иногда техника. Да, в телефоне. Я взяла планшет для того, чтобы вам было больше видно. Ага, сейчас читает или не считает. Вот видите, он еще и не считывает. А там один и тот же код? Нет, это не один и тот же. Вот, а посмотрите, да, вот такой вопрос, спасибо. Вопрос очень интересный. Один и тот же код или нет? На первый взгляд, они похожи. Ребят, если сейчас подведет нас техника, я вам просто расскажу, что здесь... Давайте мы телефон. Хорошо. Давайте попробуем телефоном. Потому что не... Через раз он читает, считывает эту информацию. Попробуйте. Вот все. Посмотрите. Вот в этих QR-кодах зашифрованы тексты. Да? Смотрите. Не буду уже время терять на то, чтобы расшифровывать. Видите, как плохо читает. Скажу только, что в верхних двух QR-кодах и в нижних двух практически одинаковый текст. Но в одном QR-коде информация верная, а в другом неверная. А как же мы найдем, а какая из них верная? Уже кто-то сказал. Поисковик. Ну, у вас был более такой конкретный ответ. Нужно обратиться к чему? К первоисточнику. А первоисточник у нас, посмотрите, может угадать кто-нибудь? Шестиклассники точно угадают, а вы угадаете или нет? У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой. Молодец, умничка. Ну вот, раз вы знаете это произведение, то попробуйте, пожалуйста, найти его на книжной полке. Ребят, мы знаем с вами, да, как ищут книгу на книжной полке? Знаем. Стеллаж, классика 19 века, да. Ищем конкретного автора. Это вот да. Как расположены у нас в алфавитном порядке? Слева. Да, слева направо. Я вам помогу. Вот, пожалуйста, вам первый источник. То есть цикл записки охотника конкретно. Да, почему? Рассказ «Бежин лук». Молодец, умничка, да? Почему записки охотника? Это почему не «Бежин лук»? Это цикл рассказов. Да, это цикл рассказов. И «Бежин лук» входит в этот цикл. Вот, нет, возьмите, пожалуйста, организуйтесь в группу 3 человека. Вот вам тоже. А сейчас для вашего удобства, чтобы нам сейчас техникой не воевать, да, мы сейчас, я вам раздам все, что зашифровано в этих QR-кодах. Посмотрите. Я вам даю описание мальчика Павлуши и Феди. А второй группе вот у вас есть ребята,
3 минуты для того, чтобы понять, какой из этих текстов правильный, а какой нет. А пока они ищут, скажите, пожалуйста, а как вы называете неправильную информацию? Как она еще называется? Вот как мы... Фейк, да? Фейковая информация. То есть один из этих QR-кодов получается фейковый, два фейковых, а 2 истинных, да? Фейковая информация. Так, одна группа уже готова. Пожалуйста, вам слово. Так, у нас было 2 листочка, ну, судя по всему, 2 текста. Да, 2 текста, были да. зашифрованы. В первом было написано, первому старшему из Феде вы бы дали 14 лет, а в другом было написано, вы бы дали 10 лет. Правильно, 14 лет? Ага, а вы все нашли? Нет. А я вам тогда даю время. Да, я тогда вам даю время, чтобы вы еще нашли. Ну там Федя же был. Да, там был Федя, да. Но вы не все ошибки нашли. А надо все ошибки? Да, то есть все ошибки надо. Ну тогда там. Немножко не доработали, да. Надо тогда карандаш. Не надо. Там быстро очень, да, там несколько ошибок. А, фейковым все на ошибки надо? Да, конечно. Вот разве в истинном есть ошибки? Нету. Конечно. А я думала, в истинном тоже есть. Нет. Один текст истинный, пожалуйста. Вот мы нашли первый текст. У второго мальчика поближе волосы были склочены, глаза черные. И это правильно писали, глаза черные. А в втором тексте тут глаза светлые. Ага, тоже прочитали, только одну ошибку нашли, да? Ну, как бы быстренько так покажем. Ага. Ну, уже да. вы поняли, что... Да, уже поняли, да, вы уже поняли, да? Вы уже поняли, что это фейковая информация, даже найдя одну ошибку, да? Представляете, даже если вы где-то увидели в одном месте несоответствие, посмотрите, вам уже даже дальше как будто бы искать не хочется, да? Согласитесь. И скажите, пожалуйста... Нашли, еще нашли, давайте. Да, во-первых, не 10 лет, во-вторых, мальчик был стройный, а не полный, волосы были светлые, насколько я помню, не черные. Так, и у него была на рубашке не какая-то другая каемка, желтая, а тут красная. Да, желтая, а тут красная. Посмотрите, сколько ошибок бывает в фейковых текстах, да? Скажите, пожалуйста... И карие глаза еще неправильно. Да, и карие глаза еще неправильно. В описании надо. Да. Цвет, размер. Очень правильно. Цвет, размер. Угу. Вы нашли очень много ошибок, да? А чтобы найти ошибки, к чему вы все-таки обратились? Давайте сделаем вывод. К чему? К первоисточнику. В нашем случае первоисточником является книга Ивана Сергеевича Тургенева «Записки охотника». И в нем рассказ «Бежин луг». Да? Ну, бывает еще... А если... Вот задал один шестиклассник мне вопрос, а как найти, а как первоисточник мы будем находить, если мы новости БНК прочитали? Попробуйте ответить на этот вопрос, взрослые. Газеты надо читать другие. Газеты другие, да. Сверить информацию с разных источников. Расспросить непосредственно участников, да. Но все равно мы в любом случае мы ищем, откуда ноги растут, да? Мы ищем первоисточник какой-то, откуда же это пошло, да? Кто начал, да? Кто первый рассказал? Но давайте вот мы немножко поиграем. Я вам дам первоисточник. Вот первоисточник, книга, Библия. Первое, что мне вот под руку попалось, да? Я говорю вам просто Библия. Разверните, пожалуйста, эту информацию, чтобы она дошла вот до последних рядов уже не в том виде, в котором она пришла к вам, но чтобы она была верной, чтобы она была достоверной. Можете по два слова добавлять. Рассказы о Христе. Рассказы о Христе. Читать? Нет, можно говорить. Просто коротко, очень коротко. Если мы будем сейчас читать, это будет долго. Да. Да, судя по всему, детская Библия. А давайте рассказ составим. Библия, книга о Христе. Это главная книга человечества. Сложно. Главная книга человечества. Библия – это книга о Христе.
детская Библия, главная книга человечества, которая делится на две части, на Новый Завет и Ветхий Завет. Ветхий Завет, да. Давайте усложняем. Видите, как интересно, вот когда усложняете, уже получается связанный рассказ, да? Ага. Можно читать. Очень быстренько. Нет, мы просто берем книгу в руки и говорим что-то. Ага. Конкретно это как... Библия, как сказали, здесь есть Новый Завет, Ветхий Завет, она написана на каком языке? Ага. Ну, да, на каком языке, хорошо. То есть она не только на русском языке бывает написана, да? Языки мира. Ага. Ну что, кто-то попробует связанный рассказ из всего этого составить, из того, что мы высказали? Это самая тиражируемая книга, я знаю. Самое, да. А сначала повторить? Библия — книга о Христе, Да. в которой есть Старый и Ветхий Завет. Угу. Это самая тиражируемая книга. Ага. И, да. Переведена на разные языки мира. Посмотрите, мы даже вот в пределах одной аудитории, мы информацию, когда она доходит вот несколько рядов прошла, она уже немножко деформировалась, да? Мы вот в конце уже забыли сказать, что она состоит из двух частей, да? То есть... Почему не сказала? А вы сказали, прошу прощения. Я не услышала. Ага, прошу прощения. Ну что ж, давайте подведем итог, сделаем вывод. Все-таки, чтобы узнать нам что-то, да, нам очень важно фильтровать информацию, которая к нам поступает. Да? Важно? Согласитесь? Она поступает к нам из разных источников. Но чтобы определить, на верном ли мы пути, нужно обратиться к первоисточнику. Спасибо за внимание. На этом я закончила. Всем хорошего настроения и достоверной правильной информации. Спасибо большое Айди Владимировне, которая представила нам среднюю общеобразовательную школу села Бизинга Сысольского района. Еще больше информации получаем. У нас остается 2 участника. Им, наверное, тоже тяжелее, чем так же, как и первым, потому что мы все работаем уже, да, более 3 часов. Но это не говорит о том, что мы не будем помогать. Поможем, чем можем. Уважаемые участники, приветствуем. У нас с вами представитель средней общеобразовательной школы номер 25 города Сыктывкара, заведующая библиотекой Панюкова Людмила Николаевна. Вам слово и ваш мастер-класс. Можно пальчиками нажимать? Добрый день еще раз, коллеги. Меня зовут Панюкова Людмила Николаевна. Я представляю школу номер 25 города Сыктывкара. Пока вот вас всех слушала, думаю, немножко я сокращу свое выступление. У нас в библиотеке я веду уже давно кружок информационной грамотности. Он называется, в принципе, вот он написан, «Любознайка». Это у меня ребята сами так назвали свой кружок. «Любознайка». На протяжении всего года я провожу уроки информационной грамотности. И когда провожу, например, блок из нескольких тем, одинаковых, например, история библиотеки, история письменности, книг, я раньше проводила квизы, квесты, ну, в принципе, и сейчас тоже их провожу, но последние 3 года я заметила, что ребятам более интересно самим что-то, какую-то продукцию делать, небольшие тематические проекты. Для того, чтобы у них получались эти проекты для закрепления знаний, я их обучаю работать в различных сервисах, таких как Canva, прочитаю, Learningaps. Я никак не могу запомнить название этого сервиса. Правильно я его произнесла? Хоть нет? Неправильно, да? Ну ладно, я вот никак не могу его произнести. Квизи, ну и вот один из самых первых сервисов, в котором я обучаю ребят заниматься, это Kahoot. Он легкий, удобный, интересный, ребятам нравится. И перед вами я хочу представить
работу моих ребят вот этого года. После прохождения тем история письменности, история библиотеки, история книги, история школы, я дала им задание каждому подготовить по 3 вопроса. Ну, вопросы мы некоторые, ну, понятно, что у них иногда повторялись вопросы, поэтому здесь не все вопросы. После чего начну сначала. Я сначала им показываю Kahoot предыдущих ребят. В прошлом году у меня ребята делали Kahoot к столетию Республики Коми, край родной, ну, неважно. Я провела его для ребят, спросила, вам понравилось? Они сказали, да. Хотите создать что-то подобное? Да. Дала им задание, чтобы они подготовили вопросы. Потом мы эти вопросы обсудили. Они создали Kahoot. И вот этот Kahoot я хочу вам сейчас провести. Вы не против? Но для этого вам нужно взять свои смартфоны. Надеюсь, они у вас подключены к интернету. После чего вы находите в поисковом браузере, набираете, можно по-русски, можно по-английски, Kahoot. Выбираете kahoot.it. Kahoot.it. Заходите туда. Сейчас, секундочку, я... Сейчас он загрузится. Да, загружается. Kahoot.it. И у вас там попросят ввести пин-код, пин игры. Заносите 3, 8, 9. Да, Play Kahoot. 6, 2, 4, 5. 3, 8, 9, 6, 2, 4, 5. Вам предложат записать свое имя. Не обязательно писать, можно псевдоним. Что хотите. Ребята иногда пишут киска, кошка, вот они любят такие. Ок, ак. Те, кто на удаленке, тоже могут присоединиться. То есть в эту игру можно играть как онлайн, так и реально, так и в онлайн. Угу. Вот у нас уже довольно-таки много участников. Так, ну все, желающих больше нет? Ну тогда давайте начнем игру. Игра проходит быстро и ребятам очень нравится. Так, все, да? Я думаю, что, наверное, уже больше никто не присоединится. Итак, старт. Сейчас я вам все объясню. Сейчас будет вопрос на экране и предложено 4 варианта ответа. У вас на телефоне будет 4 прямоугольничка. Вы должны будете выбрать правильный ответ. Один древнегреческий богач подарил своему ленивому сыну 24 маленьких раба, имена которых начинались на: красная — буквы греческого алфавита, желтая — на одну и ту же букву, синяя — буквы финикийского алфавита, зеленая — вместо имени были цифры. Вы выбираете правильный ответ. Всем видно? Извините, какой там код был? Ой, ну тогда вот рядышком вы работаете. Хорошо, у нас 2 правильных ответа. Это буквы греческого алфавита. 2 лидера у нас пока. Итак, сразу эта игра сразу показывает, кто лидирует. А на время, да? Ну на время, да. Кто раньше ответит, тот и лидирует. Хорошо, следующий вопрос. Как выглядит кодекс? Свиток, книга, глиняная таблица или тетрадь? Да, это мы древние. Это у меня блог был по истории древней книги, письменности, библиотек. Вот. Так, у нас с вами один всего правильный ответ, а правильный ответ это в виде книги кодекс выглядит. Хорошо. Следующий вопрос. Вот, проверяем вас на знания. Так, из чего состоял фонд Александрийской библиотеки? Красная — книги из пергамента, желтая — бамбуковые пластины, синяя — папирусные свитки, зеленая — берестяные грамоты.
Если кому-то не видно, вы поближе подойдите. Так, 2 правильных ответа, папирусные свитки. Вопросы будут иногда повторяться, потому что дети, ну, сами понимаете, они свои вопросы отстаивали, и они сами заполняли, где-то ошибки, может, даже быть. Вот, я не сильно их редактировала. Следующее. В каком помещении монастыря занимались перепиской книг? Красная скрипторий, желтая опочивальня, синяя келья, зеленая писарская. Подсказку я ребятам всегда в этом вопросе, ну не в этом вопросе, когда рассказываю про 3 правильных ответа, это скрипторий. Я всегда говорю от слова скрипеть, перо скрипело, чтобы они запомнили слово скрипторий. А? Ответы обманчивые. А ну? Вот. Так. Следующий вопрос. Как называется ровный красивый почерк с четким начертанием букв? Красная – это киноварь, желтая – устав, синяя – каллиграфия, зеленая – буквица. Все знают. Нет. А меня выбило из игры, как вернуться? Вот так. Ну, там заново. Устав. Так. Правильный ответ – устав. Товарищи. Людмила Николаевна, это подвохи. Хорошо, следующий вопрос. Так. Способ печати на бумаге деревянной доской с вырезанными на ней буквами и рисунками. Это красная ксилография, желтая штампование, синяя литера, зеленое копирование. Это все уроки информационной грамотности с самого начала. Так, хорошо. Итак, правильный ответ – ксилография. 1 человек ответил. Нет, это ксилография. Хорошо, следующий вопрос. Ой. Так, следующий вопрос. Что называется традиционным носителем информации? Флеш-диск, книга желтая это, синяя диск и зеленая кассета. Ну, здесь все прямо 8. Все правильно. Хорошо, молодцы. Итак, у нас лидирует СНЛ. Не знаю, кто это, но вот лидер уже образовался. Следующий вопрос. Большинство алфавитов мира составлены на основе греческого алфавита. Правда или ложь? Синяя это правда, красная это ложь. Так. Греческого или нет? Сейчас мы проверим. Так, ну все ответили правильно, действительно на основе греческого алфавита. Лидер поменялся. Анна у нас впереди теперь. Следующий вопрос. Славянский алфавит составили 2 брата Кирилл и Мефодий. Да или нет? Опять синяя или красная? Синяя это да, красная это нет. Ну, думаю, здесь тоже все ответили правильно. Легкие вопросы были. Лидер не поменялся. Следующий вопрос. Как переводится с греческого языка слово «школа»? Это красная клуб, желтая бани, синяя досуг, зеленая секта. Выбирайте, как переводится школа с греческого языка. Правильный ответ – досуг. Да, действительно, школа изначально это было место проведения времени. Досуг. Хорошо. Лидер у нас не поменялся. Следующий вопрос. Слово библиотека пришло из английского языка. Синее да, красное нет. Ну, думаю, здесь все ответят правильно. Нет, у нас слово библиотека греческого происхождения. Следующий вопрос. Так, лидер у нас пока остается. Хорошо, следующий вопрос. Это слово библиотека обозначает библию, книга, тека, хранилище. Ну, тоже вот синее это да, зеленое это нет. Ну, думаю, тут тоже все ответят правильно. То есть библиотека это книга, хранилище раньше была, да?
Так, лидер у нас не поменялся, но уже приближается морковка. Хорошо, ладно, посмотрим. Борьба идет. Какой библиотеки не было? Красная библиотека царя Ашурбанипала, желтая библиотека царя Бабая, синяя библиотека Ивана Грозного, зеленая Александрийская библиотека. Какой не было? Ну, думаю, здесь вы должны все ответить. Да, ну нет, один человек у нас все-таки назвал Ашурбанипал был, а вот Бабая не было. Хорошо, следующий вопрос. Так, пока Анна все еще лидирует. Следующий вопрос. Какое событие произошло 1 марта 1564 года? Иоганн Гутенберг напечатал «Житие святых», Ярослав Мудрый создал первую русскую библиотеку, Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили книгу «Апостол», и турки напали на Россию. Вот вариант, выбирайте. Тут, конечно, очень длинный текст, наверное, такой не надо делать, но ребят трудно переубедить. Правильный ответ. Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили книгу «Апостол». 2 человека ответили правильно. Смотрим. Лидеры поменялись. Лидеры у нас теперь морковка впереди. Хорошо. Следующий вопрос. Доигрываем до конца, ведь, да? Хорошо. Как назывались библиотеки в Древней Руси? 2 варианта можно выбрать. Красная — книгохранительными палатами, желтая — хранилищами летописей, синяя — книгохранительницами и зеленая — библиотеками. 2 варианта здесь можно выбрать, 2 варианта. Правильные варианты — книгохранительными палатами и книгохранительницами. Так назывались библиотеки на Руси. Так, видите, лидер уже поменялся. Хорошо. Следующий. Как называется рисунчатое письмо? Красное — каракули, желтая — точка, точка, запятая, синяя — иероглифы, зеленая — пиктограмма. Итак, все ответили правильно. Пиктограмма. Молодцы. Хорошо, лидер у нас пока не поменялся. Следующий вопрос. В Древнем Египте на основе рисунчатого письма возникли, тоже 2 ответа может быть. Красное — священные знаки, желтое — иероглифы, синее — это буквы, зеленое — алфавит. 2 ответа может быть. 2 ответа. Только один человек. О, двойка. Так, 2 ответа. Правильно, священные знаки и иероглифы. Молодцы. Следующий вопрос. Так, как у нас с лидерами? Морковка опять впереди. Хорошо. Следующий вопрос. Библиотекарь произносится и пишется в мужском роде. Так как? Красная — с древнейших времен считалась мужской профессией. Желтая — можно произносить и писать как хочешь. Синяя — в женском роде звучит некрасиво, и зеленая — не склоняется. Правильный ответ — это с древнейших времен считалась мужской профессией. 4 человека ответили правильно. Так, смотрим, кто же у нас уже лидирует. Все еще морковка. Хорошо, замечательно. Так, следующий вопрос. Сколько книг хранилось в знаменитой Александрийской библиотеке? Красная — 20 тысяч глиняных плиток, желтая — 890 бамбуковых свитков, синяя — 50 тысяч книг на пергаменте и зеленая — ни одной. Правильный ответ — ни одной, потому что там хранились свитки, а не книги. Да, я говорю, повторяется. Хорошо, следующий вопрос. Чуть-чуть осталось. Кто изобрел первый печатный станок? Ну, думаю, тут все правильно ответят. Красная — это Прокоп Вальдфогель, желтая — Иоганн Гутенберг, синяя — Кирилл и Мефодий, зеленая — Иван Федоров.
Первый печатный станок. Так, Иоганн Гутенберг правильный ответ, и 3 человека ответили правильно. Первый печатный станок. Иван Федоров, он уже на основе этого станка работал. Хорошо, следующий вопрос. Видите, ошибка. Название пищевого материала, который изготавливается из тростника. Красное – это пергамент, желтое – это глина, синий – береста, зеленый – папирус. Из тростника. Все ответили правильно, папирус. Так, смотрим на лидеров. Лидер пока не меняется. Хорошо. Так, первым русским книгопечатником был Иван Федоров. Синее да, зеленое нет. Ну, думаю, тут уже на Руси первым первопечатником. Так, и правильный ответ, да. Следующий вопрос, так как у нас с лидерами. Лидер у нас стабильно держится. Хорошо. Как называется инструмент, которым писали на бересте? Красная ручка, желтая карандаш, синяя писала, зеленая клинышек. Правильный ответ писала. Клинышком писали на глиняных табличках. Хорошо. Следующий вопрос. Первая книга, напечатана на Руси, была красная «Апостол», желтая «Библия», синяя «Азбука», зеленая «Букварь». Правильный ответ – «Апостол». Хорошо, чуть-чуть осталось, но лидер у нас не меняется, но Анна подбирается, молодец. Хорошо, не сдает позиции. Итак, как в Древней Греции называли рабов, сопровождающих детей в школу? Красная – руководитель, желтая – ведун, синяя – педагог, зеленая – надсмотрщик. Сопровождающих детей в школу. Ну, я смотрю, все знают это. Правильно, педагог. Да, это раб, ведущий ребенка в школу. Так, морковка держится, Анна приближается. И у нас последний вопрос, по-моему, да? Так, смотрим. Бумагу изобрели в России, в Китае, в Японии или в США? И все ответили правильно, в Китае. Обычно я ребятам очень рассказываю историю изобретения бумаги, грустную, как наградил царь, император Китая, изобретателя бумаги в этот момент. Так, ну что, кто у нас первый? Да, морковка у нас первая, Анна второе место и СНЛ третье. Давайте морковку похлопаем. Кто у нас морковка? Молодец! Обычно, проведя Kahoot, я спрашиваю ребят, так, как мы здесь выйдем из него? Я спрашиваю ребят, вам понравилось? Вам понравилось? А хотите научиться делать такие же игры? Как
Ребята говорят да, и я их, естественно, обучаю этому. Им очень нравится, им нравится проводить потом эти игры у себя в классе, то есть происходит запоминание материала. Во-первых, они подбирают вопросы, они повторяют материал, они их обрабатывают, забивают в игру, еще раз идет повторение материала, проводят эту игру у себя в классе, еще раз, получается, повторяют материал. И таким образом происходит закрепление материала. У нас сейчас ребята готовят, я вам покажу. Если вы хотите воспользоваться этой игрой, вы, если кто-то уже зарегистрировал в Кахуте, можете просто зайти в Кахут и выбрать в поисковике «Любознайка», название Кахута, и провести точно такую же игру у себя в школе. Так, это вот называется Кахут, это вот сама программа, сам сервис, и все, что вы в нем производите, называется кахутами. Сейчас у меня ребята вот готовят, видите, вот это вот прошлогодняя игра «Мой край, моя республика», в этом году вот они «Любознайка», и сейчас они готовят кахут «Зима, холода». Но он только еще в разработке, 9 вопросов всего ребята принесли, сами набили. Они приходят, просто сами набивают. Эту игру я им предложила, почему подготовить, скоро праздники, и чтобы дома в новогоднюю ночь они могли с родителями поиграть, показать, что они умеют делать, ну и весело провести время, потому что новогоднее тоже это интересно. Хотите, проведу? Немножко вопросов. Я тоже время, да? Но, тем не менее, вот таким образом. Почитаю все-таки за свою заготовочку. Тоже такое преимущество вот таких игр. Сейчас использование данного сервиса в образовательном процессе способствует интеллектуальному и творческому развитию учащихся, вносит разнообразие в содержание занятий, создает благоприятную атмосферу, способствует ускорению процесса обучения, решает проблему мотивации учащихся, является эффективным инструментом для активизации и закрепления знаний по пройденному материалу. Вот таким вот образом. Но в других программах я тоже их обучаю работать. И, естественно, позднее им легче выполнять какие-то творческие проекты, то, что они хотят сделать уже задания по другим предметам. Спасибо. Интересно, разыгрались, да? Людмила Николаевна представляла нам 25-ю школу. Спасибо вам за мастер-класс. И мы ждем самую дальнюю школу, которая к нам приехала издалека. И получилось так, что выбрали номер 7, самый последний. Это у нас представители средней общеобразовательной школы номер 39 имени Чернова города Воркуты. Есть время для подготовки. Я вам хочу напомнить, что сегодня, судя по тому, как мы с вами провели второй тур республиканского конкурса, время у нас еще немного остается, поэтому мы уйдем с вами немножко раньше на кофе-паузу, то есть на полноценный обед, и только в 3 часа у нас будет начало второй части. Мы приглашаем обязательно всех, кто у нас сегодня здесь в зале, для встреч с нашими гостями из города Челябинска и Ярославля, которые представят нам очень интересный и полезный материал. После чего мы соберем все, что у нас с вами есть, и попробуем собрать кейсы. Для проведения мастер-класса понадобятся опять участники, которые будут за компьютерами. Так что приготовьтесь, кто поможет в этот раз поучаствовать в мастер-классе города Воркуты. Все есть, да? Давайте мы аплодисментами немножко проснемся, поддержим, да, участников. Последним и первым всегда трудно. Да. Итак, средняя общеобразовательная школа номер 39 имени Чернова города Воркуты.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рудченко Маргарита Ивановна, и я представляю школу номер 39 имени Георгия Александровича Чернова города Воркуты. Я всех вас рада приветствовать на своем мастер-классе формирования информационной культуры школьника средством технологии смешанного обучения. И актуальность вопроса формирования информационной культуры учащихся у нас очевидна. Задача педагога-библиотекаря – донести до школьников разных возрастных групп все богатство информационного потенциала и организовать понятную и полезную информационную среду. И самое главное для педагога-библиотекаря – это обучить пользователя создавать условия, стимулирующие развитие индивидуальных особенностей и общей культуры. Как мы все знаем, современная школьная библиотека – это не только место для выдачи книг, это учебный центр и индикатор образования. И именно поэтому одной из эффективных технологий, позволяющих формировать информационную культуру школьников, является технология смешанного обучения. И в рамках деятельности педагога-библиотекаря смешанность технологий заключается в создании условий для обращения учащихся к разным источникам информации, таким как онлайн-ресурсы, печатные тексты, видеоисточники информации, которые у нас уже были показаны. И сам педагог-библиотекарь выступает источником информации. Для того, чтобы понять, как это работает на практике и заодно познакомиться с историей нашего замечательного города Воркута, я приглашаю 3 педагогов сюда к нам. На столах у вас разложены инструкции. На каждой инструкции есть цвета, с которыми вы будете работать. Смотрите, первый – это у нас работа с печатным текстом. Внимательно изучайте инструкции, потому что в инструкциях у нас написано, что вы обязаны сделать. После того, как я подам сигнал, вы должны будете поменяться, я объясню, куда вы дальше переходите. Первая станция – это у нас работа… Нет, первая станция – это у нас работа с печатным текстом. И именно задача, будем говорить так, группы, найти самую интересную информацию о городе Воркуте по годам. Вы находите папочку свою под номером 2 и смотрите. Станция 2 – это работа с онлайн-ресурсами. Предлагает просмотр отрывка видеофильма о истории города Воркуте. И третья станция… Нет, вы не открываете ноутбук, он вам не нужен. И третья станция – это работа с педагогом-библиотекарем. Но третью станцию я буду работать и с вами, и с коллегой. Предполагают беседу с педагогом на тему «История Воркуты». Получается, что первый участник, он ничего не знает, я ему объясняю информацию, и мы передвигаемся, и ко мне приходит учащийся уже с более наполненной информацией. Алгоритм работы группы прописан в маршрутных листах, которые раздала. Также маршрутные листы есть у жюри, вы можете их просмотреть. И каждая станция обозначена цветом. Каждая группа изучает определенный период из истории города Воркуты. Чтобы регламентировать работу на станциях, как я уже сказала, я буду подавать сигнал, после чего вы переходите. Работа у нас не более 4 минут на станциях. Ну, начинаем с вами. Так как ко мне пришел ученик, который еще ничего не знает о городе Воркуте, может, кто-то был в городе и хоть какие-то факты знает? Я была. Вот, уже лучше намного. А кто-то из аудитории знает о городе Воркуте? Может, какие-то факты, родственники живут или сами бывали когда-то? Я была в шапке Юньяга. Вот. Так, ладно, ну, с самого начала. Самый первый вопрос как раз по источнику информации. Когда вышел первый номер газеты «Заполярье», у нас будет с вами 3 варианта ответа. Это 4 октября 1950 года, 9 мая 1951 года и 3 августа 1952 года. Кто-нибудь не знает ответ, да? А пальцем в небо. Может, угадаете? Как часто он выходил? Каждую неделю. Раз в неделю. Да, да. У нас газета выпустилась 3 августа 1952 года. Это был первый выпуск газеты. И последний номер легендарный для Воркуты газеты вышел 23 марта 2017 года.
Второй вопрос. Как вы думаете, что за здание у нас? ЖД вокзал. ЖД вокзал, правильно. У нас на картинке ЖД вокзал, он открыт 26 сентября 1955 года. И считается именно эта дата начала эксплуатации вокзала. В вокзале изначально была расположена комната отдыха и комната матери и ребенка. То есть все условия для проживания в городе Воркута, для приезда в город Воркута. Третий вопрос. Какая шахта под номером 32 начала свою работу в 1956 году? И 3 варианта ответа. Варгашор, промышленная, Юньяга. Правильно, промышленная, да. Промышленная шахта у нас была введена в эксплуатацию в 1956 году с проектной мощностью 900 тысяч тонн угля в год. Четвертый вопрос. В каком году был установлен памятник Ленину на площади Мира? Думаю, в каждом городе у нас есть памятник, установленный именно Ленину. И 3 варианта ответа. 1957 год, 1954 год и 1959 год. 54 год, верно. Ученик, который пришел с никакими знаниями, уже немножко их начинает получать. Именно правильно, монументальная скульптура у нас установлена в 54 году. Пятый вопрос. Сколько демобилизовавшихся солдат и матросов приехали на стройку Воркуты в 1958 году? 1500 человек, более 6000 человек и более 4000 человек. Более 6000 человек к нам приехали солдаты и матросы для стройки нашего города. Все, время у нас закончилось. У нас меняются станции. Вы берете свой маршрутный листочек и переходите для работы с онлайн-ресурсом. Вы пересаживаетесь сюда. Все, закрывайте видео. Вы дальше переходите, работа с печатным текстом. А те, кто работали с печатным текстом, не успели, да? Те, кто работал с печатным текстом, переходят ко мне. Да, конечно, у детей на это уходит намного больше времени, но так как у нас с вами время ограничено, поэтому у нас по чуть-чуть поработаем. Все, переходим. Ко мне приходит ученик, который уже получил какую-то информацию из печатного текста, то есть это может быть книга, газета, либо какие-то другие источники информации. Получается, ученик номер 2. Ученик номер 2 у нас изучал информацию 70-х, 80-х годов города Воркуты. И первый вопрос был, кто выступал на сцене ДКШ в 1970 году? Кобзон, Толкунова, Магомаев. Не знаете? Да, у нас ДКЖ в 70-м году выступал именно Кобзон. Второй вопрос. Какой магазин открыт в 1972 году? Первый ответ Воркута, второй Инта и третий Норильск. Нет, неправильно. Да, правильно. У нас открыт магазин Норильск. Третий вопрос. Сколько дней выступал Московский театр имени... Прошу прощения, Норильск магазин. Третий вопрос. Сколько дней выступал Московский театр имени Станиславского в городе Воркуте? 11 дней, 5 дней, 3 дня. Нет, у нас театр имени Станиславского выступал 11 дней. На протяжении 11 дней у нас Воркута просто просвещалась культурой на сколько можно. Четвертый вопрос. Кому установлен памятник в Воркуте в 70-м году? Ленину, Кирову, Чернову. Чернову, конечно же, Чернову. Александру Александровичу Чернову – это именно геолог, который изучал уголь, но у него есть сын Георгий Александрович Чернов, и именно в честь его сына названа наша 39-я школа. Какая шахта открылась в 1975 году? Комсомольская, Заполярная, Варгашорская. Неверный ответ. Правильно. Варгашорская шахта у нас открылась в 1975 году. Какой автомобиль
единственный в республике Коми, начал ездить по Воркуте в 1977 году? Волга, Патриот, Чайка. Волга. Нет, можно еще подумать немножко. Нет, и третий вариант ответа, да, именно машина «Чайка», первая по республике Коми, приехала в наш город. У нас закончилось время, учащиеся переходят по станциям, по своим маршрутным листам. Это ваш маршрутный лист, да, вы переходите на онлайн-ресурсы. Ко мне возвращается именно тот ученик, который уже... Ну, да. Но вы уже переходите, просто вырежете. Я пока объясню, что сейчас ко мне переходит тот ученик, который уже получил информацию с онлайн-ресурса, получил информацию с печатного текста и переходит ко мне уже с какой-то полученной информацией. Так я вот это прочитала, не совсем то прочитала. Не совсем то. И третья группа учащихся у нас изучала 60-е, 70-е годы из истории Воркута. Итак, первый вопрос. Когда открыт краеведческий музей? 5 мая 60-го года, 9 мая 61-го года или 7 октября 65-го года? Надо было вот тот лист читать, да, белый. Да, конечно, вы смотрите по своим группам, по инструкциям, внимательно читаем инструкции. Ну, давайте 60-й. Ну, вы знаете, вы ответили правильно. Правильно, у нас краеведческий музей открыт 5 мая 60-го года. Вот так он у нас выглядел. Именно в этом музее рассказывалось о нашем городе, о добыче угля и о быте наших народов. Второй вопрос. Какой самолет впервые приземлился в Воркуте в 1969 году? Як-40, Ил-18 или Ту-134? Як-40, скорее всего. Нет, неправильно. Как вы думаете, какой самолет у нас приземлился первый? Нет, Ту-134, да. Самолет Ту-134 впервые приземлился без людей для изучения местности в нашем городе. Третий вопрос. Какой воркутинец рекордсмен мира по брасу? Эдуард Лери, Владимир Косинский или Иван Погорелов? Но я думаю, что как бы не только по городу Воркуте, но и по республике Коми вы должны знать такого спортсмена. Я слышала, кто-то сказал Косинский, да, кто-то был прав, не слышала, кто сказал, но молодцы. Вот, наш Владимир Косинский. И очень такой интересный вопрос, сколько лет было самой пожилой воркутинке Василисе Федоровне Дорогановой, которая прожила в нашем городе в 1961 году? 85 лет, 111 лет, 90 лет. 111 лет было, да, нашей воркутинке. 111 лет. Но самое интересное, что даже в 111 лет воркутинка Василиса Федоровна находилась в здравом уме, она спокойно разговаривала, она слышала, она видела, и самое яркое ее воспоминание это было именно отмена крепостного права. Так, пятый вопрос. Первая женщина, руководитель 3 шахт Воркуты. Ксения Пластинина, Нина Петрова, Елена Захарова. Елена Захарова. Нет. Как вы думаете, что это за такая женщина была, которая руководила сразу 3 шахтами? Пластинина, все верно. Первая женщина-руководитель 3 шахт это Ксения Пластинина. Вот так выглядела. Даже в сырых условиях у нее на лице была улыбка. Какой кинотеатр открылся в 1961 году на 220 мест? Родина, Спутник, Каскад. Родина? Нет. Каскад новый какой? Каскад это новый, все верно. Да, правильно, Спутник, именно Спутник. Итак, наше время закончилось. Наши учащиеся прошли такое обучение смешанное.
закончили работать по станциям, и сейчас я каждую группу попрошу рассказать именно тот факт из десятилетия истории Воркуты, который им больше всего запомнился. Давайте, наверное, начнем с вас. Из десятилетия? Ну, который изучали именно вы, да. У вас было 60-70-е годы. Какой яркий факт вам запомнился сейчас? Ну вот что 300 врачей трудится в городе и в рабочих поселках Воркуты. Участник помог хорошо. Вам какой То, запомнился? что у меня симфонический оркестр выступал 11 дней в Воркуте, то, что первая машина была «Чайка». Вот, хорошо. И первый учащийся, который сначала побывал у меня, только потом перешел к онлайн-источникам. Ну, я нашла такой факт из жизни, из культурной жизни. В музыкальной школе, открытой в Воркуте в феврале 1953 года, отведен просторный дом. Да, в светлых и чистых классах учатся музыке 130 школьников и 40 дошкольников даже. И созданный недавно в Воркуте детский кукольный театр себя оправдал. Самые маленькие зрители с удовольствием смотрели его первый спектакль «Старенький цветочек». А еще в Воркуте, в этом кукольном театре, детском кукольном театре, какое-то время работал мой любимый учитель Александр Соломонович Клейн. Даже так, вот представляете, как такое может быть, да. Спасибо большое, и я надеюсь, что каждый из вас для себя открыл что-то новое из мастер-класса и будет использовать в своей работе. Все материалы по теме мастер-класса вы можете найти на сайте нашей школы в разделе «Школьная библиотека», используя QR-код. И я надеюсь, что алгоритм данной работы вам понятен. Эту презентацию, я так скажу, вы можете начинить своими материалами и использовать в своей работе. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем участникам номинации «Школьная библиотека. Территория развития». Давайте мы поаплодируем сами себе и им тоже. Да, достойно представили. Ну и что хочется сказать всем участникам второго этапа республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Удачи и успехов в труде. Первая ступенька для некоторых. Кто-то уже пробует себя второй, третий раз и все равно хочет большего. Дерзайте. Этот конкурс уже третий год у нас проводится на республиканском уровне, где идут очень хорошие подарки. Результатов конкурса вы узнаете завтра в 14:00 на закрытии конкурса и на церемонии награждения. А сегодня участников библиокатона, которые приехали к нам и пришли, хотим спросить, наверное, да, вас мало, но хочется спросить, какие ваши впечатления от увиденного здесь на втором туре республиканского конкурса? Несколько слов можете сказать нам? Очень интересные идеи некоторые, которые можно взять в работу. Некоторые идеи даже известные, допустим, я бы не подумала использовать. Что можно здесь их так применить, да? Угу. Спасибо большое. Мы с вами сегодня в 15:00 услышим опыт работы из Челябинска. Нам сегодня представят информацию Институт развития образования города Ярославля. Очень хочется, чтобы все в зале остались те же и поработали, и послушали. Мы объявляем перерыв ровно до 15 часов. В 15:00 у нас начинается вторая часть нашего мероприятия. Здесь же, в этом зале. Всем большое спасибо. Есть время отдохнуть, подумать. И до встречи в 15 часов.
тех кейсов, которые мы сегодня предлагаем для работы. И вторая часть наша посвящена практической деятельности. Сегодня с нами на связи методист информационно-методического сектора развития школьных библиотек, методического отдела информационного центра библиотека имени Ушинского. Татьяна Владимировна Пантюхова, мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Очень рады, что вы у нас участвуете в этом году в качестве эксперта, выступающего. Будем очень рады поработать с вами, послушать вашу информацию. И если у нас будут вопросы, мы вам зададим в конце вашего выступления. Как цифра и буква формируют картину мира. Практики формирования информационной и цифровой культуры в школьной библиотеке. Татьяна Владимировна, приветствуем вас и готовы дать вам слово для выступления. Коллеги, всем здравствуйте! Я вас тоже рада приветствовать на вашем библиохакатоне. Я так понимаю, что вы не только слушаете преподавателей лекции, но и высиживаете какие-то идеи, и это очень здорово. И вот это наша такая совместная работа, наши совместные активности, это очень здорово влияет на наше развитие. И на наше саморазвитие, запускает наше саморазвитие. Коллеги, слышно ли меня, видно ли меня? Да. Хорошо, да? Все. То есть презентацию я тоже уже подключила для того, чтобы вы не только на меня смотрели, но и какими-то другими картиночками любовались. Хотя я думаю, что вы уже сейчас знаете, сейчас такая мода пошла выступать без презентаций, то есть говорить ярко, но мне кажется, все-таки через вот такие онлайн-коммуникации хотелось бы что-то иметь у себя перед лицом, какие-то картинки смотреть. Итак, ну что, мы с вами начнем. Я вам расскажу о видении, как информационная культура, как формирование информационной культуры можно включить, вписать, прошить в школьные предметы, и какие образовательные проекты работают на информационную культуру. Ну вот здесь у меня начну с цитаты Тофлера. В будущем безграмотным будет считаться не тот, кто не сможет читать и писать, а тот, кто не сможет учиться, забывать, что учил, и переучиваться. Ну, я бы еще сюда добавила, кто сможет отбирать информацию, да, и отсекать всевозможные фейки и ту информацию, которая нам совершенно не нужна и не важна. То есть сейчас проблема не в том, что не хватает информации, а проблема совершенно другая, как от нее избавиться. Да, потому что информация к нам поступает через 5 органов чувств, она сейчас льется в такой не рекой, я бы даже сказала, цунами на нас набрасывается со всех сторон. И мозг это все обрабатывает. Да, то есть наш мозг это все обрабатывает, он ничего не забывает, возможно, где-то далеко это архивирует, потом мы не можем вспомнить. И вот задача-то как раз-таки школьных библиотек, возможно, в содружестве с другими учреждениями культуры, которые находятся рядом со школой, да, рассказать ребенку, показать ребенку и отбить на практиках и на пробах, да, о том, как жить вот в этом современном мире. Мы знаем уже, что на нас надвинулась цифровая трансформация, трансформируется все, цифровая экономика, цифровая культура. Вот здесь, посмотрите, на слайде я как раз показала, что прилагательное цифровой уже прилагается к каждому слову, ну и эти слова такие становятся актуальными, да, модными. Цифровой бренд, цифровая социализация, цифровой уклад, в общем, цифровой двойник, но это больше сейчас касается учреждений культуры, что если они будут стремительно уходить в цифру и оцифровываться, то это будет цифровой двойник, и никто такими живыми ножками не захочет приходить в провинциальные там, музеи или другие учреждения культуры. Но поживем, посмотрим, увидим. Да, мы все-таки с вами школьные работники, работаем в школе, мы говорим о школьных библиотеках, возможно, какие-то школьные библиотеки уже стали информационно-библиотечными центрами, но, в общем-то, как ни назовись, работать нужно и выполнять какие-то обязательные функции, ну, а какие-то периферийные и фоновые дела. Но все эти дела происходят вот
в цифровом сейчас, в цифровом обществе. Ну, идем дальше. Что мы с вами знаем? А знаем мы с вами вот следующее. Что, во-первых, цифровое детство. Да, цифровое детство, это важно, и это знание для нас важно, так как мы работаем непосредственно с детьми. С детьми дети до 18 лет, и в школе это семилетки, да, от 7 лет и до 18 лет. Школьная библиотека еще работает со школьным сообществом, это важно понимать. Конечно, можно выходить на местное сообщество, но это, я считаю, что это уже какой-то избыточный выход. Да? То есть, а когда школьная библиотека работает со школьным сообществом, то понятно, что она сопровождает школьный уклад и работает на ту целевую аудиторию, которая есть у нее в школе, пребывает в школе. То есть это дети до 18 лет, 7 лет, 18 лет, учителя и также их родители. Родители тоже являются субъектами образовательного процесса, но сейчас родители не так стремительно и у них очень мало возможностей зайти в школу, но по одной простой причине, что есть такие карантинные меры. Вот. Что мы должны знать о цифровом детстве? Вот я вам всем предлагаю посмотреть лекцию Галины Владимировны Солдатовой. Это профессор кафедры МГУ. Она занимается цифровым детством очень давно. И вот под ее руководством прошло исследование, кто же такие цифровые дети. Почему мы говорим, что они аборигены информационной культуры, да, и общества информации. Что же с ними происходит? И какие риски ждут их и ждут нас, да, и как же нам жить безопасно по отношению друг к другу, и как нам вести себя с этими детьми. Вот ссылки у меня здесь все есть, то есть пройдете, посмотрите и напитаетесь, с кем, с чем мы сейчас работаем, да, и как нам жить дальше вот в этом цифровом мире, какие методы, приемы и какие вот такие ориентиры, пути, треки нам выработать для того, чтобы еще и дружно существовать друг с другом. Вот. Все вы знаете о поколении Z, но только мы с вами его изучили, только мы с вами начали его понимать, как на нас надвинулось поколение Альфа. И это вот все есть в лекции у Галины Владимировны. Другой ресурс, который я вам предлагаю послушать, это тоже лекция, и это Елена Станиславовна Романичева. Это Московский городской педагогический университет. В этом университете есть направление по изучению чтения, по работе со школьными библиотеками, да, и поэтому они знают, о чем говорят. И лекция у Елены Станиславовны направлена на то, чтобы библиотекарь понимал, какие программы ждет школа. Это, конечно, в основном направлено на публичные библиотеки. Но мы с вами, школьные библиотекари, прекрасно понимаем, что мы живем на необитаемом острове. То есть мы живем в пространстве. Нас окружают совершенно другие учреждения. Да? В школьным библиотекам всегда не хватало ресурсов, но и это, в общем-то, понятно. Да? И какие-то ресурсные возможности есть у публичной библиотеки. И крепкая дружба между публичными и школьными библиотеками, конечно же, есть, но она в разных регионах развита по-разному, сотрудничество происходит по-разному, но сейчас входит в моду и уже укрепилось в нашем разговорном языке, ну и не только, наверное, в разговорном, да, то есть очень много уже статей появляется, и там слово «коллаборация». Да, то есть как стать нужным друг другу. И школьные библиотеки, и публичные библиотеки. Как друг друга усиливать. Да, то есть как создавать вот эту точку синергии для того, чтобы развиваться вместе в одном поле, в библиотечном поле. Это с одной стороны. А с другой стороны, для того, чтобы развиваться во благо наших детей. То есть они, читатели в публичной библиотеке, и ученики у нас в школьной библиотеке и в школе. Но это одни и те же дети. И мы с вами должны это понимать, давать этому отчет, что сейчас главный ресурс – это время, человеческое время. И, естественно, школьная библиотека находится в шаговой доступности. Да, до публичной библиотеки еще нужно дойти. Не каждый может дойти. Опять же, время сейчас главный ресурс. Он причем невосполнимый ресурс. Вот. Ну и еще третью лекцию я вам порекомендую прочитать. Но это не лекция, это
доклад о результатах исследования, которое проводила Российская государственная детская библиотека, и в целом чтение современных детей и подростков. Что читают, как читают и какие изменения произошли с 2016 года. Очень любопытное исследование. Тоже послушайте и возьмите себе на заметку. То есть готовы ли дети сейчас в таком интенсиве знакомиться с художественной и с научно-познавательной литературой? И вообще, что они читают? Да, ну, в школьной библиотеке понятно, что школьная программа читается, да, там из-под палки, но тем не менее, каким-то образом все-таки дети читают. Вот. Но что мы не знаем? Вот это тоже очень важно. Мы с вами не знаем, то есть нет таких исследований, как меняется поведение людей, какие сейчас люди. И маленькие, и большие, и взрослые, и невзрослые, и дети. Да? Как меняются культурные потоки. Как меняется образование в условиях шеринговой экономики. То есть шеринговая экономика – это экономика такого содружества. То есть когда мы делаем что-то вместе. И еще есть такое направление партиципаторности, да, то есть это учреждение культуры, когда рассказывают обо всем, вовлекают своего посетителя на своей территории в смыслы этого учреждения культуры, но при этом еще и расширяя свой контент. Вот музеи к этому очень хорошо перестроились, сейчас хорошо работают. С библиотеками, но немножко замедлено это действие, но тем не менее это все движется к этому. Как это влияет на школьную библиотеку? Но опять же в содружестве. То есть мы работаем с вами в содружестве. То есть вот эти цепочки простраиваются, все связано со всем. То есть не только же изменения происходят в образовании, но и в культуре. Посмотрите, как развиваются модельные библиотеки. Да? Вот. Но перейдем к следующему. Входит в наше понимание, и принимаем пока это мы или нет, но входит умная библиотека. То есть это умный фонд, умный читатель, умный посетитель. Кто это такие? Но для нас пока это инкогнито. Да, то есть для этого нужно проводить специальные семинары, но лучше, конечно, в живом формате, это живая коммуникация, где в споре, в дискуссии, вот опять же обсуждать, что нас ждет в будущем, куда мы дальше будем двигаться, и в том числе школьная библиотека, да, то есть какая она должна быть, и должна ли она соответствовать всем параметрам умной библиотеки. Сколько нас школьных библиотек, вот здесь на слайде очень хорошо показано, более 38 тысяч, да, то есть это ближе даже к 39 тысячам, вот, и посмотрите-ка, 21,5 тысячи школьных библиотек находится в сельской местности. Да, то есть это тоже очень важно для понимания, для построения своей деятельности. Да? И опять же, вот здесь на слайде я показываю небольшие сведения. В ведении Министерства культуры сколько библиотек? 42 тысячи единиц. Сюда входят все библиотеки, которые относятся к Министерству культуры Российской Федерации. Здесь центральные библиотеки, здесь детские библиотеки. Кстати, смотрите, детских библиотек чуть больше 3000, да, и опять же 70% общедоступных библиотек, публичных библиотек находятся в сельской местности. Да? То есть это тоже такая важная цифра для понимания. Ну а теперь к информационной культуре. Да? Основа информационной культуры школьника. Что это? Зачем это? Ну вот я здесь поставила таких 3 вопроса. Зачем, когда и как? Но на вопрос «зачем» мы с вами сейчас ответим. Но у нас такая коммуникация односторонняя, у меня, к сожалению, нет обратной связи, хотя вы можете задавать вопросы. Вы можете в любое время меня прервать, да, задать свой вопрос, и мы пообсуждаем. Да, то есть у нас такая будет маленькая дискуссия, но если получится. Вот. То есть на вопрос «зачем» мы еще как-то ответим. Да, для того, чтобы дети разбирались. То есть наша целевая аудитория – это дети от 7 до 18. Да, то есть мы это с вами понимаем. Вот, чтобы дети развивались, чтобы дети определялись, чтобы они умели владеть информацией, чтобы они знали, как это отбирать и прочее. Да? А вот когда? Вот когда заниматься информационной культурой? Вот это вопрос уже такой на засыпку. Когда вы занимаетесь информационной культурой, школьной библиотекарь? То есть когда вписаны ли вы в расписание,
Возможно, это у вас проходит через внеучебную деятельность или через дополнительное образование, но вот в Нижегородской области дополнительное образование в школе, дополнительные образовательные программы, они уже связаны с такой платформой «Навигатор». Да, то есть у каждого ребенка есть сертификат. Я просто не знаю, есть ли в вашем регионе эта история, потому что у нас столько экспериментов и в образовании, и в культуре, что уже непонятно, какой регион в эксперименте, какой регион пока еще, так сказать, отдыхает от экспериментов. Да? То есть у нас идет сертификат, то есть денежка идет за каждым ребенком в дополнительное образование. И ребенок должен определиться, куда он пойдет. Вот. Это очень-очень важная история. Почему? Потому что если вы оформлены как педагог дополнительного образования, да, вот я уже вижу, да, у нас тоже есть сертификаты. То есть как заманить ребенка на курс информационной культуры школьника? Вот как его мотивировать на то, чтобы он свой сертификат отдал библиотекарю? Буду ходить, и мне там будет интересно. Ну, наверное, они везде уже, наверное, есть. Эта история везде есть. Да? То есть мало того, что у нас в Нижегородской области это все собирается на платформе Дома творчества, ну, это городской дом творчества, там так и есть платформа «Навигатор», все программы дополнительного образования там есть, можно зайти, посмотреть, сколько часов, саму программу полистать. Вот. Ну, поэтому все становится открытым. Все становится открытым. Но я опять же про сертификаты. Кто сертификаты принесет? Я думаю, что во многих школах, там, где даны часы по дополнительному образованию библиотекарю, складывается такая история, что классный руководитель или сам библиотекарь работает с общественностью, ну это я закавычу так, да, с родителями и с учениками, что, дорогой Петя Васечкин, положи, пожалуйста, сертификат вот мне в информационную культуру. Приходить ты сам не будешь, но документ я буду на тебя заполнять. Но в списках ты у меня будешь. Вот это есть такая история, да. Но понятно, что эту историю не озвучиваются но она есть, ее же то есть нужно говорить. Вот если мы с вами начинаем вести информационную культуру, если мы о ней заявляем, если мы ее вписать хотим в школьную программу, да, то как? Как вписать в образовательный процесс? Как вписать их в образовательные программы? Как в расписание встроить? То есть когда? Ага, может быть еще. Это вот первая такая история. Я риски этой истории про сертификаты сказала. Возможно, никто это и не делает. Дети там бегом бегут записываться на информационную культуру. Вот, у меня нет этих сведений. Второй вариант. Замена уроков. И мы все взяли библиотекаря с собой книжечки и пошли заменять уроки по информационной, но говорить об информационной культуре. Теряется системность. Конечно же, теряется системность. Вот. Ну и как проводить? То есть как проводить? Все вот эти вот замечательные книги, которые представлены на слайде, одна линейка учебно-методический комплект, замечательный учебно-методический комплект, разработан под руководство Гендиной. Да, весь этот комплект, вот здесь у меня представлены ссылочки на сайт РШБА, то есть можно зайти, что-то скачать, что-то купить, да, то есть все сделано, разработано, но это все, на мой взгляд, это достаточно скучно. Но это тот же предмет школьный, причем он очень сильно абстрактный. То есть либо туда нужно закачивать какие-то практические занятия, опять же, когда это делать? Да? То есть урок 40-45 минут. Вот это очень важно для понимания, что мы что-то хотим, но у нас не хватает, и ресурсы даже у нас есть, но у нас не хватает вот этих возможностей вписаться в систематическое ведение информационной культуры, формирование информационной культуры. И очень хорошая книга, вот еще на слайде представлена «Человек и информация», написана она Мариной Ивашиной. Это Екатеринбург. И она написана лет 8 или 10 назад. Там тоже интересные задания, интересный материал. Но опять же вопрос, когда? И написана она, если Гендина, то есть она написана с позиции образования, то у Ивашиной написано это с позиции дополнительного образования. Да, то есть дополнительного образования в библиотеках публичных.
И она рассчитана, что якобы в публичные библиотеки пойдет какое-то количество человек для того, чтобы образовать себя по информационной культуре. Ну, тоже тема, я вам скажу, так себе. Она не очень, так сказать, не то что благозвучна, она не очень ярко звучит. А особенно для начальной школы, ну, на месте ребенка я спросила, это что? Да, это что? Это зачем? Да, и что за этим скрывается? А скрывается за этим обыкновенные уроки. Причем, ну, еще раз повторяю, не самые такие деятельностные уроки, которые не построены на деятельностном подходе, да, а построены о том, что библиотекарь что-то рассказывает, а ребенок что-то слушает. Мы знаем, что эта коммуникация уже давно провальная. То есть либо нужно действие, какая-то активность, но либо библиотекарь должен быть актером высшего пилотажа. Вот. Да, вот владеть вот этими технологиями иммерсивного шоу. Я не знаю, смотрели вы или нет этот сериал, да, «Игры», забыла следующее название, забываю, вот мне не ложится, не ложится этот сериал на мой язык, да, но что там можно узнать, что там можно увидеть? А можно там увидеть очень многое. О том, как вовлекают, как заманивают, как печенечки дарят какие-то, да. Оттуда можно взять эти приемы, да. То есть приемы какие? Опять же, такой интерактивности, как вовлечь человека в игру, как его потом поощрить, как поделить на команды, как в каждой команде сделать свой знак. То есть вот это вот создать иммерсивное шоу на занятиях по информационной культуре. Ну, это сейчас нужно уметь делать, да, иначе через 7 минут аудитория на этих занятиях немножко заснет. Вот. Интерактивность. Интерактивность, но есть такая технология модерации, есть очень много приемчиков у этой технологии, как вовлекать, как завлекать, как строить занятия, на какие периоды делить. То есть это уже все тоже давно разработано. Есть такие книги Фопеля, да, то есть и там все эти приемы расписаны, описаны, указаны. Но и сейчас невозможно жить без визуализации. Если ребенок что-то не делает руками, если он не визуализирует текст, это, кстати говоря, сейчас должно тоже пронизываться через всю информационную культуру. Если мы работаем на этих занятиях с информационной культурой, будьте добры все визуализировать. Что такое визуализация? То есть это перевод текста в диаграммы, в картинки, в символы, да, то есть во всевозможные графики. Поэтому каждому занятию неплохо бы делать, ну, какие-то печатные задания, да, то есть рабочие тетради. В общем-то, одним словом, должны быть рабочие тетради, но, опять же, такого увлекательного плана, да. То есть и вообще лучше информационную культуру, смотрите, вписать в образовательные проекты. Потому что образовательные проекты – это сейчас одно из направлений работы в школе. Они таким стержнем содержательным проходят через всю работу, через всю учебно-воспитательную деятельность школы. Да. Информационную грамотность вот желательно вшивать в эти образовательные проекты. Образовательные проекты могут строиться по предметным линиям. Там русский язык, искусство, геометрия, начальная школа. Образовательные проекты могут пронизывать все воспитательные направления. Да, обеспечивать, так сказать, воспитание, и профориентацию, и краеведение, и патриотическая там тема, и история тоже может быть. Да, то есть мы с вами уже знаем, что образовательный проект – это теория плюс практика. Это создание продукта. Да, это какой-то продукт должен быть. И понятно, что образовательные проекты, они все нацелены на формирование компетенций и вот этих гибких навыков. И вот как раз в командной работе на создание продукта и отрабатывается информационная грамотность, формируется информационная культура. Как это сделать? Вот над этим нужно думать. Да? То есть это нужно вписать в образовательный проект. Вот эти вот основы информационной культуры, основы информационной грамотности. Ну и образовательные проекты, да, вот здесь у меня представлены книги 4К,
4 основных компетенции 21 века. Это командная работа, креативность, коммуникация и критическое мышление. То есть давайте подведем такой промежуточный итог. То есть для того, чтобы курс занятия по информационной грамотности, по формированию информационной культуры сделать инновационным, нескучным, иммерсивным, то есть его желательно бы включить в образовательный проект, который уже идет в школе. Но либо создать свой проект на базе школьной библиотеки в содружестве с другими учреждениями культурными. Можно это сделать. Да? В образовательных проектах всегда происходит рождение продукта, иначе это не проект. К образовательным проектам, к продукту образовательного проекта нужно относиться, с пониманием. Это тренажер. Этот тренажер потом, то есть этот продукт, который сделали дети, либо в командах, либо индивидуально, как он может работать в школьной библиотеке? Это выставки, это предметные выставки. То есть дети сделали какие-то арт-объекты, там листовки, еще что-то они сделали, да. То есть это все можно выставить, представить вокруг книг. То есть через эти продукции, да, представлять книгу, раскрывать тему, да, то есть устраивать такой некий диалог книги, предмета и читателя ребенка, ну и не только ребенка, но и учителя. Но здесь нужно подружиться с учителями-предметниками тоже, да, иначе будете сами писать образовательный проект. Ну, рассмотрим дальше. Ну, понятно, что у нас с вами есть ВГОСы, метапредметность, универсальные учебные действия, смысловое чтение, компетенции. Вот сюда же мы сейчас с вами информационную культуру заведем. Сюда мы с вами еще заведем много-много терминов. Да? И как же сделать так, как же это все совместить? Да? То есть вот книги, представленные на слайде, они помогают это, сделать в цепочку завести, да. С одной стороны смысловое чтение, с другой стороны информационная культура, тут же мы формируем компетенции, а тут же к нам подтянулись универсальные учебные действия, метапредметность, и все это работает на ВГОСе. Вы представляете, какая благодать, да? Но вот это нужно все уметь объединять, да. И как раз-таки ВГОСы сейчас новые ВГОСы будут, да, то есть их неплохо было бы поизучать, посмотреть, какие там изменения, но, тем не менее, вот эта вот метапредметность, вот это вот все объединяющее, оно там останется, и универсальные учебные действия там тоже останутся. И информационная культура вот вшиться должна во все это. Не просто отдельным курсом еще прибавится такая дополнительная нагрузка на детей, в первую очередь на детей, да, а потом уже во вторую очередь на библиотекаря. Сейчас буду приводить примеры. Как можно вшивать информационную культуру в занятия, в образовательные проекты, во встречи с детьми. Итак, есть такое издательство «Паулсон». Вы меня остановите, если что. У меня уже время заканчивается, да? У меня еще есть 2 минуты? Коллеги, вы так молчите, увлеклись мною, а я увлеклась собою. Я вас не вижу, мне реагировать не на кого. Давайте я вам сейчас тогда... Вот у меня еще есть 3 минуты, да, чтобы не срывать. Еще минут 10, отлично. Да? То есть у меня еще есть 7 минут. Я сейчас очень быстро практически покажу вам, как вшивается информационная культура в образовательные проекты. Итак, смотрите, есть такое издательство «Паулсон». Оно специализируется на выпуске книг про Арктику. И вот для 3-4 классов это очень хорошая история для того, чтобы расширить их познание. Да? То есть берется 10 книг, отбирается по Арктике. К этим книгам делаются рабочие тетради. Но это все должен сделать либо библиотекарь, либо учитель начальной школы, но учитель не будет этого делать. Это должен сделать все-таки школьный библиотекарь. Да? И начинают проводиться занятия. То есть 10 занятий работы с книгами. И в этих рабочих тетрадочках вы заводите вот те самые схемы, они, видите, у меня там показаны на слайдах. Да? То есть инфографика туда может войти. То есть текст в книге, а обрабатывается этот текст уже либо в рисунке, либо в графике, либо в карте.
Да, и вот это как раз-таки, с одной стороны, визуализация, с другой стороны, обработка информации, улавливаете, да, то есть и предоставление информации совершенно в новом виде. С третьей стороны, это чтение, это познание нового, это узнавание нового, да, но поскольку это проект, раз в месяц встречаемся, 7 книг, 8 отчитываем, ну, в зависимости, сколько раз встречаться в месяц. Что потом делают дети? Потом делают дети продукт, игру по Арктике. На медведях у нас ответы, на льдинках у нас вопросы пишутся. Все очень быстро. Но вот здесь у меня на фотографии еще представлены полярники. Сейчас нельзя же детей фотографировать. Хоть вы берете расписки персональных данных, но если фотографируете ребенка для кого-то и для чего-то, для, так сказать, выставления во внешнее пространство, нужно обязательно брать, подписывать договор с родителем о том, что вы дальше будете использовать фотографию именно этого ребенка. Поэтому можно не увлекаться, можно какой-нибудь там смайлик нарисовать вместо полярника. Но вот тоже какую-то сделать активность, чтобы дети и поработали руками, и какая-то поделка получилась, да, для визуализации, для наглядности. Ну и получается викторина. Викторину можно использовать потом. Да. Викторину можно использовать в других классах, которые не читали про полярников, например, книги. Вот. А еще какой образовательный проект по математике? Нас много, мы многоугольники. В 8 классе начинают изучать многоугольники, все восьмиклассники собираются, вся параллель, делятся на команды. Одна команда исследует многоугольники в интернете, а что там интернет про них говорит. Другая команда делает дизайн из многоугольников, потом украшается кабинет. Да? Третья команда решает задачи, четвертая команда использует многоугольники в архитектуре, делает вот такого многоугольного человека, где потом предоставляется информация. То есть образовательный проект, какие продукты? Какие продукты? Ну, первый продукт – украшение кабинета математики происходит, конечно. Вот. Второй продукт – это может быть книжная выставка. Сейчас очень много научно-познавательной литературы о математике, о многоугольнике. И вот все вот эти вот человечки, все, что там сделали ребята, наработали, это тоже может стать предметным рядом в школьной библиотеке на книжной выставке. Ну и может быть это не только по математике, геометрии, алгебре, но еще по каким-то другим предметам. Вот смотрите, как образовательные проекты, опять же, работая с книгами по истории книги, да, как сделать книгу своими руками, то есть как рождается библиотека, история библиотек, да, и образовательный проект может перерасти в социальный проект. То есть дети в конце делают продукт тактильной книги. Тактильные книги потом торжественно вручаются в школу слабовидящих детей, либо в библиотеку для слабовидящих, плоховидящих, да, и слепых детей это все относится, пополняется фонд. Потому что тактильные книги очень нужны в школах для слепых детей и для слабовидящих детей. Они с ними активно работают. Да, вот так вот образовательный проект перерастает в социальный. Образовательный проект, образовательные события. Да, то есть какие могут быть еще продукции, которые получаются в образовательных проектах, да, и в этих образовательных проектах происходит работа с информацией. В проекте она всегда происходит. То есть там постоянно идет обработка информации, да, чтение нового, интерпретация идет, да, то есть и создание продукта. То есть какие могут быть продукты? Подкасты, буктрейлеры, пожалуйста. В музей проживания книги создаются экспонаты одной книги. Квесты, квизы, это тоже могут быть как продукты. Да? Опять же, переработка информации. Арт-объекты. Вот смотрите, дальше я листаю уже быстро. Да, панно памяти. Глазами простого лейтенанта. И опять же, панно памяти создается по книге Даниила Гранина «Мой лейтенант». Информационная культура сюда вшита, обработка информации. Музей проживания книги я вам сказала, да, смотрите, что получается. Опять же, отрабатываются все 4К плюс информационная культура, обработка информации. Но это другая книга, музей проживания книги. Интеллект штурм в стиле Квильт. И опять идет обработка информации, да, но из 3 книг, работа с цитатами, из 3 книг собирается новая книга. Вы не поверите, цитаты из разных книг собирают совершенно уникальную новую книгу.
да, и все связано со всем. Цитаты прямо связываются друг с другом, как будто автор писал. Ну, конечно, как будто Черновик писал в первую очередь. Посмотрите, вот на этой книге через информационную культуру можно с детьми разговаривать о буллинге. А вот это вообще замечательные книги «Творческие площадки», книги Бренефье, да, то есть вот они прям как будто Оскар Бренефье, это французский писатель-философ, учитель, да, как будто он их написал для формирования информационной культуры. Кейс «Интеллект-игра» по книге «Дающий Лоури» – это очень сейчас важно. Мы, по-моему, в этих обстоятельствах сейчас и находимся. Да? Но вот примеры я вам привела. Конечно, по каждому примеру нужно проводить мастер-класс, чтобы это было более понятно. Да? То есть специальные технологии, есть методы, приемы, но это лучше делать вживую. Хотя вот так вот обзорно тоже можно провести более подробно. Вот я заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, то есть я готова с вами сотрудничать, приглашайте меня. Да, вот я есть в Инстаграме, в Телеграме, где меня только нету, ВКонтакте. Да, мне можно задавать вопросы. И, в общем-то, вот эта открытость и взаимообмен вопросами и ответами, ну, это наша сила, наше развитие. Вот. Потому что я вижу, что информационную культуру нужно встраивать, вписывать, вышивать уже в то, что есть, в те предметные линии, которые есть. Ну, у нас, собственно говоря, на это и ГОСы тоже все рассчитаны. Что вшить новое в то, что уже есть, а не расширять количество предметных вот этих линеек, рядов и прочих предметов. Да. Еще очень долго, у вас столько много полезной, интересной информации. Вы честно, тишина в зале до такой степени, что каждое слово. Да. Большое вам спасибо. Есть у кого-то вопросы? Нет? Мы пока принимаем информацию, перевариваем. Да, нам еще надо переварить все, что вы сказали. Примеры шикарные. Очень интересно, и если вы готовы к сотрудничеству, мы будем очень рады, попробовать мастер-класс с вами. Может быть, это будет с подключением, может быть, это будет какой-то другой формат, но поработать и какой-то вот один мастер-класс нам дать от начала до конца. Очень интересно. Ну да, нужно увидеть вот эту технологию, как она работает в действии, а потом, понимаете, это же технология. Содержание можно менять, технология остается. Угу. Есть вопросы? Нет? Мы обязательно найдем все ваши ссылки в интернете. Если будут вопросы, мы с вами на связи, и потом можем девочкам все это передать, нашим библиотекарям, да, рассказать. Спасибо вам большое за содержательную, интересную информацию и от имени девочек очень полезную, да? Давайте аплодисменты. Очень полезную. Вам тоже за то, что вы меня слышали. Спасибо большое. Да. Ну, успехов в работе библиохакатона, больше идей. Татьяна Владимировна, спасибо. Да, мы поделимся с вами тоже своими наработками, что у нас появится, получится. Вот, попробуем вам что-нибудь тоже показать потом. Спасибо вам большое. Мы сейчас Ярославль будем ждать на связи. Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Мы с вами встретились с Татьяной Владимировной Пантюковой, которая нам показала, да, пример работы. Ну, интересно, очень интересно. С нами на связи город Ярославль. Главный специалист информационного центра Института развития образования города Ярославля. С нами на связи Мария Вячеславовна, добрый день. Спасибо вам, что вы с нами уже с самого начала. Видим, что вы пишете нам в чате. Готовы сегодня послушать ваше представление темы, потому что она для нас на самом деле сейчас очень важна. И как мы уже с вами говорили, что второй этап конкурса «Лучшая школьная библиотека» был посвящен именно этой теме. У нас сегодня участники давали мастер-класс, мы набираем информацию, которую вы нам предоставляете, и будем разрабатывать кейсы. Поделитесь своими наработками, мы будем очень рады вас послушать. Мы вас не слышим. Нет,
Микрофон, пожалуйста, что-нибудь. Попробуйте. Вчера все. Выключилось, да? Да, все работает. Ага, отлично. Так, ну, только фонит, по-моему, да? Нет, все очень хорошо слышно. Всё хорошо, отлично. Итак, здравствуйте, дорогие коллеги. Разрешите вас поприветствовать от имени Ярославской области Института развития образования. В нашей области достаточно долго уже ведется работа по поддержке и сопровождению не только школьных библиотек, но и в связи с модернизацией школьных библиотек и образования информационно-библиотечных центров образовательных организаций. Вот я очень внимательно слушала Татьяну Владимировну, прямо тут конспектировала и списала 4 листа, хотя да, для себя тоже заметки некоторые сделала, и на что я обратила внимание. Наши доклады будут перекликаться на самом деле даже на уровне имен и методических пособий, которые представлены. И также вот здесь была затронута очень важная проблема или задача, касающаяся того, что на самом деле, чтобы формировать информационную культуру, необходимо самим специалистам, сотрудникам школьных библиотек уметь это делать. И на сегодняшний день очень остро встает вопрос о такой должности, как педагог-библиотекарь, и необходимости, собственно, повышения квалификации самих библиотекарей, чтобы овладеть теми самыми интерактивными технологиями, знаниями психолого-возрастных особенностей и прочих педагогических идей и вопросов, чтобы все это эффективно продвигать. Поэтому, конечно, наша задача Института развития образования – это основная поддержка и сопровождение сотрудников библиотек, информационно-библиотечных центров, научить их и двигаться вперед по пути самообразования. Мой доклад будет достаточно широкий, потому что на самом деле информационная культура – это гораздо шире, чем просто умение воспринимать информацию, ее обрабатывать и интерпретировать. Поэтому я охвачу сразу много направлений и очень коротко каждое из них рассмотрю. Если кого-то что-то заинтересует, какие-то вопросы возникнут, задавайте, я, по крайней мере, попытаюсь ответить или направить на другие ресурсы, источники, чтобы здесь у нас все получилось. Итак, формирование информационной культуры. Как уже было сказано моей коллегой ранее, это действительно одно из ключевых направлений в деятельности любой библиотеки, поскольку библиотека – это прежде всего центр информации. Информации как на традиционных бумажных носителях, так и в цифровой среде. И на сегодняшний день каждая школа старается формировать вот эту цифровую образовательную среду, в которой, соответственно, происходят образовательные воспитательные процессы. И умение в этой среде, так скажем, функционировать – это очень важное умение, которому мы должны все учиться. И еще раз подчеркиваю, что библиотека в связи с этим играет ключевую роль. Еще Сухомлинский говорил о том, что школьная библиотека должна быть кабинетом номер 1, надпредметным кабинетом, где школьники получают целостную картину мира, используя имеющиеся носители информации. На сегодняшний день мы говорим о активном формировании информационного общества, в котором большинство работающих заняты именно производством, хранением, переработкой, продажей, обменом информации. Для этого, для формирования информационного общества способствуют такие факторы, как, собственно, информационный взрыв, когда мы говорим об увеличении объемов информации. И действительно, как говорила Татьяна Владимировна, это настоящие цунами, которое обрушивается на нас, и умение здесь не захлебнуться, не запутаться, это огромная, так скажем, задача наша. Далее, развитию информационной культуры, информационного общества способствует развитие техники, новых технологий, цифровых технологий, электроники, а также становление того самого информационного общества.
Но в связи с этим возникают очень важные проблемы. Их гораздо больше, но здесь я выделила 3 основные. Во-первых, это манипулирование сознанием средств массовой информации и умение считывать медиатексты, да, это один из способов избавиться и не быть жертвой вот этих самых манипуляций. Связанная с этим угроза дезинформации на сегодняшний день, информационная война – это на слуху у всех, и действительно это мощное оружие. И, наконец, с пути адаптации человека, то есть умение в этом информационном обществе жить. Такое общество выдвигает совершенно новые требования к личности. Вот как было опять же сказано, что современных исследований практически нет относительно поведения современных людей, как взрослых, так и детей. Но в любом случае требования, которые выдвигает это общество, это постоянное усвоение новых знаний. Уже вот та идея, которая раньше, с которой мы жили, более старшее поколение, о том, что вот ты учишься 5 лет в институте, и затем на базе вот этих полученных знаний ты всю последующую жизнь идешь. Конечно, это уже ушло в прошлое, и мобильность профессиональная – это один из основополагающих факторов развития современного общества. И умение мобильно действовать зачастую приходится менять свою профессию кардинальным способом. Это тоже факт. Необходимость погружения в новые, соответственно, информационные потоки, умение в них ориентироваться. Как я уже сказала, постоянное повышение квалификации, та самая профессиональная мобильность и новые виды деятельности. Поэтому человек 21 века должен свободно владеть средствами технологий, взаимодействовать с другими людьми, то есть вот эти 4К, да, о которых так много говорят, но мало, правда, кто видел. Но на самом деле ничего нового здесь не сказано, а именно вот способность взаимодействия, коммуникации, к поликультурности, то есть представителями иных культур, уметь коллективно ставить проблемы, решать их. Умение вот эти критического мышления, то есть анализа, синтеза, управления потоками информации, все это одновременно делать, создавать самостоятельно, самому информацию, да, в самых различных целях, обмениваться ей внутри глобальных сообществ. Я говорю и о соцсетях, и о других платформах. Далее, это мультимедийные тексты, да, умение их создавать самому, анализировать имеющиеся, критически оценивать, то есть как раз медиатексты – это яркий тому пример, о чем я говорила чуть ранее. Нести ответственность за соблюдение этических принципов в этой сложной среде. Таким образом, встает острейшим образом вопрос формирования информационной культуры, которая является составляющей культуры человека в целом. Некая совокупность информационного мировоззрения, системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей. Причем использоваться могут как традиционные, так и новые информационные технологии. Вы видите, как много здесь я написала, что в себя включает информационная культура. На самом деле это очень много. Это любые наши взаимодействия, взаимоотношения с информацией, то есть на уровне потребления, на уровне выбора культуры, на уровне поиска, умения правильно задать, например, в поисковик запрос, да, культура переработки информации, освоения, использования той информации, которую получаем, культура создания даже вот на уровне библиографической информации, если конкретно, умение ИКТ-компетенции, да, то есть передавать информацию, распространять, это все включает в себя информационная культура. Она подразумевает под собой разные виды грамотности. Вот тоже в предыдущем докладе прозвучало словосочетание «информационная грамотность». И действительно, информационная грамотность, она включает в себя сразу несколько направлений. Компьютерная, цифровая, собственная информационная, медийная, визуальная, библиографическая грамотность. То есть вы видите, как много пластов включает в себя этот вопрос. И вот в связи с процессами, коснувшимися
и касающимися образования. Мы постоянно находимся в процессе реформирования, совершенствования. Образование старается идти в ногу со временем, соответствовать запросам, которые выдвигаются современным обществом к новому человеку. Поэтому, конечно же, в начале 2000-х встал вопрос о том, как меняется в этой связи роль библиотеки. И несправедливо в свое время была эта роль, ну так скажем, занижена. Поэтому, как известно нам, 2015 год разработка концепции модернизации библиотек, и в связи с этим библиотеки превращаются или становятся центром таких совершенно новых взаимоотношений и превращаются в некий информационно-библиотечный центр. Функции расширяются, как мы понимаем. Это не только уже, собственно, обеспечивающая функция, то есть выдача всевозможных учебников, справочников, художественной литературы, но также и расширяется функция через проектную деятельность, исследовательскую, это образовательная, воспитательная деятельность в рамках неформального образования, это помощь коллегам, педагогам, учителям, информационно-методическое направление, это все направления культурно-просветительского и профориентационного свойства. Но как бы там ни было, в основе всех этих направлений лежит формирование информационной культуры обучающихся. Что есть современная школьная библиотека в связи с этим? Это понятно, что прежде всего это учебная библиотека, которая обеспечивает информацией, любыми другими документами на различных носителях учебный процесс. Также это библиотека, которая помогает и обеспечивает, обслуживает педагогический коллектив. Это не только выдача каких-то, опять же, книг, это разработка, например, всевозможных подборок по новым предметам. Вот вновь возвращаются предметы, там, астрономия или же экономика, другие какие-то дисциплины, да, подборка необходимых источников, то есть некий такой аннотированный список может быть, все что угодно. Далее. Школьная библиотека, опять же, вот я услышала эту идею в выступлении у Татьяны Владимировны, это публичная библиотека, но на уровне конкретной школы. Она предоставляет учащимся все необходимые ресурсы для деятельности, как проектной, исследовательской, так и творческой проектной деятельности. Наконец, библиотека – это как раз, уже сказала это слово, неформальной обстановки может поддерживать внешкольную, внеклассную работу, опираясь как на собственные фонды, так и на удаленные ресурсы. Современная школьная библиотека, она обращается за помощью и к сотрудничеству с социальными партнерами. Это не только муниципальные библиотеки, это музеи, это какие-то социальные службы, центры психологические центры и так далее. То есть здесь может быть направлений деятельности огромное количество. Здесь я на слайд вывела требования по проектному, ну, поскольку это документ еще в процессе разработки, это, ну, некий такой стандарт информационно-библиотечного центра. Федеральный информационно-методический центр предлагает нам вот такое видение современного информационно-библиотечного центра. И курсивом я выделила, заметьте, что в каждом из характеристик мы видим, считываем слово информация, сочетание традиционных электронных носителей информации, внедрение новых информационных технологий и так далее. То есть здесь ключевым, опять же, является информация. Ну и, как я уже сказала, в связи с тем, что изменения происходят очень серьезные, конечно же, надо меняться и самим сотрудникам школьных библиотек, чтобы они могли возглавить информационно-библиотечные центры и осуществлять деятельность, расширяющийся функционал школьной библиотеки. Да? Поэтому вот в рамках модернизации школьных библиотек в Ярославской области с 2016 года создана региональная сеть информационно-библиотечных центров. Адрес нашего сайта я здесь указываю, где мы
находимся в электронном варианте, да, и в результате вот этой модернизации сначала каждый год все в новые школы подключались к этому процессу модернизации образования информационных библиотечных центров. В итоге на сегодняшний день мы имеем 85 школ Ярославской области, в которых сформированы информационно-библиотечные центры, каждый из которых ежегодно или же раз в 3 года осуществляет, так скажем, реализацию проекта развития, программы развития. Как правило, естественно, эта программа развития соотнесена с общей программой развития школы. Так, мы поддерживаем разными способами, как любой институт развития образования в любом регионе, как вы понимаете. У нас это и профессиональное сообщество наше сетевое, оно находится, основная, так скажем, площадка, во-первых, как я уже показывала на слайде до этого, а также еще в сети ВКонтакте, в социальной у нас есть группа, она открытая, если кто заинтересовался, то можете посмотреть на сообщество школьных библиотекарей Ярославской области, РИБЦ наш значок. И там мы выкладываем самую различную актуальную информацию по тематическим рубрикам. Далее мы проводим ежегодно 2-3 муниципальных и региональных семинаров, в рамках которых сами образовательные организации вместе со своими библиотекарями, заведующими библиотек, рассказывают и делятся своим опытом. Причем самое еще важное, о чем я не сказала. Вот опять же это прозвучало в докладе у Татьяны Владимировны. Дело в том, что один библиотекарь в поле не воин. Здесь необходима команда. И вот во главу угла нашей концепции развития сети информационно-библиотечных центров лежит именно командный принцип. То есть это представители администрации, это учителя-предметники, это обязательно системный администратор или же учитель информатики, если он играет такую роль в школе, входит в состав этой команды, ну и, соответственно, сотрудники собственной библиотеки, заведующий и библиотекарь, если 2 единицы в школе имеется, если школа крупная. Так вот, когда представители администрации осознают значимость школьной библиотеки, тогда все процессы, вот о которых здесь говорится, они идут быстрее. Поэтому мы и команды обучали, у нас были курсы специальные для этого, повышение квалификации. То есть вот мы двигаемся в данном ключе. Ну и далее разные формы по образованию и помощи у нас представлены. Но я хотела бы здесь обратить ваше внимание вот на такой курс. Он небольшой, 24 часа всего. Информационная культура школьников в условиях информатизации общества. То есть здесь мы учим, собственно, библиотекарей, как строить свою работу по данному направлению, чтобы уже они каким-то образом, преобразовав тот материал, который дается в данных, значит, курсах, уже работать как с ребятами. Что интересно, что важно, поскольку жизнь диктует свои условия и правила, поэтому в условиях пандемии мы переключились на платформу Эросcope и дистанционные курсы мы проводим. И этот курс как раз дистанционный. Здесь скрин представлен. Вы видите темы, которые имеет данный курс. Всего 5 тем. Причем одна из тем – это вот, собственно, технология смыслового чтения. То есть непосредственно по работе с разными текстами. Как мы с вами понимаем, текст – это вообще понятие на сегодняшний день очень условное. То есть это не только текст, который мы читаем с листа или же с экрана. Текстом, условно говоря, являюсь вся я. То есть тексты разные бывают. Да? Это бывают сплошные, не сплошные, визуальные и видеотексты. Это все на самом деле текст. И каждый человек тоже текст. Здесь я показываю примеры заданий, вопросов, которые рассматриваются. То есть прежде чем учить и работать с ребенком, как работать там с планом, составлением тезисов, конспектов, мы предлагаем этот путь пройти самим нашим слушателям курсов. И выполняются такие задания. Как я уже говорила, помимо курсов, помимо семинаров,
который мы тоже переводим в гибридный формат с дистанционным подключением. Мы проводим вебинары. Вебинары, вот здесь пример двух последних. Раз в год мы обязательно проводим именно вебинар, посвященный вопросам информационной безопасности школьников. Это очень важный момент, потому что для ребят, особенно что касается интернета, это особая их своя среда, это мы рассматриваем как информационный контент, да, ресурс, а для них это уже сфера жизни, это их мир. И поэтому умение себя вести с разных точек зрения, как это делать, мы рассказываем на вебинарах. Но как бы там ни было, вот Татьяна Владимировна говорит, когда и в какой форме все это проводить, конечно, сложно. Но еще раз говорю, что возвращаясь к теме того, что сам библиотекарь он должен овладевать разными умениями и технологиями педагогическими, чтобы преподносить этот материал интересно в форме библиозанятий, неурочной деятельности, просто какие-то разовые акции. Но так или иначе это все можно проводить в своей работе. Было бы желание и умение. Ну, как мы с вами понимаем, здесь отталкиваемся мы от возрастных особенностей ребенка. То есть в начальной школе понятно, что главенствующим является знаниевый подход. Они маленькие, они еще ничего не знают, они все впитывают, как губка, радуются. Поэтому здесь, конечно же, в диалоговой форме, допустим, методом эвристической беседы, включая игровые элементы, мы можем, допустим, составить правила безопасного поведения в интернете, да, и так далее. То есть, конечно же, просто прийти и говорить, а расскажу-ка я вам, детки, про информационную культуру, это не сработает. То есть, может быть, вообще не надо об этом упоминать, а просто вот играя, беседуя, вызывая на какие-то с помощью вопросов на ответы, исподволь вот это все формируется. 5-8 классы, понятно, подростковый сложный возраст, поэтому здесь надо уже обращать внимание на, так скажем, дискуссионные формы, обязательно интерактивные формы, и проблематика направлена должна быть на расширение вот той самой проектной работы, о которой так много говорила Татьяна Владимировна. А вот старшеклассники, которые, кстати говоря, больше проводят времени в интернете, считывают новости и тем самым больше подвержены фейковым новостям, поскольку в доступе, да, им нужны занятия уже по нормативно-правовой базе, развитие навыков грамотной работы с источниками информации, умений. И вот те пособия, которые были представлены, и в частности Натальей Ивановной Гендиной, да, они как раз очень хорошо здесь будут работать. И мы не забываем, конечно же, педагогов. Сами педагоги, наши учителя, они черпают информацию из сети, поэтому мы всегда должны, и работая с ними, говорить о том, что информация должна быть достоверной и проверенной. Мы говорим о интернет-угрозах, поэтому, безусловно, мы должны работать в рамках информационной культуры не только с умением считывать тексты, да, но и мы работаем с безопасностью информационной, а именно занимаемся профилактикой, предупреждением негативных каких-то явлений. Прежде всего, мы должны знать все главные проекты, программы официальной власти. На сайте МВД есть прекрасные, уже разработанные, соответственно, программы, всевозможные такие вот уже листовки, визуальные вот эти в стиле инфографики как раз, да, вот если за визуализацию говорить. То есть здесь уже это имеет место. Безопасный интернет заводите в поисковик, и вам выдается огромное количество тоже различных проектов и программ. Далее мы можем самостоятельно разработать на основании имеющегося огромного уже на сегодняшний день ресурса, собственную программу бесед, неурочных занятий. Это причем могут быть разовые единые классные часы. В рамках недели безопасного интернета, пожалуйста. Привлекаем школьного уполномоченного, знакомим с правилами другой информации. Это не только
плакаты, которые мы развесили в кабинете, да, в библиотеке, и успокоились. Всегда плакат, он должен работать. Мы должны все равно к нему обращаться, показывать ребятам. То есть тогда они не будут проходить мимо, они посмотрели, они проработали же вот это. И уже для них это будет не чуждая информация, а присвоенная. Далее, мы не забываем про родительские собрания. Я не призываю сейчас библиотекаря ходить по родительским собраниям. Вовсе нет. Мы можем работать с классными руководителями. И, соответственно, через классного руководителя информацию какую-то в виде памяток, разработанных игр передавать. Ну и, конечно, мы не забываем о продвижении позитивного интернета. То есть мы должны сформировать внутренний фильтр в голове ребенка, чтобы он умел отличать зерна от плевел, то есть обращаться именно к позитивному интернет-пространству, дабы там и играть, и какой-то знаниевый контент для себя подбирать и так далее. Ну вот здесь уже, как я уже говорила, Татьяна Владимировна показывала пособие Натальи Ивановны Гендина. Я также обращаюсь и показываю вам ресурс РШБА, где можно эти пособия найти. Причем здесь я даю ссылку еще на занятия, разработанные прямо целые, так скажем, это методические разработки уроков конкретных. И вот для 8-9 классов в доступе свободном, то есть можно эти разработки скачать. К вопросу о том, что это скучно. На самом деле, какой бы ни был высококлассный проведен урок гениальным учителем, точно такой же урок не гениальный человек проведет скучно и неинтересно. Здесь вопрос в другом тогда. Можно взять за основу и под себя переработав, некоторые элементы брать. На то это и УМК. И прописывать в программе, в неурочной деятельности или же другой, то, что вам нужно, то, что будет интересно. А можно действительно обратиться к учителям-предметникам, ОБЖ, информатике, окружающий мир, если это начальная школа. И вот здесь я вам показываю пособие по информационной безопасности, разработанные в издательстве «Бином» под эгидой просвещения. И надо сказать, что здесь к этим пособиям те самые рабочие тетради, я сейчас продемонстрирую, наш центр региональный закупил их, но вот, собственно, вот здесь я продемонстрирую некоторые задания, так это старшие, это слишком, а вот для маленьких, например, здесь и картиночки, и всевозможные вот такой вот интересный подход, сочетание 3 цветов, белый, голубой и, ну, вот такой вот серенький, да, и они выдержаны все в одном таком вот стиле. Причем очень интересно представлены разные задания. Здесь мы видим как раз схемы всевозможные и другое. То есть в работе можно обращаться к конкретным пособиям, которые именно пособляют, способствуют работе с ребятами. Так, двигаемся дальше. Вот упоминалась Галина Уртамбековна Солдатова, да, со своим выступлением по цифровому детству. Я тоже знакомилась с этим выступлением 2019 года «Цифровое детство. Новые риски и безопасность». И надо сказать, что в издательстве «Русское слово» вышло под ее редакцией целый курс, вышел «Кибербезопасность». Ну, здесь я показываю 5-9 классы. На самом деле здесь включают в себя и программу курса. То есть, опять же, можно эту программу под себя проработать и, соответственно, тренажеры, рабочая тетрадь. Опять же, вот это готовый материал, очень интересно, я сама с удовольствием читала. Здесь есть разные рубрики, которые вы можете использовать, мини-тренировка, словарик, разные задания, любопытный факт, кроссворды, формы работы самые разнообразные. И это поспособствует для разнообразить формы работы с ребятами и, соответственно, формировать ту самую информационную грамотность. Если говорить о том, что все-таки нет возможности, школа не выделяет для вас дополнительных часов, нет какого-то курса, программы, тогда как быть? И вот здесь очень интересный был пример.
Вот, Татьяна Владимировна, когда мы говорим о вшитии, да, в разные формы деятельности, задач по формированию информационной культуры. Вот здесь я хотела бы несколько слов сказать о читательских сетевых проектах, как вот в форме развития информационной культуры и читательской компетентности учащихся. На самом деле перед сегодняшними педагогами и библиотекарями стоят очень важные задачи, которые для нас поставил ГОС и все общество информационное. А именно, надо замотивировать школьников на чтение как процесс и как деятельность. На самом деле заставить любить читать невозможно никого. Можно лишь замотивировать, заинтересовать, зажечь ту самую искру. Далее, когда мы работаем над чтением, мы формируем читательскую компетентность и приобщаем тем самым учащихся к миру литературы и культуры в целом. Я сейчас говорю не только про чтение художественной литературы, я говорю о чтении вообще. И на самом деле, кто такой квалифицированный читатель? То есть это тот, кто хорошо ориентируется в мире книг, имеет устоявшиеся интересы и предпочтения и умеет отличить хорошую литературу от посредственной. Если мы обратимся к национальной программе поддержки и развития чтения, то читательская компетентность здесь сформулирована следующим образом. То есть совокупность знаний, навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной или письменной форме, успешно использовать в личных и общественных целях. На сегодняшний день просто вот на щит поставлена задача формирования различных функциональных грамотностей и функционального чтения в том числе. То есть функциональное чтение – это как раз то чтение, в результате которого человек способен найти информацию нужную для решения конкретной задачи. Поэтому навыками функционального чтения являются все те, о которых мы говорим в рамках формирования информационной культуры, а именно поиск информации, понимание прочитанного, работа с полученной информацией, здесь мы говорим о критическом мышлении, и, наконец, применение информации для решения своих задач, то есть обращаемся к старым и обновленным ГОСам в том числе. Итак, 4К тоже уже звучало, я уже говорила, что перекликаться я буду однозначно с Татьяной Владимировной, то есть участие в сетевых проектах, оно развивает те самые гибкие навыки. И особенно я выделила красным то, что касается критического мышления. Да? То есть мы можем решать проблемы, рассуждать, анализировать, интерпретировать разные тексты, обобщать информацию, что-то предвидеть и так далее. Конечно, здесь также работает коммуникация, развивается креативность, творчество и кооперация. То есть умение работать в команде, умение сотрудничать, договариваться, слышать, слушать друг друга и так далее. Вообще событийный подход в образовании – это уже понятие не новое, и оно на сегодняшний день имеет свою технологию. Именно принятие какого-то образовательного объекта как своего собственного, то есть чтобы это было событием моим личностным, да, вот тогда это гарантирует успешность образовательной деятельности. Поэтому, конечно же, это имеет на сегодняшний день большое развитие. Но события образовательные, они имеют разные формы. На слайде вы видите ромашечку. Да, это и акции, и конференции, мастер-классы. Вот хакатон, который сегодня у нас тоже можно назвать в данном смысле как образовательное событие только для взрослых. Да, веб-квест и так далее. То есть они могут быть разные. Я все-таки сконцентрирую свое внимание на проекте, который включает в себя и может включать в себя самые разные другие формы. То есть это более такая, как я говорю, что проект – это многоходовка, то есть оно включает в себя несколько этапов, и на одном этапе это может быть конкурс, викторина, акция и так далее. Да? Как это происходит, покажу, если успею. В общем, сетевое образовательное событие, то есть некая личностно значимая ситуация, благодаря которой ребенок присваивает некий продукт знания, рождая продукт. Сетевым оно становится, если это все происходит в сети, коллективно, имеет общую цель, задачи и общий некий продукт. То есть результатом здесь тоже будет превращение некоего опыта, знаний, способов. Ну и примеры. Мы дружим с разными институтами развития и образования, наша география достаточно обширна. И вот в 2019 году мы сотрудничали с Красноярском. И здесь мы разработали общий проект, провели его.
Надо сказать, что более 30 команд приняли участие у нас в этом проекте, команды школьные. Очень долгий такой проект был по периоду, вы видите, да, поэтому неудивительно, что он был такой вот именно многоходовый. Задачей нашей было познакомиться с детьми, с современной литературой. Мы отобрали 20 книг, 10 из которых из современной российской литературы, 10 переводной. Были 2 категории возрастные, это начальная школа, основная школа. И, соответственно, знакомясь с этими произведениями, ребята выбирали из них 10 самых-самых, формировали таким образом некий рекомендательный список для включения возможного в программу внеклассного чтения. Одновременно знакомятся с современными писателями, приобретаются навыки написания отзыва, письма, фанфика. И надо сказать, что по итогам проекта был таки сформирован тот самый список литературы современных авторов «Великолепная десятка». Огромное количество вики-подборок, отзывов, рекомендаций к прочтению книг с иллюстрациями и другими формами творческих работ участников. И даже вот одна из команд нам предложила викторину конкретно по книге Марии Пар «Вафельное сердце». Это фото-видеоотчеты. Я вернусь к предыдущему слайду. Здесь вы видите на слайде сайт проекта. То есть более подробно вы можете познакомиться со всем, вот пройдя по данной ссылке. Другой проект – это дресс-код современного читателя. Быть читающим модно. Мы так скажем, слоган такой разработали с коллегой, это Кувакина Елена Валентиновна, с которой мы вместе работаем и вот эти проводим региональные проекты. И здесь мы опять обратились к литературе, только заход мы сделали несколько иной. Если в первом проекте мы сами предлагали список совместно с красноярцами, то здесь, это уже был сугубо такой региональный проект для Ярославской области, мы предложили детям самостоятельно этот список сформировать. То есть нас интересовал вопрос, что же в круге чтения современного читателя, по мнению самих детей. И поэтому они полностью этот список формировали самостоятельно. Как это проходило, это очень интересно. Каждая команда предлагала 3 книги, она всячески их рекламировала, представляла, писала аннотации, отзывы, были буктрейлеры у некоторых команд, видео, отзывы, рисунки, в общем, кто-то стихи писал, были самые разнообразные формы. Затем в сети, поскольку у нас это сетевые проекты, мы выставляли всю эту информацию команд на площадка у нас Вики и Ро, и ребята уже всех команд посмотрели друг у друга и проголосовали за те книги, которые, по их мнению, самыми являются интересными. Команд было много, поэтому, конечно же, здесь частотность решила, то есть по количеству голосований мы определили ту самую золотую полку из 10 книг у каждой возрастной группы. Обратите внимание, что опять же это 3, 4, 5 классы, 6, 7 и 8 классы. Что характерно, если малыши, они предлагали в основном классические произведения и произведения советского периода, то старшие, они уже все-таки больше обращались к современной проблемной литературе. Но, наверное, это связано с тем, что все-таки ребята, вот они проходили анкетирование, и откуда вы узнаете о книгах, что почитать, то вот начальная школа, она говорила нам о том, что прежде всего они, конечно, прислушиваются к мнению своих родителей, учителей и библиотекарей. О чем звоночек, что взрослые наши современной литературы не очень хорошо знают. Поэтому вот и ребята, они и читают. Я не говорю, что классика плохо или советская литература, замечательно, но удивил момент, что ребята не предлагают современную литературу, не предлагали. Только у нас мальчик, которому не больно, Лихачева, вот тоже вот интересный такой момент, вот здесь появился в списке. По итогам нашей этой работы в этом проекте явилось составление списка, как я уже сказала, опять же, очень серьезная вики-подборка сделана отзывов, рекомендаций к прочтению разных абсолютно книг. Опять же, здесь были фанфики и фотоотчеты проведения акций. То есть внутри проекта была викторина проведена по вот этим 10 книгам. Ребята как? Они весной выбрали книги, поработали с ними, список из 10 книг на летние каникулы, они их читали. В сентябре мы начали работать творчески, то есть писать отзывы, фанфики, и там уже был конкурс отзывов и фанфиков.
То есть внутри проекта разные другие формы сетевых образовательных событий мы включили. И таким образом вы видите даже по формам работы, что здесь работают все направления той самой информационной культуры, о чем я говорила в начале. Но играем мы не только с детьми, мы, во-первых, даже не так сказать, мы играем не с детьми, мы играем со взрослыми, курируемыми, а они уже руководят командами детей. А есть у нас проекты только для взрослых, для учителей, для педагогов дополнительного образования и, конечно же, для школьных библиотекарей. У нас 2 краеведческих проекта было интересных, неприметные достопримечательности. Ну, наверное, если я задам вам вопрос, чем прославлен Ярославль, сразу же все, наверное, скажут мне весь секирой, да, это, так скажем, наш образ, символ на гербе Ярославля. А если вот говорить о архитектурных памятниках, сразу же всем вспоминается Ильинский собор братьев Скрипиных, да, символ шатрового стиля, классика 17 века, ну и еще что-то назовут, река Волга и так далее. Но на самом деле в каждом регионе, в каждом городе, не только Ярославль брать, есть свои какие-то неприметные достопримечательности, которые не менее интересны, имеют свою историю. И вот наша задача была вот вытащить вот эти самые не растюнингованные, не разрекламированные какие-то вот достопримечательности. И здесь мы подключились к сервису Easy Travel, сотрудничали с ними, и это поспособствовало созданию интерактивных карт, там и видеоролики, и аудиозаписи, фотографии, и описания. И вот мы создали даже внутри проекта несколько подпроектов родилось, то есть там путешествие по Тутаеву, путешествие по Дзержинскому району города Ярославля и так далее. То есть люди подключились и заинтересовались. Ну и поэтому, впечатлившись этими итогами, мы провели еще один краеведческий музей, правда, уже заход был только в отношении музеев. Я поведу тебя в музей. Так, лирически мы подошли, и здесь уже наши взрослые участники работали с разными музеями, и государственными, и частными, и, соответственно, опять мы работали с Easy Travel, и разрабатывали здесь, опять же, маршруты работы с музеями, но здесь в рамках проекта был конкурс методических разработок, то есть работая с тем или иным артефактом конкретным, или же экспозицией, или целым музеем, как можно построить интересное интерактивное занятие с детьми, чтобы привлечь их к музею, к вот этим аутентичным каким-то предметам, да, и как можно воспитывать, образовывать благодаря этому. То есть работа на самом деле интересная, и, конечно же, она, еще раз вернусь к этому, позволяет формировать ту самую информационную культуру и информационную грамотность. Надо сказать, что еще в рамках вот читательских проектов мы обращались к самим писателям. Вот, например, Нина Сергеевна Дашевская, книги которой вошли в великолепную десятку обеих категорий возрастных, мы обратились к ней и провели веб-конференцию с подключением самой писательницы. Ребята задавали вопросы. Конечно, эффект от этой встречи сложно переоценить. Дети писали фанфики, продолжение на записки выдающегося двоечника Артура Геворгизова. Написали мы письмо Артуру, обратились, что вот мы такие тут вот есть, написали кучу продолжений на ваше произведение, не хотите ли ознакомиться? Артур нам не отказал, он выразил заинтересованность, мы направили ему лучшие с нашей точки зрения фанфики, он их оценил, даже вот выделил, какие наиболее эффектные, там, опять же, мы опубликовали его письмо ответное, то есть вот эти формы интересны. Красноярск тогда организовал встречу тоже виртуальную с авторами из Беларуси Андреем Жвалевским, Евгением Пастернак. Они, тоже потому, что их книга «Время всегда хорошее» вошла в список нашей великолепной десятки. То есть такие формы тоже мы подключали, и это все очень эффективно работает. Ну, я надеюсь, что я постаралась в своем докладе затронуть разные направления по формированию информационной культуры. То есть, еще раз подчеркну, это ведь не только работа с текстом,
это и безопасность, это и воспитание, и в самом широком смысле культура. Ну, может быть, какие-то вопросы, тогда готов ответить. Я понимаю, что у вас информации очень много, мы тоже вас готовы слушать, особенно сетевые проекты, которые готовит Ярославская ИРО, проводит, это просто уникальные сетевые события на отдельном сайте. Кому интересно, можете пройти по ссылке, посмотреть. Их очень много, потому что Ярославская область работает долго уже с проектами. Ну и у нас тоже есть в зале Ольга Александровна, которая попробовала провести сетевое событие среди ребят сельских школ, и очень хорошо получилось. Я думаю, что да, вы потом продолжите, и мы тоже сможем поделиться с вами своим опытом, да, когда ребята сельских школ ищут эту информацию, делают и делают очень хорошо и интересно. Уважаемые слушатели, скажите, пожалуйста, у кого есть вопросы? Один вопрос, который у нас возник, наверное, у всех. Что такое фанфики в вашем понимании? Фанфик – это продолжение. Вообще имеет корень общий с фанатом, однокоренное слово. То есть, когда фанаты не желают расставаться с героями произведения, начинают писать продолжение. Наиболее талантливые продолжения – это обязательно соблюдение стиля, типа речи, да, и вот насколько сохраняется тот же самый герой Артура Геворгизова, вот мы оценивали, ребят, вы знаете, прекрасные сюжеты рождаются, и вот эта тонкая ироничность автора сохраняется, то есть вообще они молодцы в этом плане. Мне очень понравились фанфики, которые ребята писали во втором проекте «Мальчик, которому не больно». Как мы с вами знаем, у Лиханова произведение это очень сложное, тяжелое. Мне дети рыдали, когда читали, они сердились на автора, зачем же он придумал такую тяжелую историю у мальчика, который сам парализован, у которого погибает, сначала уходит мать, погибает отец, с инфарктом в больницу попадает бабушка. И ребята, вот у них вот это в крови, да, желание, чтобы все-таки все было хорошо. И фанфики, которые он пишет, не было ни одного, чтобы не был хороший конец. Но ведь и сам Лиханов, он ведь завершает, оставляет открытым финал. И мы понимаем, что мама к нему возвращается, ну, с помощью всевозможных таких контекстовых моментов. И вот ребята эту надежду, они воплотили в своих фанфиках. Это очень интересная творческая работа. Да, мы теперь тоже знакомы с этим творчеством. Возьмем на вооружение и попробуем, да, у себя в библиотеках что-нибудь подобное. Это, кстати, очень хорошо по направлению критического мышления, смыслового чтения, то есть уметь понять, зацепить авторскую вот эту вот позицию и, сохраняя это, сочинить какое-то свое оригинальное продолжение. То есть это хорошо работает. Мария Вячеславовна, вам большое спасибо за участие в нашем мероприятии. Информацию о том, что у вас открыты курсы, курс повышения квалификации по именно нашей теме. Я так понимаю, что это один из институтов, который организовывает эти курсы в дистанционном формате. Да, спасибо большое, да, мы будем иметь в виду, и по возможности, да, если получится, обязательно пройдем эти курсы, темы очень интересные. Мария Вячеславовна, спасибо вам за подключение, за интересную информацию. Будем смотреть и сотрудничать дальше. Ну, я всех, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья, удачи. Спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. С нами на связи была Мария Вячеславовна Баранова. Это главный старший методист Центра информационных технологий Института развития образования города Ярославля, которая представила сегодня нам свой опыт работы в Ярославле, Ярославской области. И последним нашим включением будет как раз то, что мы, в принципе, все ждали и ждем. Да? Это практическая часть, педагог-библиотекарь Тимирязевской средней общеобразовательной школы, руководитель методического объединения школьных библиотекарей Чебаркульского района Челябинской области. Это Елена Александровна Каверзнева, которая представит нам сегодня именно
ну, некие методические, давайте так, рекомендации по проведению информационной культуры школьников. Можно, пожалуйста, да, мы послушаем, потом обсудим. В концепции модернизации российского образования отмечается, что общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие качество современного образования. В 2018 году впервые было введено региональное исследование качества образования среди обучающихся 7 класса, известное как РИКО-7, или индивидуальный проект. И мы ощутили острую необходимость обучения навыкам поиска информации, составления списка литературы, оформления проектной работы и подготовки защиты своего проекта. Этим и был обусловлен выбор темы нашего научно-прикладного проекта региональной инновационной площадки, над которым мы работали совместно с Челябинским институтом повышения квалификации работников образования в течение 3 лет под руководством кандидата педагогических наук, руководителя региональным информационно-методическим центром Елены Валерьевны Качевой. А в качестве методической поддержки для создания системы формирования ключевых компетенций мы выбрали курс, разработанный учеными Кемеровского государственного института культуры Натальей Ивановной Гендиной. Создание системы формирования ключевых компетенций. Мы выбрали курс, разработанный учеными Кемеровского государственного института культуры Натальей Ивановной Гендиной и Еленой Вячеславовной Косолаповой. Основы информационной культуры школьника для 5-7 классов. В учебно-методическом комплексе приводится учебная программа, методические разработки уроков с презентациями в электронном приложении, контрольные измерительные материалы, терминологический словарь. Электронные приложения разработаны к каждому уроку. В его состав входят все необходимые для проведения занятий презентации, учебные материалы с подборками текстов и медиатекстов, шаблоны для выполнения заданий и так далее. Особое внимание уделено использованию современных педагогических технологий и интерактивных форм проведения занятий. Виртуальные экскурсии, путешествия, уроки знакомства с применением мультимедийных технологий. Все материалы комплекса адаптированы к психофизиологическим особенностям младшего подросткового возраста. А теперь несколько слов о нашей школе и культурно-образовательной среде нашего поселка. В поселке, кроме средней общеобразовательной школы, есть музыкальная школа, филиал районной спортивной школы, дом культуры, муниципальная сельская библиотека, научно-исследовательский институт земледелия с научной библиотекой, Челябинский филиал Ростелеком и градообразующее сельхозпредприятие Чебокульская птица. Средняя школа поселка Тимирязевский располагается в 3-этажном типовом здании в конце одной из центральных улиц. Школа в 2006-2008 году была удостоена гранта президента Российской Федерации. В школе действует муниципальный межшкольный методический центр, поэтому на базе нашей школы выпускники Чебаркульского района сдают ЕГЭ. В школе обучается в среднем 350 человек, в каждой параллели 2 класса. Это от 30 до 50 обучающихся. Большая часть выпускников 9 класса, от 20 до 40 человек, предпочитают продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях города Челябинска и Чебаркуля. Поэтому в 10 и 11 классах обучается в среднем от 5 до 10 учеников. В последние годы образовательный процесс школы остро испытывает дефицит помещений для учебных занятий. Поэтому помещение библиотеки иногда используется в качестве учебного кабинета. Школьный информационно-библиотечный центр располагается на 3-м этаже школьного здания. Основная площадь центра – это бывшая школьная библиотека и ее хранилище учебников. Однако участие в научно-прикладном проекте региональной инновационной площадки позволило расширить пространство и разместить ресурсы за пределами стен библиотеки. На 2-м этаже в рекреации начальной школы мы создали зону свободного детского чтения, в которой на полке устроили книжный буккроссинг детской литературы. В учительской комнате шкафы используются как зона свободного чтения педагогов и работников школы. В рекреации старших классов создана зона свободного абонемента электронной библиотеки Литрес школы с плакатами-полками, носителями QR-кодов для самостоятельной регистрации и скачивания электронных книг.
Стены рекреации используются как презентационные стенды с плакатами и мотиваторами чтения. Чтобы школьная библиотека стала подлинным пространством для формирования информационной культуры и развития ключевых компетенций, требуется четкое осознание необходимой подготовки школьного библиотекаря, либо педагога-библиотекаря, совместно с руководством и педагогическим коллективом школы. Нами была проведена предварительная оценка уровня информатизации школы. Ныне сформирован компьютерный парк, в каждом кабинете подключен скоростной интернет. Достигнут достаточно высокий уровень информатизации библиотеки. Создан электронный каталог, который отражает книжные, журнальные, учебные и медиаресурсы центра. Создана IT-зона с читательскими ноутбуками. Произведена оценка локальных информационных ресурсов и справочно-библиографического аппарата, а также реализованы возможности координации и взаимодействия с другими библиотеками в целях компенсации имеющихся лакун в составе библиотечного фонда. Организован удаленный доступ к электронным библиотекам и учебным ресурсам. Это Литрес-школа, читающая школа, Национальная электронная библиотека, школа цифрового века. Все эти условия позволили нам трансформировать библиотеку в информационно-библиотечный центр школы и создать условия для формирования информационной культуры участников образовательного процесса. Во многом благодаря статусу региональной инновационной площадки в 2019-2020 учебном году в программу дополнительного образования школы был введен курс «Основы информационной культуры школьника» в режиме адаптации в 5 классе. Эффективность работы по формированию информационной культуры во многом зависит от того, насколько программа будет приближена к специфике и задачам обучения в конкретной школе и реальным возможностям библиотеки или информационно-библиотечного центра, на базе которого проводится обучение. В нашем случае уроки проводятся по согласованию с завучем, ситуативно, во время возникающих окон расписания, так как после уроков обучающиеся посещают в основном учреждения дополнительного образования поселка, а метапредметные навыки необходимы каждому. В этом учебном году курс осваивают обучающиеся 5, 6 и 7 классов, а это ни много ни мало 107 человек, почти третья часть школы. Курс организован посредством ресурсов информационно-библиотечного центра, в котором сформирована современная материально-техническая база, обновлен книжный фонд и произведено зонирование пространства. Зона коллективной работы используется для теоретических и практических групповых занятий для 20 человек и оборудована модульными столами. IT-зона оснащена 6 читательскими ноутбуками для выполнения практических и индивидуальных заданий. Центр подключен к локальной сети школы и скоростному интернету. В презентационной зоне установлен телевизор с функцией Smart TV и флипчарт для теоретических занятий. В адаптированной программе есть часы инвариантной части, которые ведутся по программе кемеровских коллег. А другая часть отводится для дополнительных практических занятий с использованием различных педагогических технологий с целью формирования ключевых компетенций. Инвариантная часть курса обеспечивает решение следующих задач: дать представление о вхождении мировой цивилизации в информационное общество, вооружить обучающихся алгоритмами поиска и аналитико-синтетической переработки информации, научить технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и исследовательской деятельности. Вариативная же часть нацелена на конкретный возраст и потребности школьной программы с учетом профиля школы и уровня формирования информационной культуры обучающихся. Главная цель этого учебного курса – раскрыть обучающимся возможности практического использования информационных знаний и умений для решения широкого круга проблем в учебной и социальной практике в условиях, когда человек сталкивается с переизбытком информации, с дезинформацией и угрозами своей информационной безопасности в современной электронной информационной среде. Сегодня система образования из транслятора знаний превращается в механизм развития способностей растущего человека. А формирование любой компетенции происходит через некую практическую деятельность, поэтому закономерно, что возрастает интерес к механизмам включения детей в деятельность, способствующую развитию их способностей. В качестве таких механизмов выступают технологии обучения. О том, какие технологии мы используем в работе, я подробно рассказываю в нашем вебинаре «Технологии обучения в формировании информационной культуры школьника». Ссылку вы можете видеть на экране. Таким образом, современные образовательные технологии в обучении информационной культуре могут повысить эффективность процесса обучения, воспитать полноценную, всестороннюю, развитую личность и решать другие задачи, стоящие перед образовательным учреждением в наши дни. Следует отметить, что все технологии тесно связаны друг с другом
и приходится их комбинировать, что называется по ситуации. То интернет пропал, то свет отключили. Главное, что владение различными технологиями и методиками позволяет организовать процесс обучения как во время урока, так и вне урока посредством индивидуальных консультаций при непосредственном общении с читателем ребенка. Сегодня на занятиях в 7 классе мы отрабатываем умения, навыки, которые позволят обучающемуся уверенно подготовиться к первому серьезному испытанию в защите индивидуального проекта в рамках регионального исследования качества образования в 3-й четверти. Для того, чтобы знания и умения, полученные в курсе, стали навыками, необходимо многократное их применение в учебных предметах. Мы считаем, что должна быть организована учебная информационная образовательная среда, в котором обучающийся от учителя на уроке получит познавательный мотив, импульс и захочет узнать чуть больше из различных источников информации, будь это библиотека с традиционными ресурсами или интернет. В начале 2019 года, это был первый год проекта РИП, мы провели опрос о состоянии информационной грамотности педагогов, работающих в 5 классах, и готовности к освоению такой педагогической технологии, как познавательная пятиминутка. Опрос показал, что педагоги в основном владеют навыками информационной грамотности, не вызывает затруднения поиска и отбора информации, визуализации информации через ее трансформацию в графическую, табличную или иную наглядную форму. При этом все же затруднение вызывает создание и размещение собственных информационных ресурсов, владение культурой и технологией делового электронного письма, организация сетевого взаимодействия с участниками образовательного процесса. Опрос показал готовность педагогов к освоению новых педагогических технологий. Исследуя идеи проекта РИП, на семинаре мы предложили коллегам освоить и применять в урочной деятельности такой дидактический инструмент, как познавательная пятиминутка, рекомендованный авторами курса «Основы информационной культуры школьника» Натальей Ивановной Белецкой. В начале учебного года состоялся семинар, на котором мы познакомили коллег с теоретическим обоснованием этой технологии и представили модель такой пятиминутки. Поскольку обучающимся требуется повторение и применение полученных знаний на практике, мы предложили педагогам в своем уроке использовать как познавательные пятиминутки, так и элементы информационной грамотности, такие как информационные познавательные квесты, игры, участие в онлайн-олимпиадах, подготовку сообщений, рефератов по предметам. Педагоги заинтересовались вышеупомянутой малой дидактической формой, а по инициативе команды проекта был создан репозиторий познавательных пятиминуток педагогов-предметников на сайте нашего центра, где мы собрали наиболее интересные педагогические практики в виде технологических карт предметных пятиминуток. Методические рекомендации к семинару педагогов были разработаны и размещены на сайте информационно-библиотечного центра школы и в сети НПП Челябинского института переподготовки кадров, как методический продукт проекта. Ссылку на методические рекомендации к проведению семинара вы видите на экране. В последующий год работы региональной инновационной площадки команда педагогов школы дистанционно прошла курсы повышения квалификации по теме развития школьных информационно-библиотечных центров как условие обеспечения современного качества образования, организованные региональным информационно-методическим центром ЧИПКРО, которые позволили создать на сайте нашего центра репозиторий технологических карт, уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов и электронных библиотек, тем самым повысить свои информационно-медийные навыки. А чтобы подключить родителей к системе формирования информационной культуры, при введении курса мы рекомендуем провести обучающий семинар для родителей пятиклассников, как помочь своему ребенку освоить курс информационной культуры. Поскольку введение курса начинается с 5 класса, что мы и сделали. На семинаре родителям были даны рекомендации и установка на особую важность и необходимость посещения занятий курса. Родителям было продемонстрировано первое занятие с дидактической игрой, в которой они смогли в роли учеников разобраться в задании и иметь представление об изучаемом предмете информационная культура. Методические рекомендации к родительскому семинару мы также разместили на сайте нашего центра и в сети НПП ЧИПКРО в качестве методического продукта. Однако не все так радужно, как кажется. Значительным барьером в освоении курса продолжает оставаться отсутствие учебных пособий для детей по основам информационной культуры, а также возможность включения в
курса в образовательную программу школы только в части дополнительного образования. Соответственно, предмету нет места в учебном расписании школы, и мы вынуждены заниматься ситуативно. Безответочная система оценивания результатов освоения программы и необязательное посещение занятий снижает мотивацию. А ведь навыки информационно-медийной культуры необходимы каждому ученику, хотя они об этом даже не догадываются. Мы поддерживаем мнение о том, что обучение основам информационной культуры имеет интегративный характер и должно обеспечиваться путем введения специального курса «Основы информационной культуры», который обеспечен образовательной программой, построенной по принципу от простого к сложному, и характеризуется системностью, последовательностью и непрерывностью. А возможным это может стать, на наш взгляд, только если предмет информационная культура появится в образовательной программе основного общего образования школы с обязательным посещением уроков каждым обучающимся. При этом необходимо подумать о детях со статусом ОВЗ, которым показан индивидуальный подход, а возможно и адаптивная программа. Я думаю, что педагогу-библиотекарю также необходима методическая поддержка в форме консультаций, вебинаров и систематического общения в профессиональных сообществах. Информационно-медийная культура, как лоскутное одеяло, наполнена различными компетенциями, знаниями и умениями, которые в эпоху цифровизации необходимы каждому гражданину. Обучение информационной культуре на сегодняшний день является острой необходимостью, и пробелы в этой части школьного образования ощущаются педагогами и родителями очень остро. Сегодня образовательный процесс носит гибридный характер. Мы временами учимся то очно, то удаленно, и очень важно всем участникам этого процесса обладать навыками информационно-медийной грамотности, чтобы оперативно перестраивать систему обучения и не потерять из виду отстающих. И в конце я хочу пожелать всем здоровья, терпения и успехов в преодолении временных трудностей цифровизации. И на последнем слайде я разместила свои контакты. Спасибо всем за внимание. Можно нас подключить? Уважаемые слушатели, с нами сейчас на связи была Каверзнева Елена Александровна, педагог-библиотекарь Тимирязевской средней общеобразовательной школы Чебаркульского района Челябинской области. Смею заметить, что в группе ВКонтакте есть замечательная группа, которая так и называется «Информационная культура школьника», которую непосредственно ведет Елена Александровна. И Качева Елена Валерьевна, это непосредственно руководитель и кандидат педнаук, заведующий региональным информационно-методическим центром ИРО города Челябинска. Кому интересно, может найти эту группу ВКонтакте. А мы с вами посмотрели последнее подключение, которое запланировано у нас сегодня для нашей работы. Завтра не менее интересное подключение будет у Мамоновой Нины Ивановны, которая представит нам, наверное, она представит нам непосредственно методическую часть проведения занятий по информационной культуре школьника. Мы благодарим всех за внимание, кто подключался сегодня с нами и работал практически целый день, смотрел, слушал, записывал. Мы предлагаем тем, кто был вместе с нами, написать нам в чате свои предложения. Участники библиохакатона сегодня, получив информацию, приступят к разработке кейсов, в которых будет собрана следующая информация. У вас информация дана, последняя страница, и на ней дано задание разработать рекламную кампанию занятий по развитию информационной культуры школьников. Как раз вопрос, зачем и как это, да, сделать, чтобы ребята приходили к нам на эти занятия. Дальше еще один момент: сформулировать с учетом целевой аудитории, а у нас
3 целевых аудиторий. Это начальные классы, среднее звено и старший класс 9-11. Основные темы занятий по развитию школьников информационной культуры. Приблизительные темы, что можно дать для этого возраста. И последний момент – это предложить наиболее приемлемые формы организации занятий по развитию школьников информационной культуры, а также описать условия, способствующие достижению главной цели – формированию информационной культуры. Сегодня мы услышали много информации по данным вопросам. Попробуем собрать всю эту систему и разбить по возрастам. Наши рабочие кейсы будут представлены завтра с 9:30 часов. Начинаем работу завтра. У нас будет прямое подключение с Ниной Ивановной и дальше работа и представление кейсов. В 14:00 будет награждение, церемония награждения победителей и участников и лауреатов республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». На сегодня прямую трансляцию мы заканчиваем. Участники Библиохакатона приступят к разработке кейсов. Спасибо большое за внимание. До новых встреч завтра.